Да. Отключите. Начинаем. Да, всем привет. Да. Доброго утра. Всем доброго утра. Geekbrains сегодня делает очередное мероприятие. Со мной сегодня в студии Александр Волчек, бессменный партнер по мероприятиям. Вот, мы вместе уже ведем, не знаю, десятки уже этих мероприятий провели. И сегодня у нас необычное мероприятие будет. Мы долго думали, а что же можно сделать нового. Мы вообще, в принципе, стараемся что-то постоянно привносить какую-то новизну и в мероприятия, и в наши программы, и в нашу работу, во все. И нам пришла идея буквально в конце мая, наверное, да, Саша, где-то в конце мая, что мы хотим сделать новый формат и поняли, что вот те технологии, которые сейчас, наверное, везде звучат, про них много что говорят, и в нашем окружении разные люди об этом говорят, то есть, там, не знаю, наверное, мой ребенок даже слышал где-то про эти технологии, про метавселенные, про блокчейн, про все остальное. Но мы поняли, что люди не до конца понимают, что это такое. Зачастую, например, блокчейн ассоциируют там, с биткоином только, например, да, или метавселенные представляют как какие-то 3D-миры виртуальные. И мы подумали, что надо сделать мероприятие, в котором мы очень простыми словами возьмем все топовые технологии, которые существуют на текущий момент, и их разберем. Разберем просто, чтобы вам легло и стало понятно, что это за технология, что лежит внутри, какие есть проекты, примеры, для чего это используется и какое будущее они нам с вами вместе принесут. Вот. Если кто-то не знает, я Александр Сагун, я не представился, вот, два Александра, я исполнительный директор компании Geekbrains. До этого я имею опыт больше 20 лет в сфере информационных технологий. Начинал когда-то давно, еще в начале 2000-х, я был, то, что называется, junior разработчик, вот, программировал первые 9 лет, я занимался исключительно разработкой, работал в очень разных проектах, в американских, российских, Газпромнефть, Colgate Palmolive, X5, Retail Group, NVIDIA, Техносила, огромное количество всяких разных интересных вещей делали. Потом так получилось, что я стал заниматься больше управлением, и на текущий момент вот есть свой проект в бизнесе, и есть проект Geekbrains, который мы как бы вот с душой к нему относимся для того, чтобы развивать IT-образование на всем русскоязычном пространстве. Вот. И со мной, собственно говоря, как я уже говорил, Александр Волчек, который тоже сейчас про себя, наверное, пару слов скажет. Наверное, есть новая аудитория, которая с нами не знакома, хотя, судя по регистрациям, я вижу, что много людей пришло из нашей базы, наверное, нас должны уже чуть-чуть знать. Да, всем привет, доброе утро. У кого-то день или вечер, да, потому что, как показывает практика, мы в апреле первый раз провели мероприятие именно в субботу утром по Москве, чтобы нас могли смотреть от Калининграда до Владивостока. Да. И так получилось. Да, и так и получилось, в прошлый раз так и указывали. Вообще немножко про мероприятие. Если кратко немножко про мероприятие, то, как Саша правильно сказал, мы путь в IT проводим это давно, и рассказываем про информационные технологии в разных пластах. И наша задача, на самом деле, фундаментальная. Это чтобы человек чуть осознаннее, более серьезно понимал мир информационных технологий. Что это такое? Не поверхностно, просто не абстрактно относился к слову программист, аналитик, там, тестировщик, не абстрактно относился к словам фронт-энд или бэк-энд разработки, не абстрактно относился к словам там, разработка игр или мобильных приложений. Просто там слышал, что существует одна там, или две операционных системы, чуть осознаннее к этому подошел, выделил свое время, и это дальше, конечно, ему помогало в будущем принимать разные решения. Для нас, конечно, важно с точки зрения принятия решений это получение профессии, так как мы компания, которая больше 100 тысяч человек в IT-отрасли обучила или обучает на длительных программах обучения. И очень важно. Ну и, конечно же, важно вам в рамках вашей жизни. Кратко подводку чуть-чуть про сегодняшнее мероприятие. Наверное, мы долго к этому шли. Есть очень много разных технологий, как Саша сказал, которые мы часто к ним относимся, знаем абстрактные слова. И даже если взять искусственный интеллект или Data Science, то у нас есть программы, где мы это обучаем. Есть другие школы, где это обучают. Но все эти программы, они были придуманы несколько лет назад, и они имеют, так как эти технологии очень сильно развиваются, то, что было 2 года назад, в данный момент времени уже может иметь смещение или некоторую неактуальность. Или те сложности, которые возникали в технологиях 2 года назад, сейчас уже, например, решены и вообще есть новая эволюция. И мы про это расскажем. На примере блокчейна это очень ясно видно. И так как мы в Geekbrains огромное внимание уделяем большим программам обучения, длительным программам обучения, то и нам очень важно, чтобы люди получали современные профессии,
то мы в какой-то момент времени все же для себя решили и поняли, что мы можем и готовы запускать обучение по новым абсолютно инженерным профессиям и профессиям, связанным с метавселенными, и связанным с блокчейном, связанным с Web 3.0, связанным с огромным количеством различных устройств, которые на сегодняшний день существуют, расширить, очень сильно расширить подход к искусственному интеллекту, Data Science. И наша, конечно же, сегодняшняя задача – это сильно рассказать про 7 направлений больших, в том числе чуть-чуть затронуть тему квантовых компьютеров, и чтобы вы для себя получили более широкое представление об этих направлениях, об этих отраслях, а к некоторым направлениям относились не абстрактно. Например, многие относятся там, к блокчейну просто с позиции покупки криптовалюты, многие относятся к метавселенным с позиции только какой-то игровой индустрии. И нам кажется, что очень важно и будет невероятно полезно про это углубиться. И поэтому мероприятие будет, наверное, около 3 часов, 3-4 часа, да, может быть 3+. Оно впервые, мы его проводим впервые. И мы постараемся, конечно, дать максимум пользы, интересной пользы и расскажем вам о возможностях, которые на сегодняшний день появились, потому что то, что мы сейчас запускаем, этого не существует ни у кого. Да? Вот на русскоязычном пространстве точно ни у кого не существует. У нас там будут призы, как обещали, там, значит, разыграем, перечислим даже токенов разных, программ обучения, то есть все это будет в рамках сегодняшней программы. Да, и самое главное еще, то есть мы помимо того, что расскажем про эти технологии, у нас же мероприятие называется «Путь в IT» все-таки, мы сохраним нашу традицию и объясним, как сделать так, чтобы вы могли попасть в сферу этих современных технологий, какой путь для специалиста в этих трендовых технологиях, и, собственно говоря, к концу мероприятия вы точно это поймете. Вот. Еще раз, так как все равно есть, Саш, новая аудитория, понятно, что сегодня, так как новый абсолютно формат, и у нас все, что там десятки тысяч людей обучаются, есть люди, которые будут присоединяться, приходить, те, которые которые с нами знакомы. Конечно. Я управляю компанией Geekbrains, мы управляем вместе с Александром, у нас очень большой коллектив, 500 сотрудников, 3500 преподавателей, сотни тысяч человек в целом пользуются нашей платформой с точки зрения различного вида обучения. Мы давно на рынке, больше 11 лет, там, с государственными дипломами совсем, то есть очень много всего. Ну и мы действительно в IT больше 20 лет, и мы вместе с Александром поступили в университет на программирование 22 года назад, и всю, на самом деле, сознательную жизнь связана с технологиями. Ну, это если так кратко, про это можно смотреть, много разных мероприятий, где мы про это рассказываем, наших историй, и мы делимся и рассказываем свои знания, свой опыт, знания наших партнеров, экспертов, десятков и сотен людей, которых мы вместе знаем. Наша задача максимально сфокусированно про это рассказать. Про орг-моменты. Орг-моменты, еще раз, 3 часа. Большая просьба. У нас чат работает, смотрите, вы трансляцию можете смотреть на разных платформах. Кто-то смотрит с YouTube, кто-то с ВКонтакта, по-моему, в Телеграме у нас какая-то трансляция. Ожидалось, будет, не будет. Вы всегда можете кликнуть на ссылку, перейти на платформу. Комментарии мы читаем те, которые с платформы задаются. Вот у нас на платформе внизу есть лента, кто не авторизован, они тоже авторизовывайте. И мы там будем задавать... Мы там читаем, вот у меня открыт монитор, это открытый монитор именно с программой обучения, и там я буду проходиться по комментариям. Если вам не интересно, отключайтесь, потому что люди приходят, для них это важная жизнь, то есть это их будущее. Но просто другим людям не мешайте, иначе вас там могут забанить. У нас также в чате работают часто модераторы, они помогают нам, вопросы нам подкидывают, где-то делают. Ну, соответственно, если смотрите в соцсетях, приходите к нам на платформу. Как сказали, будут точно специальные условия с точки зрения участия сегодня, и мы разыграем во-первых, у нас специальные условия нашей программы сегодня будут, они только для тех, кто смотрит мероприятие. Мы кинем разных токенов, в целом в денежном выражении, да, там и Solana, и BNB. Тоже розыгрыш будет, мы всегда это снимаем, показываем честно тех людей, кто участвует в мероприятии, участвовал в наших домашних заданиях. Что важно, смотрите, у нас есть на платформе, наша платформа, там есть профили, заполняйте, пожалуйста, свои профили, очень классно всегда видеть, кто реально людей сидит, из каких людей городов, и видеть их фотографии, да, мы будем вовлекаться. Вот смотрите, давайте сейчас в чате у нас напишите, пожалуйста, с какого вы города, чем вы занимаетесь, и сколько вам лет. Запустим чуть-чуть, посмотрим. Все же вы видели, мы снимаем, где мы находимся в офисе Geekbrains. Офис Geekbrains, главное, находится в Москве. Достаточно большое пространство, 1500 квадратных метров.
И при этом у нас нет зрителей. Было бы классно, да, чтобы в зале, мы все время говорим, в зале собраться. Я надеюсь, мы сделаем тысячники в зале, соберемся вместе в залах. И чтобы вместе познакомиться, расскажите, кто вы. Кто вы, и добавляйте, пожалуйста, свою фотку. Про Geekbrains, как мы сказали, на самом деле мы больше, чем 100 стран мира, в абсолютно разные страны, все русскоязычное пространство, понятно, покрытая вся Россия, да и вообще все соседние близлежащие страны. Очень сильно, много где присутствуем и обучаем от маленького возраста дети. У нас есть даже школа для детей, Geek School. Ну и, конечно же, наш основной профиль – это получение новой профессии на платформе. И, понятно, специализация, все, что связано с IT. Ну, пошло очень много всего. Тамбов, Москва, кто-то говорит, учится у нас на программах. Краснодар, Магадан, 31 год, 24, 25, 27, аналитик, продуктовый аналитик Москва, СПБ. Просто Повалило? СПБ, бухгалтер, Тюмень, да, Благовещенск, Калининград, Благовещенск, видишь, Дальний Новосибирск, маркетолог, Дмитрий Ющенко, 33 года. Знакомая фамилия. Да, Орел, Ника, Минск, Калининград, Тверь. Много очень, Ярославль, Ростов-на-Дону. Круто, кстати, что сегодня тема действительно новая. Очень классно, что присоединяются также люди, кто у нас учится, да, учится на разных наших программах обучения. Мы, конечно, сейчас такие разные форматные истории делаем. И мне кажется, что сейчас невероятно классное время вообще находиться в рамках Geekbrains. 35, 32, Санкт-Петербург, врач, Минск, привет. Мы как два белоруса. Минск логистика 42, Петрозаводск, Владивосток, Кисловодск. Мы с Сашей давно живем в Москве и переехали давно в Москву. А родом Саша из Беларуси? 15 лет, да, или 16, я 12, а родом из Беларуси, да. Иркутск 66 было, Индия 31 год. Вот, класс. Озерск 55 лет. Действительно, у нас больше 100 стран мира. Еще раз, вот нам показывают слайд 500 тысяч рублей розыгрыш, в рамках там общей суммы 500 тысяч, в эквиваленте 500 тысяч рублей, даже, наверное, больше. Вот, сегодня точно вот. Значит, еще раз, мы на самом деле очень серьезно подходим к нашим мероприятиям и уходим в глубокие детали. Смотрите, ребят, всегда наши мероприятия построены, особенно те, кто в прошлый раз. Бывает что-то очень просто кому-то. Кто-то смотрит, говорит, очень просто, затянули. А бывает, мы рассказываем очень сложные вещи, кто-то пишет невозможно, уже мозг взрывается. Я обучал на этой неделе наш менеджерский состав, поддержку менеджеров по продажам, людей, которые взаимодействуют вместе и общаются с вами, с нашими студентами и потенциальными клиентами. И в какой-то момент времени, через 40 минут, человек говорит, мозг взорвался. Кажется, простые вещи рассказываешь, а мозг взорвался. Поэтому вы будете слышать разные вещи, как и легкие, так и суперсложные. Значит, сегодня 7 сфер. Мы долго выбирали, смотрели, как правильно спозиционировать, очень правильные точки направить. И мы вам покажем, у нас будет единая точка входа вообще на профессию, на получение программы обучения у нас. И она будет там год, 2, 3 можно будет учиться по этим технологиям. Хотя мы сегодня не про программу обучения, сегодня про эти технологии. 7 очень разных направлений, они именно раздельно очень разные. Это искусственный интеллект, это все, что связано, там, машинное обучение, нейронные сети, сейчас расскажем, да, про каждое. Это Data Science, отдельная тема, Data Science, Big Data, вот отдельно. Кибернетика умных устройств и все, что связано с разными видами оборудования. Вот оборудование, которое регулирует пешеходные переходы или транспортные развязки, до оборудования, которое в машинах, в самых современных управляет. Устройства. Да, до роботов, которых вообще даже еще только придумывают и делают. Квантовые вычисления, невероятно сложная система, квантовые вычисления, компьютеры. Чуть-чуть дадим про это внимание, да, вообще тому, над чем работают и что происходит, потому что если там произойдет, вот есть некоторые сферы, где если чуть-чуть произойдет изменение, все изменится вообще. В этот момент времени все изменится, да. Блокчейн, невероятно важная технология, и это не про финансы, мы расскажем, конечно, и про финансы, но это новая вот вчера мы, интересно, Саш, тему про дизайн там разбирали, и там была тема, прямо невероятно, наш методический отдел новые вещи сделал, там была социология, да, и вот видно, они уже двинулись вперед. Вот, эта тема вообще другого пространства, других ощущений, и мы тоже про это поговорим. Web 3.0.
Вот. Хайпово. Хайпово. Что Многие не это понимают, такое? что это такое. Почему И- не 5-0? Да, а это другое, да. Даже мы у себя, у нас есть линейка программы обучения 1.0 и есть новая линейка программы обучения, не 2.0. Вот когда часто 1.0, 2.0 и 3.0, это кажется что-то рядом. А веб 2.0 и 3.0 это вообще разные, ну, да, фундаментально разные понятия. Ну и метавселенная. Метавселенная, конечно, никто, все всегда игры, значит, игры какие-то на голове одетые штуки, но это другое восприятие, поэтому пройдемся, да. Конечно, с точки зрения, почему эти технологии, и мы, еще раз, первые, кто очень сильно в них двигаемся, так как мы являемся лидерами рынка и на нас очень сильно смотрят, начнут люди, наверное, про них рассказывать. Хотя мы, конечно, невероятно сильны в том, чтобы этому обучать. Самое важное, что есть, конечно, то, что мир IT, он настолько востребованный, и невероятное количество требуется специалистов. В мире в 2025 году будет требоваться больше 160 миллионов специалистов, только в России 5 миллионов вакансий будет. Да? Вот это 5 миллионов, то, что вы видите, это в России. А почему именно эти технологии? Потому что они позволяют зарабатывать от $1000 в день. То есть вот мы очень такие твердые, мы все время говорим, мы медлов не учим за год, медлу нельзя научиться за год, надо вначале стать entry-level джуном, начать работать, во время работы идти. Мы все время с зарплатами очень аккуратны, да, Саша? То есть говорим, что ну, там, вот вы стартуете там 60 тысяч рублей или 100 тысяч рублей зарабатываете, а здесь $1000 в день, да, что это такое? Потому что эти технологии, люди? да, эти технологии, которые есть, если вы в этих технологиях находитесь, вы действительно зарабатываете много денег, и не хочется это скрывать. Вот не хочется это скрывать, и это не хайп какой-то, это не какой-то обман или замануха, это правда, да, это правда. Саш, кратко пройдемся по каждой из 7 тем, чтобы вы вообще поняли, что сегодня будет происходить, потому что вам честно скажу, а вот наше выступление трехчасовое, наша презентация там на 200 слайдов, да, это невероятная история погружения в передовые технологии. Искусственный интеллект. Да, мы долго думали и с Сашей выстраивали как бы логику, да, чтобы оно как-то зашло плавно и стало понятно. И мы поняли, что мы хотим начать, наверное, с самого популярного, потому что вот мы сколько ведем мероприятий, если спрашивают про технологии, просят рассказать про искусственный интеллект. И мы подумали, что начнем с искусственного интеллекта, он, наверное, как бы в нашей жизни уже понятный, с примерами. Вот, и закончим метавселенными, да, то есть вот тем, что как бы в этом году, наверное, там стало в конце прошлого так звенеть очень сильно. Вот, искусственный интеллект. Что хочется рассказать про искусственный интеллект? Это краткое такое сейчас будет, как бы, не знаю, анонс, да, и потом пойдем уже в детали. Значит, искусственный интеллект. Как работает, да, и как он вообще обучается, то есть почему он, собственно говоря, искусственный интеллект, как это устроено, да, где он среди нас, то есть какие-то примеры покажем, чтобы вы точно понимали, что это искусственный интеллект, это нет. Значит, дальше расскажем про то, что такое нейронные сети, да, то есть как они устроены, откуда они взялись, почему они вообще называются нейронные сети, как это связано там с нейронами, которые есть в нашем головном мозге. Вот, а прямая связь, я вам подробно про это расскажу. Дальше вообще как бы проблемы искусственного интеллекта, которые сейчас существуют. Что такое машинное обучение? Это отдельная большая сфера, очень непростая, но на простых словах, я думаю, вы все поймете, как это устроено. И куда движется этот искусственный интеллект, что нам ждать там через 10, 20, 50 лет, какие прогнозы и во что это все превратится. Дальше у нас Data Science, блок. То есть это как некое продолжение. То есть мы выделили отдельно Data Science отсюда, чтобы не было путаницы, потому что на самом деле в мире огромное количество информации, и работа с этой информацией для того, чтобы ее корректно использовать, делать правильные выводы, развивать целые отрасли, это реально стала целая наука. Да? И там целый спектр есть специалистов, которые этим занимаются, и специалисты по машинному обучению, и специалисты, которые там, математики работают, и работают дата-инженеры, которые разворачивают огромную инфраструктуру, люди, которые отвечают за сбор этих данных. Ну, то есть расскажем про все это. Да? Значит, дальше, как Data Science может помочь как бы, вашей обычной жизни, потом... Соответственно, как это используется в реальных каких-то примерах, в отраслях, во всем, кто такие вообще дата-сайентисты, что это за люди, с чем их едят, какими навыками они обладают, и что необходимо знать, чтобы вот в дата-сайенсе себя как-то уверенно, соответственно, чувствовать. Дальше у нас, соответственно, идут квантовые вычисления. В квантовых вычислениях, наверное, надо еще слайд пролистнуть, потому что квантовые вычисления – это следующее. Квантовые вычисления, соответственно, это, вот как Саша сказал, что действительно технология,
когда я буду вам про это рассказывать, я постараюсь вам донести, как бы, в чем суть, да, квантовых компьютеров. Они пока полноценно не используются, на них решают абсолютно только отдельные задачи, но если они найдут физики, то есть это вот на стыке как бы фундаментальной физики и вычислительных технологий вот эта сфера находится. И если там будет прорыв именно как бы у ученых со стороны физики, они смогут стабилизировать квантовые компьютеры, и это войдет в жизнь, то произойдет как бы революция вообще, да, то есть те вещи, те задачи, которые решались там десятилетиями, решатся за 10 секунд. Вот, я расскажу вам, почему так происходит. Значит, расскажу, чем они отличаются от обычных, значит, какие открытия могут быть сделаны и вообще, как бы, что можно получить за счет них. Объясню, кто такой код Шрёдингера, да, и вообще, как бы, про квантовые суперпозиции, квантовые связанности, да, то есть это чуть-чуть такой будет экскурс в физику, если кто-то в старших классах там, или в университете касался, вот что-то туда коснемся. Ну и как это сегодня применяется. Дальше у нас идет кибернетика умных устройств. Мы долго подбирали это слово, да, вот умные устройства, и выбрали это слово кибернетика, да. И нам кажется, что вот это слово очень правильно будет отражать эту тему, потому что мы хотим действительно показать, что умная техника, оборудование, устройства, там, автопилотируемые всякие корабли, самолеты, автомобили, оно все вместе связано, что у него общего, значит, какие есть, ну там дома вы все знаете, у вас у всех уже есть какие-то умные устройства, скорее всего, да. Дальше какие-то более масштабные штуки, куда этот тренд двигается, примеры, ну и современные проекты, как развивается эта отрасль в целом. И важно именно здесь про оборудование показать, Конечно. про разные виды, все, что касается какой-то точки, не когда программное обеспечение загрузилось, вот, и вы работаете с простыми вещами, а когда это связано. Мы сейчас даже загружаем там микроконтроллеры, видим что-то твердое, и эта тема невероятно интересная, очень большая. И этого будет появляться все больше, 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 больше. Да? И это тоже устройство. Вот все, что про устройство, здесь слово «умно» неплохо добавлено, кибернетика правильное слово. Следующая тема наша большая блокчейн. Соответственно, рассказываю, что на самом деле такое блокчейн, значит, произойдет ли, как бы, ну, вот, условно, там, какая-то технологическая революция на базе блокчейна, чем вообще, как бы, ну, многие выделяют только, ну, как бы, знают криптовалюту, связанную с блокчейном. То есть расскажем вообще, как бы, про этапы развития этой технологии, как она, когда она родилась и во что это сейчас все пришло. Дальше расскажем про NFT в рамках блокчейна, потому что все равно на этой технологии все базируется. Ну и покажем, как бы, там, ну, вообще какие-то примеры, да, то есть там цифрового искусства, которое смогло получить, как бы, ну, некую новую жизнь, да, вот, благодаря этой технологии. Следующее, плавно перетекаем в Web 3.0, то есть очень плотно связанные, как бы, технологии, да, то есть блокчейн через этот Web 3.0, как бы, мы перейдем и в метавселенной, потому что есть плотная связка, поэтому такую логику мы и выстраивали. Да, но это разные вещи, хочется их показать, разные сутевые вещи. Да, да, они поэтому так и отсекаются, то есть расскажем вообще про развитие веба, да, то есть веб это, ну, чтобы было понятно, это сеть интернет, да, и как она вообще развивалась, там, начиная с конца прошлого века, 20-го. Вот. Ключевые черты, соответственно, Web 3.0, почему, соответственно, уже Web 3.0 существует и что в нем есть, и какие понятные проекты вы можете видеть и понимать, что да, вот это Web 3.0, а это как бы нет. И в финале мы все метавселенными, там, соответственно, мы расскажем про то, что заменит ли, ну, как бы, вот этот виртуальный мир этот, да, то есть некая метавселенная заменит ли нашу реальную жизнь, либо станут его дополнением, и поясним, как бы, вот этот водораздел, да, то есть где вот реальный мир, а где уже метавселенная, и как они между собой взаимодействуют. Вот, какие возможности они нам дают во всех сферах жизни, и что такое сегодня и в онлайн-играх, и в самореализации, и в каких-то технологических проектах, во всем. Да? То есть это вот будет наша, как бы, там, финальная 7-я тема по контенту. И я надеюсь, что мы сейчас сможем за ближайшие, сколько-то осталось, 2,5 часа очень плотно и понятно вам рассказать. Интересно, как бы, вот 7 тем: искусственный интеллект, дата сайенс, блокчейн, квантовые вычисления, кибернетика умных устройств, Web 3.0, метавселенная. Напишите в чате, что вас сейчас наиболее интересует вот из этих тем, которые мы выбрали. Я надеюсь, что мы, как бы, взяли самые, как бы, ну, интересующие. Напишите, пожалуйста, то есть что для вас самое, как бы, интересное, о чем хочется узнать максимально подробно. Да, интересно, что ведь здесь у каждого, мы уже проводили там опросы разные, все здесь. Вам может казаться, например, какое-то направление вообще ненужным, например, Да. или странным. Или непонятным, или абстрактным. Или наоборот, вы в чем-то больше разбираетесь, а в чем-то вообще не понимаете. Важно, что мы не зря собрали такую цепочку, мы не зря, если вы были на наших мероприятиях, особенно «Путь в IT», такой флагманский,
где мы рассказываем про базовые основы вообще информационных технологий, про понятие разработчика, да, то здесь другая вообще стихия. Мы здесь идем через такие направления и отрасли, которые, конечно, фундаментально станут в том числе основами и базой в любой IT-профессии. Значит, искусственный интеллект, все интересно, блокчейн, дата сайенс, ИИ, умное устройство, метавселенная, квантовые вычисления, блокчейн, метаверс, ИИ, веб 3.0, метавселенная, блокчейн, метавселенная, ИИ, блокчейн, квантовые вычисления, метавселенная, дата сайенс, ИИ, дата сайенс, блокчейн, ИИ, квантовые вычисления, ИИ. Кибернетика никому не интересна. Кибернетика умных устройств есть? пошло, да. Есть. Здесь важно, что умные устройства, понятно, но здесь слово такое, вот это умные, да, но хочешь рассказать и про промышленное оборудование, про транспорт, и вообще... Дело в том, что понимание вообще оборудования, потому что мы привыкли, что это типа мобильный телефон, а есть, например, якобы умное устройство, например, колонка, но по сути это все устройство, и эволюционно мы будем двигаться туда, где будет тысячи различных устройств, и не будет такого прямого, прямо явного деления, как телефон, не телефон. По идее. Да. Сколько времени на это займет? Это будет через год или через 40 лет? Это разные. Понятно, что это по-разному происходит, но сейчас даже уже ускорение феноменальное, да, и очень много всего. Ну, много идут, мне кажется, абсолютно разные темы. Равномерно, да? Да, достаточно равномерно. Ну, чуть-чуть меньше искусственного интеллекта, чуть-чуть меньше умных устройств, чуть-чуть меньше data science, чуть-чуть, наверное, меньше квантовых вычислений. Но вот блокчейн, метаверс, веб 3.0, искусственный интеллект очень много. Супер. Вот. На чем можно заработать, говорят, про то и рассказывайте. Очень практичные у нас зрители сегодня. Хорошо, ну что, погнали? Да. Будем начинать тогда. Да. Ну что, начинаем мы с искусственного интеллекта, да, Artificial Intelligence. Как бы тьма фильмов снята на это, и мне кажется, мы зачастую из фильмов и представляем. Есть разные экранизации, там и романов фантастических, да, которые были написаны, не знаю, наверное, там, в прошлом веке, да, и вот они как бы приходят в нашу жизнь. По сути, искусственный интеллект – это попытка человечества воспроизвести ну, как бы когнитивные качества человека, да, то есть способность общаться вербально, то есть на человеческом языке, понимать человеческую речь, взаимодействовать с человеком в понятных ему терминах, словах, каких-то взаимодействиях, да, и обучить, как бы, ну, не человека, машину вести себя как человека. Вот. И там, забегая чуть-чуть вперед, на самом деле, как бы, то, что мы видим сейчас, да, в искусственном интеллекте, это зачаток зачатков, да, то есть, и кажется, что, ну, как бы, да, там, круто, не знаю, там, те вещи, с которыми мы соприкасались, ну, вот в пути IT Саша говорит, вот, типа, какой пример всегда Сагун приводит? Он говорит всегда, типа, вот есть голосовые помощники, вот, типа, самый понятный для человека искусственный интеллект. Но мы же понимаем, что она решает, этот искусственный интеллект, ну, очень маленькую задачу, да, то есть у него есть там дерево решений со всеми этими ответами, которые он накапливает, и он оттуда достает, как бы, самые релевантные по алгоритму ответы и озвучивает их голосом, и умеет распознавать человеческую речь. То есть вот там, по сути, как бы пару нейронных сетей задействовано, о которых сейчас чуть позже расскажу, и он делает одну задачу, он вам помогает. Но, например, этот искусственный интеллект, он не может, я не знаю, там, вам просто сам начать предлагать какие-то там, не знаю, рецепты, да, или он не может с вашим ребенком сесть и сделать домашнюю работу, или он не может вам подсказать, как вам лучше с этим человеком выстроить отношения. То есть у него очень ограниченный спектр того, чего ему обучили. И на текущий момент, как бы, ну, вот весь искусственный интеллект, его делят, ну, это условное деление, опять же, да, то есть мы перекопали кучу всяких источников, чтобы, ну, как-то быть, наверное, там, в общих координатах со всем миром. Да, но при этом вам простым языком объяснить, да, потому что очень много по-разному можно подходить. Терминов там тьма таких, да, что по-разному подходить. Не подходи, не стой рядом называется. Наша задача очень сильно, как бы, это все упростить, чтобы было понятно. Поэтому выделяют слабый, сильный и суперинтеллект. Пока. Вот текущая эра, в которой мы с вами живем, вот 2022 год, это исключительно, как бы, слабый искусственный интеллект, который решает отдельные задачи, очень узкоспециализированные. Вот, как бы дальше расскажем, что такое сильный и суперинтеллект. Да, вот суперинтеллект — это как раз-таки то, что вы, наверное, видели в фантастических фильмах, в каком-нибудь, я не знаю, там, наверное, «Дикий Запад», сериальчик такой есть, да, не знаю, там, что еще было из такого. Много всего. Самое главное, что ты когда не можешь отличить человека от машины. От машины. Это как раз-таки, наверное, ну, там даже уже не суть даже человека, да, это искусственный интеллект, это, по идее, какие-то корабли космические, я не знаю, это все что угодно. Я думаю, что мы даже будем
видеть миграцию понятий, и будут появляться новые понятия. Поэтому сейчас хочется чуть-чуть просто шире направить, потому что очень много людей хочет пойти учиться в эту профессию и хочет посмотреть, а чему надо было бы мне поразбираться. И вот это деление, даже слабый, сильный и супер интеллект, это уже вносит достаточно серьезные коррективы, правильно? Да, 100%. И на самом деле, как бы, ну вот сейчас я расскажу чуть-чуть про слабый искусственный интеллект, то, с чем мы с вами соприкасаемся. Еще раз, его отличительная черта – это то, что он решает узкоспециализированные задачи. Ну, то есть все, наверное, мы помним, там, по-моему, в конце прошлого века появились как бы компьютеры, которые, ну, стали обыгрывать людей в шахматы, например, да, или он умеет там по голосу построить маршрут, то есть голосовое управление какое-то появляется. Может, собственно говоря, там находить этого человека там по фотографии, там, не знаю, видео, да, то есть там вы смотрите, например, фильм, вам говорят, там, вот кто сейчас в кадре, какой актер, да, или какая музыка играет. То есть он подбирать может вам, например, там, музыку, да, вот, например, там искусственный интеллект во всяких стриминговых платформах сейчас музыкальных, он лучше меня подбирает музыку, которая мне нравится, да, или, например, фильмы, которые, ну, мне нравятся, он тоже может подбирать уже лучше, чем я, то есть понимая, как бы, что я как смотрю, мотаю, не мотаю, слушаю, не слушаю, есть похожие люди, он это делает, да, и самый вот, наверное, такой хайповый по там к концу 90-х лет, когда компьютер Deep Blue обыграл, значит, Гарри Каспарова, да, чемпиона мира по шахматам, это вот было, значит, неким вау, все сказали, все, наступила эра искусственного интеллекта, там, машина обыграла самого лучшего шахматиста в мире. Но надо понимать, что этот компьютер умел играть только в шахматы, он сам не двигал эти фигуры. То есть он то есть как это было, вот есть фотография у вас на экране, да, чтобы вы просто понимали, как это выглядело. То есть Гарри Каспаров сидел за шахматной доской физической, стоял компьютер и был оператор, который сидел и выполнял инструкции. То есть он заносил ходы Каспарова в компьютер, и компьютер выдавал ему следующий шаг, и он двигал за него фигуры. То есть понятен уровень. То есть это компьютер вообще никак не связан с шахматной доской физической. То есть это интерфейсом был человек. И он решал только одну задачу, играл в шахматы. И делал это отлично. И я вам расскажу, как это, ну, за счет чего это было достигнуто, когда мы там доберемся до машинного обучения и до нейронных сетей. Вот, это очень понятный пример. Следующее, там есть как бы примеры автопилотируемых устройств. Ну, мы все видели, конечно же, там, и, наверное, в городе, когда ездят эти автопилотируемые устройства, и слышали кучу проектов. Но если вы хотя бы раз видели, как эта штука, ну, как себя эта машина ведет, например, не в потоке, который едет с одной скоростью весь, а когда он выезжает, например, на какую-нибудь проселочную дорогу, где идут люди, встречаются какие-то препятствия, то эта машина ведет себя, ну, с определенными условиями, то есть человек пока в сложных дорожных условиях справляется с этой задачей намного лучше. Но беспилотные машины уже проехали миллионы километров у разных проектов, и у иностранных, и у российских. И за этим, конечно же, есть будущее. Уже есть компании, которые делают грузовые перевозки на автопилотах, да, то есть на грузовиках автопилотируемых. Но это пока все только приходит, потому что это зона риска, дорога, да, то есть это связано там с людьми, со всем остальным. И вот эту машину надо обучить, как себя вести в экстренных ситуациях. И это вот как бы вызов, который как раз-таки и стоит. Есть хорошая всегда история, в которой становится чуть понятнее с точки зрения, ну, эволюционно, что мы только в начале прогресса. Если взять в автомобиле и всегда сказать, что если человек... Сейчас, одну секундочку. Ребят! Тише. У нас двери открыты, команды большие работают. И если взять в автомобиле и сказать, что человек, когда попадает в аварию, есть статистика повреждения внутри машины. Есть такое понятие «самое безопасное место». Самое безопасное место, все всегда говорят, за водителем. Почему? А самое опасное место рядом с водителем. Почему? Потому что водитель интуитивно спасает себя, инстинктивно и уходит от проблемы. Да? Или, например, водитель едет на дороге, и какая-то сложная ситуация, принять решение. Вот часто говорят, а искусственному интеллекту как принять решение? Ему кого спасать? Водителя, человека, который сидит слева, человека, который сидит справа, человека, который сидит сзади, бабушку, которая переходит дорогу, ребенок, который идет по тротуару, или в соседнюю машину, в которой едет неизвестно кто. То есть вот в таких ситуациях очень много, и эмоциональное принятие решений, то есть очень много сложных конструкций, отсутствие в целом на это и законов, а законы — это тоже нарушение некоторой человеческой этики и всего, и поэтому, конечно, мы только на заре вообще понимания, что будет происходить, и это не просто связано с развитостью системы, а еще связано вообще с восприятием страны, стран, да, мирового порядка, законодательства, инфраструктуры, которая есть. Да, вот кто-то написал
в чате, что в моем городе умное устройство – это коса. Не знаю, чтобы траву косить. Ручная, да? Ручная. Поэтому… Электрическая. Вот. Мне кажется, он пошутил, я говорю, да, ручная. Ручная написал. И это действительно все же у нас на сегодняшний день очень разная развитость на мировом пространстве всего. Да? Поэтому на примере автомобиля явно видно, что даже такие вещи, казалось бы, вроде как простые, они еще только в самом начале. Да? Да. Ну и самое главное, как бы, ну, вот проблема, да, искусственного интеллекта, он, ну, действительно решает, собственно говоря, очень простые задачи, такие сегментированные пока. И это и называется как бы слабым искусственным интеллектом. И он как бы, ну, не то, что он самостоятельно учится на своих ошибках, да, ему нужна помощь человека, докрутка алгоритмов для того, чтобы действительно он понимал, что происходит правильно, а что происходит неправильно. Чтобы дальше понять вообще и поговорить про искусственный интеллект, надо понять, а что же, ну, как говорится, что же у него внутри на самом деле, то есть из чего он состоит и как эта вся история двигается, потому что, ну, слово понятное. Теперь давайте разберемся. Значит, искусственный интеллект глобально, да, то есть помимо всей алгоритмической части, в нем есть, ну и технологической, там есть два больших блока, которые туда точно подходят, как бы как составляющие. Это машинное обучение, machine learning так называемый, да, и нейронные сети. Я думаю, вы эти слова 100% слышали. Сейчас попробуем разобраться, значит, что это такое. Значит, машинное обучение. То есть самое простое машинное обучение – это как бы, ну, некая там область знаний, которая позволяет компьютерным системам и программным обеспечением аппаратом, которые, ну, обладают программным обеспечением аппаратным, обучаться, да, то есть получать новые навыки, то есть решать новые виды задач, либо в каких-то задачах, которые они уже умеют решать их более оптимальным способом, более быстро, более классно, более удобно, например, для человека. Вся эта история, вот ребята специально, собственно говоря, там положили как бы дерево, да, на этот слайд, потому что так или иначе оно строится на деревьях решений. Это дерево здесь, оно представлено как бы фракталом, и действительно, ну, фрактал – это структура, которая представляет из себя вложение самой себя. Возможно, увидели всякие такие гипножабские картинки, где фрактал там либо разворачивается, то есть одна и та же фигура как бы размножается, да, либо наоборот она уходит в глубину, да, этот фрактал. То есть это повторяющийся такой фрагмент, который… И здесь видно, что это дерево, то есть каждая ветка этого дерева является тоже деревом. Это называется некая фрактальная структура. Она бесконечно может продолжаться, надо просто увеличивать масштаб. И таким образом вот эти деревья решений используются в машинном обучении. Что такое дерево? То есть есть какая-то ситуация, в которой есть условия. Если А, то делаем это. Если Б, то делаем это. Потом дальше идет ветвление. А если еще там второй параметр такой, если такой, следующее ветвление, следующее ветвление, следующее ветвление. И вот этот набор параметров, которые есть, который закладывается в машину, она по сути получает какие-то либо сигналы, либо входящую информацию, либо считывает данные там, например, с камеры, с каких-то датчиков, раскладывает эту информацию по параметрам и ищет оптимальную ветку по этому дереву с тем действием, которое она должна совершить. Вот, например, этот мой любимый голосовой помощник, про который я всегда говорю. Вот у этого голосового помощника есть огромное дерево решений, которое расширяется, да, то есть и там есть режим, в котором как бы операторы, да, то есть специальные люди как бы туда вносят эти решения, потому что есть ветки, на которых, например, машина, ну как бы у нее нет решения, и у нее там заглушка стоит, и она говорит: я пока не смогу тебе помочь в этом вопросе, например, тебе скажет. А для операторов, то есть людей, команды людей, которые развивают это решение, это будет сигнал, что есть кейс тупиковый, в который уже пришли пользователи, там нет решения. И они начинают как бы эту ветку опять разворачивать, чтобы там появились решения. И таким образом вот весь этот искусственный интеллект, с которым вы сталкиваетесь с голосовым помощником, ой, извини, Саша, пожалуйста, он просто идет по этому дереву решений. То есть он то, что вы ему говорите, голосовой, например, запрос, разбирает на слова и понимает, это вопрос, это утверждение, что это такое. Дальше он разбирает значение этих слов. И в зависимости от каждого слова в этом предложении он ищет, а что же, какие есть правильные ответы, например, на этот вопрос. Там, ты спрашиваешь, там, какая погода? И у него есть, например, там, 5 вариантов ответов на то, какая погода. Потому что если будет один вариант ответа на то, какая погода, ну, он будет слишком примитивным казаться. И он начинает варьировать рандомом какой-то вариант ответа, какая погода, подбирая нужные слова. Все, то есть все вот это сейчас современное машинное обучение, оно так или иначе построено на этих
деревьях решений. И задача стоит такая, чтобы система сама себе искала все новые и новые ветки для того, чтобы решения были оптимальны и сокращать вот этот путь поиска этого решения. Надеюсь, понятно, я рассказал про, вот, собственно говоря, как бы машинное обучение в очень простых словах, не погружаясь там, как бы, в сферу того, как на самом деле эти деревья устроены, на каких технологичных платформах это Конечно, все. там есть очень много еще разных возможностей с точки зрения платформы, разных Конечно. подходов. Но базово, чтобы вы, по крайней мере, понимали на простых примерах. Да. У нас нет задачи сейчас Взорвать вас мозг. усложнять. Да, и по сути, значит, получается как? Все это машинное обучение ему дают на вход как бы кейсы, да, то есть ситуации, какие-то ситуации. И по этим ситуациям смотрят, значит, есть решение, нет решения, решение оптимальное, не оптимальное. И дальше докручивают, чтобы эти решения были, вот как я говорил, все более и более оптимальные. То есть, ну вот пример, например, как научиться на фотографиях там распознавать там собак и кошек. Ну, кажется, простая история, но для человека вообще, то есть ты видишь собака-кошка, это, ну, примитивная вещь, да, но на самом деле для компьютера, для компьютерной системы распознать образ кошки и собаки и понять, что у них есть отличия, это не самая простая как бы задача. Поэтому компьютеру надо скормить, ну вот есть как бы там выкладки, да, то есть кто занимается вот машинным обучением, да, искусственным интеллектом, лаборатории, они говорят, для того, чтобы компьютер обучить распознавать кошку от собаки, надо 10 миллионов фотографий и 500 лет вычислений обычного настольного компьютера. Это отличить собаку от кошки. Ребенок ваш, да, наверное, там, или вы в детстве, вам просто говорят, это кошка, это собака. И ты, все, ты уже знаешь, где кошки, где собаки. Ты больше не путаешь кошку и собаку. То есть для человека это 2 фотографии и 0 секунд, да, нужно только посмотреть. Для компьютерной системы текущего уровня развития, я не говорю сейчас про квантовые вычисления, про квантовые компьютеры, это 500 лет работы обычного настольного компьютера и 10 миллионов фотографий. Потому что должно произойти? Он должен разложить эту картинку на отдельные элементы и понять, что вот это, блин, ухо, а это глаз. Чем глаз кошки отличается от глаза ухи, а чем голова кошки отличается от головы собаки. Если длинные уши, то это собака, котов не бывает с длинными ушами. Ну, то есть он должен собрать всю матрицу возможных вариантов и из них понимать сравнением, что это кошка или собака. Так устроены сейчас вычислительные машины, они бинарно работают. Либо да, либо нет, либо совпало, либо не совпало. Если не совпало, ищем уточнение. Совпало, и вот так до бесконечности, пока он не говорит, что с вероятностью, у него будет все равно вероятность. Он не скажет на 100%. Они часто ошибаются, могут кошку принять за собаку. Я пририсую кошки длинные уши фломастером и закрашу под цвет. И он скажет, что это собака. А ребенок посмотрит и скажет, пап, блин, ну что ты издеваешься, ну это же кот, что ты ему уши нарисовал. А искусственный интеллект этого не скажет. Он скажет, собака. И он ошибается. Поэтому там всегда решение задачи искусственным интеллектом это определенная вероятность, близкая к 100%. Значит, как, собственно говоря, внутри вот чуть-чуть, как это, научных слов, да, то есть чуть-чуть мы такой шажочек чуть-чуть сделаем, глубоко не пойдем, значит, в какую-то там терминологию. То есть есть метод линейной регрессии, да, который используется в машинном обучении для того, чтобы как раз-таки вот это вот дерево решений и строить, да, то есть находить зависимость между переменными и понимать, что как бы каждое следующее значение той или иной перемены, оно приближает к правильному решению, либо отдаляет, да, то есть как бы происходит эта регрессия или не происходит. Это вот самый такой банальный, простой метод, как, наверное, в сортировке, это метод перебора, да, чисел, вот приблизительно такой же. Вот. И вторая история, которая, ну, широко используется здесь, это теорема Байеса, которая, я не буду там давать ее определение, все остальное, чтобы не взорвать, опять же, мозг, да, то есть суть ее в чем? Она показывает вероятность того или иного события на основании как бы предыдущих связанных условий либо параметров от него. То есть есть какое-то событие, например, там, не знаю, поход в ресторан, да, вот пойдем мы в ресторан или не пойдем в ресторан. От чего это зависит в предыдущем, да, чтобы искусственный интеллект сказал, так, вот сегодня вечером они пойдут в ресторан, да, от чего это зависит? Это, например, зависит от моего настроения, от настроения моей супруги и, например, от состояния здоровья моего ребенка. Вот ребенок, если хорошо себя чувствует, мы можем его оставить дома и пойдем в ресторан, да, например. А если он болеет, то мы не пойдем, и это блокирующий фактор. И, соответственно, теорема Байеса математически высчитывает на основании параметров, да, какова вероятность того, что эти двое взрослых людей, у которых есть ребенок, пойдут в ресторан на основании состояния здоровья ребенка и настроения двух людей. Вот всего 3 параметра, которые определяют, будем мы сегодня вечером в ресторане или не будем. И теорема Байеса, она позволяет математически высчитывать эти вероятности. Это всего 3 параметра. Когда параметров модели становится огромное количество, она, ну, как бы усложняется, она работает на любое количество параметров, и мы знаем, и можем предсказывать вероятность того или иного события в машинном обучении. Так, надеюсь,
было понятно. Здесь как бы вот это базовые вещи. Там огромное Но количество... важно, мне кажется, что мы проходимся по таким блокам. То есть мы же не зря с самого начала говорили, что есть хайповые прикольные картинки и всем понятные вещи, да, как даже автомобиль, который едет сам, да, Magic, потому что про сам. это все рассказывают. А есть вещи уже чуть-чуть глубокие, мне кажется, очень важно пройтись даже по теоремам. Что под капотом? Да, что под капотом. Что на самом деле там внутри, как это работает? Потому что, ну, для меня, как бы, я не знаю, я как бы, вот как в прошлый раз там Паша Воля, когда мне вели, он говорил, я пытливая мартышка, вот я тоже как бы пытливый человек, мне очень интересно, как это устроено, ну не знаю, то есть вот ну, у меня есть, наверное, какое-то такое врожденное чувство, я всегда лезу и разбираюсь, так, как это так, то есть мне важно понять эти причинно-следственные связи, если я понимаю суть, я тогда понимаю как бы природу самого явления и могу как бы, ну, как сказать, участвовать в этом, наверное, вот, а просто понимать, как это, вот, видеть какой-то объект и не знать, что это такое, мне сложно, как бы, я не воспринимаю тогда. Соответственно, есть здесь примеры там вот на обучении змейки, я не знаю, там, по идее, на этом слайде она должна была как бы, ну, ползать, он какой-то должен быть что-то гифки не включаются, да, гифки в презентации не включаются. Посмотрите, пожалуйста, да, чтобы гифки у нас в презе запускались, чтобы ребятам, кто смотрит, было понятно, да. Вот, то есть, ну, это самая простейшая тоже задача, одна из примеров, то есть, как вот, ну, как бы научить компьютер играть в змейку оптимально, да, то есть, и он, ну, как бы, это очень примитивная задача, в которую там 3-летний ребенок, наверное, может справиться, управлять этой змейкой, чтобы она собирала эти кружочки. Ну, раз гифки нету, давай, наверное, дальше пойдем, следующие примеры. То есть, следующее, это искусственный интеллект. Может быть, кстати, надо будет ребятам перезагрузить вдруг презентацию, вы можете перезагрузить. Да, если что, просто скажите, можно... будет сделать, чтобы просто чтобы зрителям было ну, интереснее визуально, а то статика она не передает. Соответственно, как искусственный интеллект, например, повторяет эмоции. Я думаю, вы все знаете, в смартфонах, вы когда настраиваете свой смартфон, там есть такой как бы эмоджи, да, дополнительный как бы эддон к вашему телефону, который в разных приложениях используется, и он позволяет как бы туда запрограммировать ну, как бы ваши эмоции, то есть как вы хотите. Вот, подстроить его под вас, и это делает как раз-таки искусственный интеллект, он как бы, ну, там типа, улыбка, вот вы улыбаетесь, он как бы фиксирует, как вы улыбаетесь, там, вы злитесь, как вы злитесь, ну, то есть он переносит, как бы, по сути, ваши реальные эмоции, вот, как бы, в графические образы, которыми вы потом сможете пользоваться с людьми, то есть кто-то улыбается так, а кто-то очень, как бы, ярко, да, кто-то злится, там, просто орет, а кто-то просто, там, брови, ну, как бы, сводит, да, и это ваша индивидуальная особенность, вот. Так, дальше, значит, по поводу... Значит, какие еще вещи есть в машинном обучении? Да, очень важные. Саша об этом говорил. Да, это касается, конечно же, историй двух. Это как люди себя ведут, это стратегическое и тактическое поведение людей, потому что искусственный интеллект должен в это прийти и понимать, уметь строить стратегии и правильно выбирать тактику для их достижения. Это первый очень важный фактор. И сейчас идут огромные исследования в, наверное, крупнейших корпорациях мировых, технологических гигантах, направлены на то, чтобы изучить сотни миллионов игроков, которые играют в различные игры. Потому что ну, наша жизнь, это, как бы, ну, если так абстрагироваться, это в определенной степени набор игр, в которые мы с вами играем. Да, вот у нас с вами сейчас сегодня мы проводим мероприятие, тоже определенная игра, у каждого своя роль. Мы, Саша, ведущие, ребята нас снимают, значит, операторы, вы, зрители, вы смотрите, это тоже игра какая-то, да. Вот, с определенными правилами. Там, вы можете писать комментарии, мы можем их модерировать. То есть, ну, это игра, короче. И сейчас появилось огромное количество компьютерных игр и направленные усилия людей, исследователей, чтобы понять, какими стратегиями люди пользуются и научиться выделять эти игровые стратегии. Например, один игрок, не знаю, там, предположим, в какой-нибудь стрелялке, в каком-то шутере, он тихорится. Он всегда с какой-нибудь винтовочкой забьется в уголочек, дождется, пока все друг друга там перебьют, и последнего, значит, с большого расстояния, как бы, он положит и выиграет. Вот. А другой бежит в атаку, он просто хватает гранаты, и он бежит куда-то там, значит, захватывать базы, еще что-то. Ну, я на примере такой, чтобы понятно было, шутера, да, то есть стратегии. И у одного стратегия нападать, да, и быть как бы вот в такой атаке, а другое очень спокойная такая, оборонительная стратегия. И тем образом, как бы, вот этих всех игроков делят на такие, как бы, кластеры, да, то есть одни, значит, там нападают, другие защищаются, одни, значит, нападают супер
гиперактивно, другие нападают, значит, не очень активно. Эти защищаются вообще в глухой обороне, сидят до последнего, либо просто у него как бы такая консервативная тактика. И это все делится. И таким образом выделяется огромное количество игровых стратегий, которые определяют поведение людей. И для того, чтобы искусственный интеллект в дальнейшем мог для себя выбирать ту или иную стратегию, у него будет огромное количество статистики, что если, например, в эту игру заходят игроки, и из них там большая часть играет в агрессивные нападающие стратегии, да, то мне выгоднее сыграть в защитные стратегии, они друг друга перебьют, и я таким образом выиграю. А если все будут играть 100% в оборонительные, они разойдутся просто по углам и будут сидеть друг друга ждать. Мне нет смысла, мне надо играть в нападательные стратегии. Я их аккуратненько, зная, что они все будут сидеть по углам, найду и локализую, ну, условно говоря. То есть тем самым искусственный интеллект будет понимать, как себя вести. То есть он учится вести себя как человек, подбирать стратегию и тактику для решения конкретной задачи оптимальным путем. И если мы, как отдельный игрок, не видим всех игроков и не знаем типов их стратегий, как они себя ведут, не знаем всю историю, там, они проиграли, не знаю, там, тысячи игр уже, да, и не знаем, как они себя обычно ведут, то искусственный интеллект будет знать. И он зайдет в эту игру, зная историю всех людей, и точно выберет оптимальную стратегию, чтобы всех победить. Вот чему учит сейчас искусственный интеллект. Второй очень важный аспект для искусственного интеллекта – это моральная составляющая. У машины нету никакой морали. Мораль – это присущее как бы человеку поведение. И вот Саша приводил этот пример, да, с автомобилем. Ну, вы же понимаете, это насколько вообще это важная вещь. То есть как этой машине себя вести в непростых ситуациях. То есть, когда там, я, будучи за рулем тоже там каждый день, ты каждый день на дороге проживаешь разные ситуации, как себя повести, да, то есть там, помимо там, дистанции и всего остального, если аварийная ситуация, что делать, кого спасать, да, и как обучить машину это делать. И знаете, как это происходит? Пишутся миллионы вопросов, которые моделируют ту или иную ситуацию. Вы едете за рулем, да, и перед вами такая-то ситуация, там, выходит на дорогу, значит, женщина с коляской и бабушка старенькая, которая идет. У вас отказали тормоза, ваши действия правильные. Ну, выберите, что вы там, собью бабушку, собью женщину с коляской, там, не знаю, уеду в бордюр, врежусь в другую машину. И прогоняют миллионы людей. Себя уничтожить. Да, там, ну-ка, пожертвую собой, там, и так далее. И миллионы людей прогоняются через эти тесты. На такой огромной выборке находится некая норма поведения психически здорового человека. И машине как бы выбирается алгоритм, в котором она должна себя повести оптимальным, социально допустимым образом на основании ответов миллионов людей. И это будет ее базовым алгоритмом. Но я вообще не представляю, кто эти люди, которые потом как бы говорят, блин, мы принимаем этот алгоритм. Ну, конечно, и пускай она ведет себя даже вот так. сидишь и думаешь, что это за ответы, и какую Да. выборку людей сделать. Еще же вопрос, какую выборку людей. Что это за нация, да? Должны Да. же быть еще разные люди полностью сделаны. Есть разные морально-этические нормы. Они зависят от очень многих факторов. И от семьи, от религии, от воспитания, от школ, от образования, от времени, что это за время сейчас происходит. Это, конечно, очень сложная вещь, а потом алгоритм принять. Да. И сказать, что он правильный или Кто-то должен неправильный. утвердить, что теперь он будет себя вести так. И А выпустить еще мы на никогда не дорогу. знаем, что это за алгоритм. Дело в том, что получается, что в реальности мы должны будем садиться условно за беспилотный автомобиль, и его алгоритм может далеко не совпадать с нашими ощущениями, или с деталями, или желаниями, или вообще законностью некоторой, да, или с происходящими ситуациями. И еще вопрос моделирования ситуации. На самом деле даже смоделировать таких ситуаций вопросами и ответами очень сложно, потому что вероятностные, и даже их описать в зависимости от местности, от территории, их слишком много, да, потому что есть вещи, которые, вот ты приводил в пример в игре, там много очень вероятностей, и, по идее, найти среди 100 миллионов человек уникального можно, а, например, в шахматах найти очень тяжело, потому что те люди, которые играют в шахматы все чаще, они начинают играть по учебникам, а в учебнике там 20, 30, 40, 50 ходов вперед, в зависимости от разных ситуаций, они часто расписаны одни и те же. Предсказывать все легче. Да, да, и поэтому тоже, конечно, очень много здесь сложностей, очень много сложностей, таких сложностей, которые мы на самом деле не можем даже мысленно себе представить, или самое главное запрограммировать. Почему здесь и нужно что-то, что обучается само, потому что мы уже сами не сможем это обучить, да, индивидуализированно, или просто там, столкнувшись со сложной ситуацией, позвать какого-то человека, который скажет, что вот разветвление идет. Да. То есть это как бы, совершенно другая как бы история, да. Ну и есть всякие как бы примеры, которые сейчас присутствуют, это всякие там чат-боты, которые общаются как искусственный интеллект. И вот там недавно Google, да, по-моему, хайповал, что у них, значит, там один инженер, как бы они считали, что он как бы там перегрелся на работе.
тому что он пришел и заявил своему руководству, что, значит, тот проект по искусственному интеллекту, который они разрабатывают, он обрел человеческий интеллект, и это уже не машина, а это человек. Вот. Есть такой общеизвестный, называется тест Тьюринга, который, как бы, ну, Тьюринг — это ученый, который сказал, что вот, как бы, когда обычный человек, взаимодействуя через тот или иной интерфейс с искусственным интеллектом, не сможет сказать убедительно, что он общается с машиной, он будет сомневаться, что он говорит с человеком или с машиной, это будет как бы порогом того, что действительно искусственный интеллект приблизился к человеку. Но один момент, да, то есть сейчас с искусственным интеллектом общаются в лучшем случае либо голосом, либо текстом. Это не то, что напротив вас сидит вот такой же там молодой человек или девушка и с вами разговаривает. И вы думаете, так, а это робот или это человек? Про такое мы даже не говорим. Вы общаетесь через экран компьютера, да, либо через какое-то устройство, там, голосом или вводом текста. И по сути получается, что вот как бы они сказали, что вот у них, значит, как бы компьютер вроде как приобрел. Я читал как бы, ну, там, выкладку, значит, там ребята наши выкладывали выкладку общения с ним, какие вопросы задавались. Да, там много интересного, но некоторые вещи все равно такие, ребят, ты как бы такой чик-чик-чик, понятно, что он как бы, ну, машинные ответы, то есть не совсем они человеческие. Вот, значит, с какими проблемами сейчас, собственно говоря, сталкивается машинное обучение? То есть это этические вопросы, про которые я говорил, и их очень сложно решать, пробуют, но это, конечно, мне кажется, за гранью гуманности. Вот. Но, наверное, мы как бы должны все созреть к этому, и какое-то поколение уже будет это воспринимать. Вот. Значит, дальше это всякие стратегии предубеждения, как машине вообще, ну, вот, заложить это все, да, то есть некие черты характера, возможно, даже. Ну и вопрос как бы скорости обучения всех этих систем, но опять же, возможно, придут квантовые вычисления, и все сильно ускорится. Ну, как я говорил, что отличать кошку от собаки на обычном компьютере 500 лет и 10 миллионов фотографий. Вот. Ну, достаточно длительный процесс, все это делается на суперкомпьютерах, понятно, там, чтобы ускорить, но это одна задача, такие задачи надо решать секстиллиард. И потом их еще между собой перемножать, то есть, потому что, ну, в разных ситуациях там, да, они немножко по-разному решать. Это вот те проблемы, которые сейчас на текущий момент есть. Вот. Надеюсь, с машинным обучением как бы легло. Да, это в рамках, мы еще разбираем направление искусственного Да. интеллекта. В рамках искусственного интеллекта мы прошлись много примеров. Мы начинали там со слабого искусственного интеллекта, а дальше перешли к тому, что мы начали разбивать Машинное обучение, машинное обучение, и сейчас будут нейронные сети. То есть нейронные сети тоже очень важный элемент как раз-таки в искусственном интеллекте. То есть, ну, я думаю, вы все знаете, что такое, ну, то есть нейроны, да, в голове, ну, как бы в нашем головном мозге. То есть их устройство, то, что есть нейроны, есть синапсы, они между собой как бы связываются, вот в эти нейронные цепочки, нейронные сети. И, собственно говоря, подсмотрев у микробиологов, у врачей, которые занимаются изучением, собственно говоря, головного мозга, ученые, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, да, и решением задач, подсмотрели эту систему и попробовали ее смоделировать. Да, то есть у нейрона у него есть синапсы, есть дендриты, то есть это отростки такие от нейрона, да, то есть вот на картинке вы, наверное, видите, да, то есть и нейроны друг с другом связываются, то есть синапс цепляется за дендрит, да, то есть одни отростки цепляются за другие отростки, и так они собираются, и они могут еще замыкаться в замкнутые системы. Просто для понимания, по оценкам ученых, в головном мозге человека, ну, от анатомических особенностей, от 90 до 100 миллиардов нейронов присутствует. Да? То есть, ну, в здоровом мозге человека 90-100 миллиардов нейронов. И они все между собой связаны. Я сначала расскажу, как это у нас работает в голове, да, а потом расскажу уже на примере, собственно говоря, этой самой нейронной сети. Может быть, слайд еще назад оставите, я на нем лучше ребятам объясню. Соответственно, нейрон умеет решать, по сути, у нас какую-то одну задачу, да, то есть, ну, как бы конкретные атомарные действия. И для того, чтобы человек учился чему-то новому, у него должно это действие, либо эта мысль, либо какое-то ощущение закрепиться на уровне нейронной связки. Да? То есть нейронная связка, она на основании как бы, того, что проводит электронные импульсы, да, и дает команды, там, не знаю, опорно-двигательному аппарату, либо каким-то там когнитивным свойствам, она их решает максимально быстро. То есть задача этой нейронной связки очень быстро решать одну какую-то простую задачу, например, давить пальцем на стол.
да, или там вот, как бы, вот эта задача, например, это решается какой-то нейронной связкой у меня в голове, одной из вот этих там сотен, десятков миллиардов, да, и таких задач я решаю огромное количество, но вот перемножение всех этих нейронов друг на друга, 100 миллиардов, дает такую вычислительную способность, как бы, ну, условную вычислительную способность моему головному мозгу решать абсолютно разные задачи. Но если я хочу научиться, как бы, ну, делать что-то новое, например, там, говорить по-китайски, да, там, мне нужен целый набор новых нейронных связей для того, чтобы быстро запомнить эти слова, эти связки и так далее, и туда сложить эту информацию. Это образование новых нейронных связей. Значит, какие-то нейронные связи у меня, синапсы с дендритами начнут рассоединяться, и какие-то под другие задачи как бы связываться опять, да, и решать уже быстро эту задачу. И получается, что за счет этого мы можем решать быстро какие-то задачи. Вы, наверное, ну, как бы знаете, там, вот слепая печать. Что такое слепая печать? Когда мы не смотрим на клавиатуру, да, и знаем, где расположение кнопок, и печатаем, как бы, ну, без проблем, да. Или есть такое классное видео, потом можете найти его в интернете. Это на китайской фабрике, как человек фасует карты. То есть фабрика производит игральные карты, и туда не ставят как бы роботов, которые собирают эти колоды, а там стоят люди, которые собирают эти колоды. Люди работают десятками лет, они не смотря даже вниз, они знают, где какая карта лежит, они собирают эти колоды. То есть это фантастическое какое-то действие, то есть со скоростью просто света они собирают эти колоды, люди руками, пальцами, за счет того, что у них отработаны есть эти нейронные связи. Вот то же самое как бы делают в вычислительных системах. Для того, чтобы решать быстро какую-то одну однотипную задачу, например, распознавать образы, строят нейронную сеть, которая решает одну конкретную задачу. Она распознает кошек на всех фотографиях, да? Или она распознает слова в человеческой речи, да? То есть на русском языке. То есть точно так же там делается, значит, как бы связка из нейронов. То есть у каждого, значит, нейрона у него есть набор входов, да? То есть вот через эти дендриты к нему входит информация. Нейрон обрабатывает информацию и дает выходы, то есть какие-то решения по поступившей информации. И они выходят как бы в синапсы, идут дальше в следующие нейроны. Собирается такая цепочка, и эта цепочка умеет решать с помощью теории вероятности те или иные задачи. Да? То есть понятно. Подсмотрели у человека, сделали вычислительные системы. То есть эта вычислительная система решает одну конкретную задачу. Ей дается 3 параметра на вход, на основании этих 3 параметров она выдает решение с какой-то вероятностью. Дальше следующий нейрон забирает это решение и на основании как бы своего алгоритма дает следующий как бы ответ. И таким образом быстро получается решать очень простые задачи. Чтобы решать различные задачи, эти нейронные сети используются, как бы, ну, копируются. Одно решается через одну нейронную сеть, другое решается, там, распознаем картинку через одну нейронную сеть, речь через другую нейронную сеть, говорим через третью нейронную сеть, ну и так далее. То есть подключается огромное количество нейронных сетей для того, чтобы они решали эти задачи. Надеюсь, легло. Что такое нейронные сети? Поэтому... Ну, не знаю. Вот, но я пока рассказывал, мне жарко стало самому, потому что я пытаюсь, как это, чтобы мои нейронные связи сейчас сгенерировали нужные слова, понятные вашим нейронным сетям, вот, и, возможно, чтобы у вас сформировались новые сейчас нейронные какие-то Саша, пары. сегодня вот можешь чуть-чуть людям сказать, вот, Да. когда, какие сегодня есть же сегодня инструменты для того, чтобы человек, он же не сам проектирует сейчас и делает архитектуру нейронной сети, не надо сейчас... Если вы простой начинающий специалист или профессионал, или даже рядом в предметной области, не знаю, маркетолог, вы сегодня имеете возможность использовать уже фреймворки и библиотеки различные, которые имеют архитектуру нейронных сетей. Вы дальше уже на эту архитектуру приходите и на ней что-то реализуете, чтобы все понимали, что это не значит, что надо самому создавать, нет, но восприятие, понимание, конечно, чуть глубже разбираться, тот, кто будет из вас больше погружаться в эту тему, это всегда крайне полезно, да, и мы тоже на наших IT-программах будем больше про это рассказывать, потому что, конечно, важно это чуть-чуть попроживать, порешать примеры, поделать разные задачи, посмотреть, как это работает, почему какие-то связи должны деактивироваться, да, там, с точки зрения ускорения времени, там, хранения данных, всего. Отлично. Может, спросим, как там у нас живые вообще? Как и люди. Ребята, как эта тема, кстати, искусственного интеллекта, она очень большая, она приличная, да, большая. Да. Напишите, пожалуйста, как у вас настроение, как информация заходит, все ли всем понятно полностью, очень легко, значит, тяжело. Просто, непросто, да. То, чтобы я понял, как бы, как мне еще, может быть, надо, ну, какой-то уровень абстракции, там, не знаю, там, повышать, например, или там больше в детали уходить. Потому что я могу как бы регулировать этот уровень, да. И вот, как Саша сказал, то есть, да, как бы есть огромное количество библиотек, и, конечно же, вы в своей работе, если будете работать с нейронными сетями, есть 2 роли. То есть вы используете готовую нейронную сеть, и есть разработчики нейронных сетей. То есть вот когда вы пойдете разрабатывать свои нейронные сети, вам придется вот то, что я рассказал, еще на 10 уровней вглубь уйти и понять,
понять как бы математическую основу, как это алгоритмически делается, как это все хранится, на каких аппаратных решениях, программных решениях это все строится, как это правильно публиковать, чтобы этим могли пользоваться другие люди. Это совершенно другой навык. Это вот как раз то, чему мы хотим как бы учить людей, не только пользоваться, потому что пользоваться может любой там человек, найти эту нейронную сеть, подключиться и ее через интерфейс получать решение, а вот как свою нейронную сеть сделать или оптимизировать работу, вот это, конечно, как бы немножко другая задача. Ну что там? Нормально, все Нормально? хорошо. Заходит? Да. Ну, слава богу. Так, мы сказали... Хорошая есть и супер, и нормальный, все понятно. Кто-то пишет легко, но немного. Немного? Так что все хорошо, да. Нормально. Пишут, интересно рассказываете. Идем, значит, как это, в нужной сложности. Так, двигаемся дальше. То есть мы сказали, что основной тезис – одна нейронная сеть, одна как бы задача. То есть пока это устроено так, и дальше, чтобы решать как бы комплексные задачи, их связывают между собой. Значит, что такое, значит, там, сильный искусственный интеллект? Да? То есть это как бы не, ну, следующая ступенька в развитии интеллекта. То есть для того, чтобы интеллект мог решать как бы, ну, связанные между собой задачи из разных сфер. Да? То есть чтобы он действительно был с человеком на равных. Да? То есть вот как я говорил, что, например, я общаюсь голосом, там, даже пускай с компьютером пока, получаю от него ответы, понимаю, что это не синтезированный голос, да, то есть не машинный вот этот такой бывает скрипучий голос какой-то, неестественный, да, там с перебивками, с неправильными окончаниями, вот, ну такой противный, думаешь, блин, дебил какой-то, да, ну, то есть, как, не знаю, ну вот, неприятно с ним разговаривать. А чтобы это была понятная речь на понятном тебе языке, с нужной скоростью ответов, с чувствованием пауз, чувствованием вопросов, чувствованием как бы юмора даже, да, то есть если я какую-то там шутку закидываю, чтобы он отреагировал, например, там сказал ха-ха, ну ты типа шутник, да, то есть вот это как раз-таки является атрибутами как бы сильного искусственного интеллекта, то есть задача его максимально мимикрировать под человека и пройти тот самый тест Тьюринга, да, чтобы я сказал, блин, ну это, наверное, все-таки человек со мной общается, потом тебе говорят, ну это не человек, это система, которую мы разрабатывали много лет. Значит, умная колонка, конечно, она к сильному интеллекту ее не отнесем, потому что, как мы помним, она решает очень узкоспециализированные задачи, да, то есть... Это как раз таки пример того, что отличие от того, что ты рассказываешь с сильным искусственным интеллектом, что все поняли, что это, конечно, ну, да. Даже, я думаю, что через пару лет это никто не будет называть искусственным интеллектом, да? Когда у тебя слишком большая градация. Я думаю, что вот на примере, мне, конечно, очень нравится этот пример, и ты его привнес всем, и его вставили обязательно в презентацию. Да. Это пример того, когда попросили, нейросети, не попросили, а нейросети просто написали. Обучили ее. Нейросеть обучили рисовать картины. Обучили ее рисовать картины, и ей дали задачу. Нарисуй лису, которая сидит в поле с рассветом в стиле Клода Моне. Да? И, конечно, это невероятно, да, с точки зрения того, что происходит. Я не знаю, кстати, сколько времени, интересно, требуется для того, чтобы нарисовать такую картину. Минуты. Это практически мгновенно. На суперкомпьютерах, то есть используя как бы супервычислительные способности, да, это занимает несколько минут. То есть Клод Моне, понятно, такую картину бы рисовал, наверное, год, ну как бы он там проживал бы ее и так далее. А искусственный интеллект на базе этой нейронной сети, он, собственно говоря, смог это сделать достаточно быстро. Вот. И таких задач много, то есть мы попросили как раз-таки сделать, как бы показать этот пример для того, чтобы вы понимали, что, ну, что сейчас на самом деле может искусственный интеллект. И здесь надо сказать, что в этом примере, например, задача для нейронной сети вводится текстом. Да, то есть ты пишешь текстом, что же ты хочешь увидеть, и дальше, соответственно, он генерирует эти картины. Понятно, что, смотрите, как бы разберем просто, да, ведь он должен понимать, что такое лиса, да, ну вот по словам просто, да, что такое поле, что такое рассвет, а что S – это предлог, да, там, ну, как бы разобрать эту речь в стиле Клода Моне. И должны быть еще разные стили, то есть он должен знать стили разных художников, потому что если бы это нарисовать там в стиле, не знаю, там, Малевича, ну, наверное, мы получили ну, что-то совершенно другое, да, или если бы мы попросили, например, там, в стиле Шишкина нарисовать, то было бы очень реалистично, сидела бы такая лиса, неотличимая от фотографии, значит, был бы, значит, очень хорошо прорисованный там этот лук, да, там, все остальное. То есть это очень важно, то есть как это передается. Мне кажется, что вот это такие как бы классные примеры, которые показывают, что, ну, что действительно может делать там, нейросеть.
Ну, либо всякие там генерация, там, визуализации, да, то есть вот что вы хотите, да, там всякие примеры, там вот глаз Саурона читает газету, да, ну вот он там сгенерировал, как он это делает, да, или там по тексту умеет, ну, как бы какие-то придумывать штуки там несуществующие всякие, да, то есть человек стрижет газон на заставке Windows, да, то есть, ну вот, как бы абсолютно разные, да, либо там менять элементы на картинке, там собаку поменять, не знаю, там, на стрелочку или еще на что-то. Вот, он выделяет эту собачку, меняет ее на другой объект. То есть это те задачи, с которыми сейчас может там справляться, например, нейросеть, она вот умеет решать такие задачи. То есть рисовать картинки, менять картинки. Например, это нейросеть, она текст уже писать не умеет. То есть если ты ей скажешь, напиши мне эссе о том, как лиса пришла на луг на рассвете, и это увидел Клод Моне, напиши мне такое эссе, она уже не напишет ее, потому что она не решает такие задачи. Ну, конечно, очень много сейчас появляется, наверное, сильно прикладных задач, интересных задач, которые кто-то может подумать, что они людей убирают. Мне кажется, они очень сильно дополняют развитие и дополняют возможности. И то, что было невероятно жутко дорогим или часто сложным, становится доступным многим компаниям. Все равно всем надо уметь пользоваться, это все будет, ну, все надо очень сильно поддерживать. А мне кажется, самое важное, что, наверное, системы, вот как на примере даже создания логотипов, да, я думаю, что такие системы будут привносить вообще и новые дизайнерские стили, и новое мышление, какие-то новые возможности, идеи. То есть то, о чем даже человек мог и не думать, потому что это не повтор. То есть это же не просто, когда, например, изобретается логотип, явно это не повтор. Это, скорее всего, какой-то набор там больших параметров, который задается, и по этим параметрам создается логотип. Я не знаю, насколько это нейросеть. Действительно, у студии дизайна Артемия Лебедева там супер крутая, умная. Мы это не знаем, да, но судя даже по виду примеров логотипов, скорее всего, это что-то абсолютно тотально уникальное. Да? И ты, наверное, еще можешь задавать, там, это, например, похоже, или это что-то супер уникальное, что сегодня существует. Да? Стилистики, да, в неком тоне там, и так да, далее. Все, для страны, для типа проекта. Да? Одно дело, ты делаешь, там, не знаю, сталелитейный завод, или ты делаешь кафешку по продаже здоровой еды, или ты делаешь NFT-картинку для... ну или визуализацию своей... Для какого-то проекта. Для какого-то проекта NFT-шного, да? Ну, дальше есть примеры, соответственно, есть искусственный интеллект, который вот умеет дискутировать, там, дебатор, так называемый, у IBM, да, то есть он умеет поддерживать разговоры на разные темы. Ну, все очень похоже на самом деле, опять же, решается одна конкретная задача, он берет там кучу информации, агрегирует ее и по поступающим вопросам ищет, ну, там, самые экспертные ответы, которые есть, и опять же, то есть машина имеет сумасшедшее преимущество доступа к огромному количеству информации и скорости доступа. То есть человек, ну, как бы мало людей энциклопедической памяти, да, а вот здесь как бы у тебя энциклопедия вся в голове. То есть, условно, если бы у человека была энциклопедия, все энциклопедии в голове с моментальным доступом, ну, наверное, он точно так же мог бы оперировать, понимая как бы эти термины. Вот это есть преимущество, да, но как бы уже там есть нюансы. Я думаю, что примеров хватит. Ну, то есть, да, наверное, знаешь, вот чтобы дополнить то, что ты сказал, мне кажется, очень важно, что есть там, где действительно нейросети и искусственный интеллект на сегодняшний день лучше, ну, как на примере, там, наверное, шахмат, да, или на примере... Превосходит человека. Превосходит человека, или, например, на примере выдачи сложной информации. То есть, если пойти, кто умнее там, с точки зрения трансляции знаний в истории, я не думаю, что существует на сегодняшний день человек, который историю лучше расскажет, чем расскажет машина. А есть все же вещи, которые будут очень сильно дискуссионными или не способны вообще повторить человека практически никогда, или будут делать очень много ошибок. Да, то есть вот, ну, здесь приведены там проблемы нейронных сетей. То есть основная проблема это то, что мы пока, ну, то есть и если обобщить, да, то есть даже не перечисляя их, а обобщить в целом, то, наверное, основных, ну, я бы две проблемы выделил. То есть первое, то, что пока не умеют искусственный интеллект решать суперкомплексные задачи, как это умеет делать человек, то есть во всех сферах жизни он как-то ориентируется, это первое, да, и это сложная задача. А второе, это, конечно же, нету вот этого, как сказать, некой интуитивной составляющей, эмоциональной составляющей, то есть человеческой окраски, да, то есть вот, когда ты с человеком говоришь, что там как душа в душу, да, то есть там чуть понимаем друг друга без слов. Ну вот этих вещей, это же недостижимо. Да, его внутреннее состояние, знаешь, когда сидишь с закрытыми глазами, а состояние внутри меняется, оно разное. Да. И ты видишь, например, по человеку, он там злится или радуется, да, или там как бы хорошо проходит, ну, вот мероприятие, например, мы с Сашей там каждый раз мероприятие проводим, и потом в конце говорим, ну как у тебя прошло, как ты чувствуешь, ну хорошо мы провели или нехорошо, да, и вот у нас же есть это чувство, то есть искусственному интеллекту, конечно, это будет сложно, то есть он
даже просто как бы его обучить тому, что он должен научиться что-то чувствовать. Ну, это там в целом, да, то есть то, что касается искусственного интеллекта. Ну, наверное, тут еще куча каких-то вот есть примеров, да, ребята добавили, вот, да, нейросеть нарисовать, как два айтишника ведут мероприятие. Но это вот про нас с тобой, похоже, да? Это, скорее всего, они сделали, это, скорее всего, они сделали шутку, да? Решили стебануть нас. Да, решили нас стебануть. И так, где кто из Да, нас? вообще какая-то абстракция. Да, может быть, это так и выглядит для людей там? Да, вообще очень интересно, когда читаешь комментарии, кто-то пишет офигенно, что рассказывать простым языком сложные вещи, кто-то пишет ничего не понятно, кто-то пишет, ой, как-то все легко, можно, блин, чуть сложнее рассказывать, что вы рассказываете. Да, Вот. ребят, мы же подстраиваемся, чтобы представляешь, всем было да, понятно. представляешь, да, насколько разное восприятие, Конечно. и вот это и есть. Мы даже сидим сейчас, тысячи людей смотрят, а люди-то разные и по-разному понимают. Кто-то еще отвлекся, у кого-то другое настроение, у кого-то вчера была сложная пятница или субботнее утро другое. Кто-то, наоборот, очень сильно вовлечен и классно воспринимает. Поэтому, конечно, очень много всего разного есть. Просто хочется даже показать, мне кажется, много разных примеров, потому что вот эти примеры, они позволяют чуть шире увидеть диапазон вообще происходящего. Да? Вот примера с Алисой, или примера с умной колонкой, до примера таких вещей, которые показаны действительно в фильмах. «Мир Дикого Запада». «Мир Дикого Запада», да, когда ты не способен вообще отличить, что происходит. Интересно, я недавно смотрел один фильм, забыл его название, все время про него говорю. Смотрел этот фильм, и там была интересная вещь, когда человек, как бы, он типа занимался тестом Тьюринга вместе с роботом, и он знал, что напротив него сидит не человек. И он говорит, ну как бы я же знал заранее, что это не человек. А потом ему настолько, когда он находился в этой системе, он в какой-то момент начал думать, что он сам есть машина, что тестирует не напротив другого его робота, тестирует. а его самого. И он начал в себе, там, вскрыл себе руку, начал смотреть, он человек или машина, да. Это тоже, кстати, мне кажется, очень классно показанный пример Переворот. того, когда поворот, Ну, переворот вообще да, сознания. переворот вообще сознания, да. Да, всё Когда ты сам Может, начинаешь... я сошел с Может, ума я на сошел, да, может, я и есть машина, да. Ну, то, что ты рассказывал. Да, про тест. Вот это, кстати, как раз-таки, а ты точно не терминатор. То есть ты сам, кто ты сам, да, есть? Да, ты машина все-таки или нет? Ну, человек, пока это легкая задача, то есть определить, что это машина, но вопрос двигается, да. То есть до вот этого суперинтеллекта нам очень далеко, то есть там по оценкам там это называют десятилетия, да, потому что, ну вот Ламада, вот про эту Ламаду как раз и говоришь, что типа там признаки искусственного интеллекта, только здесь поставили это самого, это Уилл Смит же, да? Да, это просто по приколу. Да, там, по приколу, я робота это не он, то есть этот искусственный интеллект, он общается в текстовом виде, чтобы вы не думали, что это какой-то робот, там, который и так далее. То есть вот если говорить про суперинтеллект, еще раз, да, то есть вот как бы что им называют? Им называют человека подобное механическое устройство, обладающее всеми навыками человека. Это же не живое, не механическое, я бы слово механика будет чуть-чуть, да, не живое устройство. Да, ну то есть как сказать, не созданное природой, вот, наверное, так, искусственно созданное в нашем мире, которое обладает всеми свойствами и качествами, присущими человеку, человеческому интеллекту, которое может с ним там здороваться за руку, и на ощупь, например, его кожа будет такая же, да, там, он будет там тактильным, или вот там, вчера мы когда обсуждали презентацию, Саша говорит, как бы, ну вот все как бы там в роботах классно, да, например, но роботов пока не научили разные предметы брать, одним и тем же манипулятором, то есть у робота как бы... Так ну, легко, да. вот как я клавиатуру сейчас поднял. Стакан, так там легко что, бутылку да, взял, не разломав, ничего не поменяв, Да. абсолютно уникальный пример. Простейшая И задача. стол там сейчас возьму, Да, что подниму. простейшая задача, а роботам как бы надо разные манипуляторы использовать, как трактору надо ковши переключать, вот копает одним, гребет другим, вот также сейчас роботам приходится переключать эти манипуляторы, то, что называется. Ну вот, когда это все произойдет, тогда это будет действительно суперинтеллект, и, наверное, мы будем вот тоже, возможно, будут психологически у нас проблемы думать, я человек или я тоже, как и все остальные, машина, да. Вот. Так что это вот некий экскурс, да, в искусственный интеллект, в Первая машинное тема, обучение и первое нейронные направление. сети. Да. Мы час 20, Саш, час 20. Есть. Час 20 в искусственном интеллекте. На самом деле, мне кажется, невероятно. У нас сегодня будет супер крутое мероприятие с точки зрения контента, абсолютно уникальное. Я думаю, невероятно я интересно. думаю, уже, наверное, понятно стало. Да, невероятно интересное, потому что мы, ребят, только начали искусственный интеллект, там в конце нас ждет метавселенная и Web 3.0. И мы не зря в конце идем блокчейн, Web 3.0 и метавселенная, и мы точно про все расскажем. Да? Будет, как, я же не зря сказал, что 3-4 часа, Да. а не 3.
это знание, я думаю, что даже в конце никто не понимает, что в конце будет за информация. Давайте напишем, как вам вообще технологии искусственного интеллекта в примере того, относительно вас самих. Вот смотрите, очень важно. Стало интереснее, Не просто даже. хайп, не хайп. Мечтаю с ней работать, какая-то фантастика, хочу послушать про что-то другое, или там ничего не понял. То есть вы для себя тоже, а ваше какое состояние внутри относительно этого, причастность. Не просто хайповость какая-то, да, не просто сказать, ну да, будет, значит, в будущем там что-то, когда мы смотрим фильмы, а на примере себя. Я это могу в своей жизни использовать. Вот мы с Сашей, я, знаешь, на чем себя сейчас ловил? Что ты некоторые вещи такие сложные рассказывал, и я сразу начинаю думать, так, как можно это применить в моей текущей жизни с точки зрения Geekbrains, с точки зрения других бизнесов, с точки зрения каких-то проектов, с точки зрения моего профессионального развития, с точки зрения, не знаю, моей семьи, взаимодействия. То есть, что я могу начать создавать или использовать, или придумывать, или запустить вообще какой-то проект в мире, для какого пространства, для оборудования для людей. То есть, вот сидел про это, думал, и мне кажется, очень важно проживать. То есть, самим мероприятие супер интересно, да? Мне кажется, что в этом класс. Хочу послушать Web 3.0, это очень интересно, очень интересно. Про метавселенную использую, бомба, интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Эйнштейнология, уже мечтаю создать искусственный интеллект, очень интересная тема, мечтаю с ним работать, интересно поработать, было бы круто. Настраивайтесь, ребят, вот мероприятие, которое мы ведем, мы про все же практическое, настоящее, живое применение. Нам всегда с Сашей хотелось создавать мероприятия, которые усиливают знания людей на русскоязычном пространстве, и не только на русскоязычном пространстве, и, надеюсь, мы будем на другие языки это переводить, усиливают знания в большом объеме, не для олимпиадников, не для сверхгениальных людей, для нормальных людей, для простых обычных людей, и чтобы вы это смогли привносить. Вот когда вы пишете, что в том городе, где вы живете, у вас искусственный интеллект, там это коса или косилка, чтобы вы смогли это привносить через себя, потому что мы как раз таки люди, это привносим в жизни, и мы принимаем многие решения с точки зрения того, как это будет дальше взаимодействовать в мире. Очень круто, крутая обратная связь, реально востребованные вещи пишут. Ну, классно, да? Буду с ней работать, интересно поработать, особенно с точки зрения, конечно, профессии. Вот у нас есть факультет искусственного интеллекта в Geekbrains, мы учим искусственному интеллекту. Я хочу сказать, что мы учим маленькой точечке сейчас, то, что мы сейчас рассказали, и вот мы сейчас запускаем новую программу по инженерии в искусственном интеллекте. И эта новая программа, она для старта. Вы не должны быть айтишником, вы не должны быть суперпрограммистом. Вы для старта будете просто идти в эту стихию. Вы, конечно же, начнете с азов IT, да, для того, чтобы в это входить, надо тоже многие вещи, надо понимать, инженерную базу понимать и знать, и дальше в ней идти. И в искусственном интеллекте есть и программирование, и тестирование, аналитика есть. Управление проектом в искусственном интеллекте, есть продуктовое управление в искусственном интеллекте, есть дизайн, который с этим связан, есть маркетинг, который с этим связан. И мы в Geekbrains как раз-таки про это, и у нас стартует новая программа именно про это. Data Science, да? Да, и просто чтобы вы понимали, то есть на самом деле, для того, чтобы вы самостоятельно изучили, например, вот то, что сейчас мы рассказали за час, вам потребовалось потратить, наверное, много времени для того, чтобы отделить и структурировать эту информацию, поэтому мы делаем такие выжимки. Так, Data Science. Это next step, то, что называется, да, то есть, как я говорил, это наука о данных, которая помогает, как-то правильно пользоваться этими данными, делать правильные выводы для компаний, бизнесов, людей и всего остального, да, то есть это отдельное, направление. Значит, давайте разберем, какие задачи, собственно говоря, может решать Data Science. То есть он точно может, например, решать задачу такую коммерческую, да, то есть, это для примера, да, то есть прогноз оттока клиентов или увеличение потока клиентов, да, он может, с помощью этих методов можно персонализировать какие-то предложения для покупателя, то есть делать уникальный оффер. Думаю, в каком-нибудь «Черном зеркале», наверное, в сериале вы видели, когда например, человек выходит где-то видит персональное предложение для себя, или вы идете по улице, например, и стоит какой-нибудь билборд цифровой, который стрелочкой показывает, любимый кофе уже готовится для тебя, в соседней кофейне, например, да, то есть он знает, какой кофе ты любишь, в какое время, и вот сейчас как раз подходящий момент тебе выпить кофе, да. Оптимизировать всякие истории с закупками, с расходами, со всем остальным, находить, целевые аудитории для продукта, то есть математически их подбирать,
анализировать ценообразование и делать его таким, чтобы, ну, как бы максимизировать результаты, анализировать загруженность на дорогах, то есть, ну, вы все пользуетесь, наверное, всякими приложениями, там, навигаторами, пробки, не пробки, оптимальные маршруты, как объехать, не объехать, ну и всякие логистические. Это просто такие решения, которые сейчас дают, собственно говоря, с помощью Data Science, да, то есть есть, там, например, вот примеры, там, погода, да, то есть прогноз погоды, огромные вычислительные системы стоят, которые, собственно говоря, занимаются тем, чтобы дать вам вероятность погоды на какой-то определенный период времени. Да. Часто это все ошибается, потому что, ну, пока моделировать погоду очень сложно, даже на том объеме информации, который сейчас собирается метеорологами. Да. Дальше, подстраиваться под вас с точки зрения рекламы, чтобы была наиболее эффективная реклама, строить оптимальные маршруты. Ну и всякие программы лояльности, да, которые вам предлагают что-то ваше любименькое вот сейчас, прямо здесь, чтобы попасть в тот момент, когда это оптимально. То есть этим всем занимаются целый ряд специалистов, про которых сейчас чуть позже поговорим. И они с помощью, ну, определенных математических методов обрабатывают эту информацию и получают, как бы, ну, желаемые результаты. Значит, ну, там есть огромное количество еще приложений, как пример, это, собственно говоря, ну, по поиску, там, то, что называется, второй половины, да, спутника по жизни, зависит от огромного количества факторов, но и, собственно говоря, помогает неплохо вам, собственно говоря, находить этих людей, там, не видя, как бы, вживую, по сути, да, то есть, ну, это тоже такой еще один из примеров. Там есть пример, вот некий там Крис МакКиллей, да, то есть он, собственно говоря, сходил на 87 свиданий и 88-й девушке сделал предложение, да, то есть он как бы сам, ну, сделал 12 аккаунтов, написал скрипт и с помощью этого скрипта, собственно говоря, стал как бы подбирать данные для того, чтобы, ну, максимально это оптимально сделать. То есть он оптимизировал этот сервис знакомств, чтобы решить свою задачу по большому счету. Вот. То есть дальше, ну, вот, используется в том числе там Data Science для в банковском деле, да, то есть это все истории со скорингом. То есть надо понимать, что, например, когда мы подаем заявку на там, кредит, например, или на рассрочку, делает все машина, первичный скоринг осуществляет машина, она, собственно говоря, понимает по набору параметров ваш профиль и дает риск-модель по там, сумме одобряемой, по сроку, по всему. Да? Если как бы, эта задача не решает машина, тогда уже там подключаются аналитики, люди, но это там в небольшом количестве случаев. Да? То есть это тоже как бы, используются огромные массивы данных для того, чтобы понять, как бы, ну, будет человек платить, от какой суммы он сможет платить, от какой суммы, там, если месячного платежа растет вероятность того, что там не возврата кредита, не платежей, просрочки, все остальное. Это, собственно говоря, все делается. Вот. В Китае есть как бы уже системы, такие, которые называются, как это, системы рейтингов большого брата, то, что называется, да, то есть это рейтинговая система. Я пока не знаю, как к этому относиться, но вот чисто моя человеческая позиция, да, как к этой штуке относиться, потому что, ну, есть всегда вероятность ошибки. Вот. Но в Китае эти системы работают, то есть есть охватывающая все сферы вашей жизни система, в которую собираются те или иные ваши там, поступки, действия. И если вы, например, нарушаете закон, там, не знаю, нарушили правила дорожного движения, или там на вас вызвали полицию, или вы сделали просрочку по кредиту, или опоздали на работу, или, не знаю, или сломали какой-то, не знаю, там, предмет в городе, да, там лавку какую-нибудь сломали, это засняли на камеру, там распознали вас. Это все понижает ваш так называемый социальный рейтинг. И как относиться потом к тому, что, например, из-за этого социального рейтинга вы будете невыездным, вас никто не возьмет на работу, там, не знаю, вы не получите кредит, это очень такой, вот, как мы в предыдущей теме разбирали, морально-этический параметр. Вот. Это есть такой сериал «Черное зеркало», да. 3-й сезон, 1-я серия. В «Черном зеркале» вообще много разбирают таких вещей, будущее, да. И там как раз таки пример того, что если у тебя рейтинг, ты не с теми людьми коммуницируешь, они тебе понижают рейтинг, ты в какой-то момент не можешь там машину в аренду взять, не можешь купить что-то в ресторане там, или в кафе. И это, конечно, становится некоторой системой манипуляции. Да? Ты можешь стать заложником в определенных системах, и мы даже часто не понимаем, а что может быть. Вот я вчера там вечером с друзьями обсуждал тему того, что сейчас же огромное количество данных накапливается, и условно принятый любой закон, он может заново назад, без некоего предупреждения, пересчитать абсолютно любые параметры. Да? И ты даже не думал о том, что это может на тебя каким-то образом повлиять,
а это может повлиять. Где-то в хорошем смысле, но мы сейчас, конечно, приводим пример плохого смысла, это становится такое некоторое недоверие, да, которое какое-то странное ощущение, но это все система больших данных. Сейчас, конечно, данных очень много, их копится, и хочется сказать, что кто-то вот думает по поводу тоже слежения или деталей, пока в мире не научились на самом деле масштабно контролировать. Когда появятся, конечно, системы, возможно, это будет связано с квантовыми компьютерами, с квантовыми вычислениями, с чем-то еще, когда появятся системы, которые будут способны вообще это обрабатывать, и обрабатывать быстро, мы, конечно, можем увидеть совсем другие, совсем другие изменения. Общался с человеком, который занимается как раз вот, ну, такой big data и data science, и ну, меня как бы напрягает то, что сейчас во всех городах, там, даже не только в России, а в мире кругом камеры натыканы, и становится понятно, что как бы, ну, тебя трекают, уже во всех базах есть там слепок твоего Face ID так называемого, и можно всегда знать, где ты, что ты и так далее. На что он мне сказал: слушай, говорит, Саш, ты вообще представляешь, вот в этом потоке людей, например, мимо камеры проходит за день, там, не знаю, там 100 тысяч человек, да, в каком-нибудь, ну, проходимом месте. Вот. И этих камер у нас там, ну, как бы миллионы. Ты вообще представляешь, вот, как бы, какая вычислительная мощность нужна и какие хранилища нужны для того, чтобы абсолютно за всеми следить? Да, чтобы во всем этом перебирать. Нету, говорит, таких просто сейчас вычислителей. Это стоит просто секстиллиарды, там, не знаю, долларов, и никто, ни одно государство не может себе это позволить. Поэтому это используется очень точно. Там. Если человек где-то замечен, да, вот на него как бы ставится метка, и действительно его там, по нему историю сохраняют. Поэтому, говорит, забей, говорит, ближайшие годы, пока мы не научимся там хранить информацию на уровне там, электронов и использовать квантовые вычисления, можно вообще на этот счет не париться. Да, но мы здесь приводим пример, мне кажется, именно пример приводим на Data Science, да. как это области применения. И понятно, что ну, начали там с хороших областей применения. Да. Но они разные. То есть, примерно... Да, показали применение. Просто много, мне кажется, людей обсуждают с точки зрения данных, с точки зрения данных. Но сегодня от данных, ну, их уже невозможно скрыться или избежать. Слишком все, очень много всего оцифровано, но оно действительно между собой пока не связано. И когда оно свяжется, мы даже не знаем, мы на самом деле даже не знаем, что произойдет, когда оно свяжется. То есть мы не знаем, какие будут решения применяться, что это будет, какая у нас будет включенность в нашей системе. И как на это будут реагировать точно наши дети, когда они станут взрослыми, или там внуки, или у кого-то уже есть взрослые дети, как их внуки, или там правнуки будут внутри реагировать. То есть очень много всего. И, конечно, есть невероятно классное применение технологий больших данных, которые позволяют и помогают нам на сегодняшний день жить. Да. Этого очень много. И позволяют жить и в медицине, позволяют разрабатывать более серьезные простые вещи, удешевлять производство, удешевлять стоимость товаров, позволяют нам использовать и пользоваться теми благами, которые раньше были очень дорогими. Вот мне кажется, что это тоже очень сильное применение. Data Science, конечно, невероятно интересная наука. Саша, чуть-чуть вот про этап работы проекта. Ну да, что то есть как... если кто-то пришел, мы все же рассказываем некоторые простые тоже вещи, а тот, кто попадает в Data Science, вот там, например, спрашивали, а почему у вас есть Data Science в медицине? У нас на сегодняшний день, когда мы учим Data Science, вот в новых программах, дальше человек будет выбирать, он хочет в отрасли медицины применять, в ритейле применять, в финтехе применять, хочет применять это в области метавселенных или в области блокчейна, или хочет применять эти данных в области изучения, например, там, экологии, все зависит, или там в области недвижимости, или автомобилестроения, там, транспорта, чего угодно. Да? Мы на сегодняшний день говорим про то, что если у вас есть хорошее образование, хорошая основа, хорошая инженерная база, и вы разбираетесь и в программировании, там, и в тестировании, в аналитике, и понимаете, как создаются разные продукты, дальше в зависимости от того, что вам надо, вы сможете применить. И не всегда, например, надо знать суперматематику, не всегда надо уметь программировать. Сейчас уже существуют библиотеки, я думаю, что мы достаточно быстро, нам там недели хватило, начать писать какой-то, ну, использовать какие-то системы. Уже существует система, которая просто вы подключаетесь на уровне маркетинга, да, например, или подключаетесь на уровне там, людей, которые работают, не знаю, в логистике, там, или экономисты, или управленцы, очень много, или финансы, очень много всего есть. Да, ну вот мы сделали такую универсальную структуру любого проекта, связанного так или иначе там, например, с Data Science, да, то есть чтобы было понимание вообще, как это все происходит. То есть, ну, гипотетически, там, условно, вы Data Scientist, например, да, Data Scientist, если так назвать, потому что там дальше потом мы разберем, как бы, какие бывают градации профессии в Data Science, чтобы было понимание.
ну, вы вот виртуальный, да, дата-сайентист, который, собственно говоря, заходит в какой-то проект. Что при вам как бы, предстоит в нем сделать? То есть первое, надо будет понять, а какую проблему бизнеса надо решить. То есть в чем суть этой проблемы. То есть первое, да, то есть есть, например, не знаю, надо оптимизировать стоимость поставки товара, например, с китайского завода в российский магазин. Ну или там в 1000 российских магазинов. Вот задача, например, у вас. Да? То есть надо взять и определить, каким образом можно удешевить стоимость поставки товара, например, какого-нибудь электрического чайника с китайского завода в 1000 российских магазинов бытовой техники. Я просто решал такие задачи, вот, но решал эти задачи не со стороны как бы дата-сайентиста, да, а решал с точки зрения автоматизатора. Да? То есть мы автоматизировали как бы бизнес, используя как бы, ну, простые элементы Data Science, потому что я не являюсь глубоким специалистом по Data Science. Я, например, это делал там, на базе графов взвешенных, да, то есть, ну вот, как бы так это делал. Второй как бы, этап. Вы поняли задачу, вам необходимо понять, какими данными вы можете пользоваться, то есть, что мы будем анализировать. Потому что в Data Science первое слово data, то есть дата это данные, их надо понять. А что мы будем собирать, из каких источников, какие виды, что влияет на стоимость поставки этого чайника. Например, да, то есть там длина как бы пути, то есть сколько плеч, то есть вот в логистике, например, перемещение с одного склада на другой называется плечом, да, там со склада в магазин тоже плечом, то есть вот сколько таких плеч будет, какими параметрами они описывают, там длина маршрута, стоимость перевозки, тип перевозки, там время перевозки, сколько это едет и так далее, да, от чего зависит стоимость этой перевозки, от времени, от типа транспорта, от объема перевозимого груза, его веса, еще что-то. Ну, много параметров есть, да. Собирает, собственно говоря, со всех источников. Это может быть информация в абсолютно разных системах. Например, как бы вы будете брать, узнавать дату отправки, например, в системе у китайского завода. И он по API вам будет отдавать, когда у вас следующая партия отгружается, да. А в вашей внутренней информационной системе вы будете видеть, например, заказы, которые сформированы на этот завод и на какие магазины надо вести. Да, и это абсолютно разная система, вам надо из разных источников будет собрать информацию. Вот мы в пути в IT рассказываем, например, про базы данных, да, то есть это вот по сути разные базы данных, из них надо собирать информацию в единое хранилище. Когда мы говорим про аналитику, например, да, то есть собирается единое хранилище, куда стекаются все эти параметры, влияющие на вашу модель. Дальше вы готовите эти данные, надо понять, какие влияющие, какие не влияющие, очистить эти данные. То есть идет работа подготовки данных, соответственно. Дальше определять, а какие алгоритмы нам важны. Вот я, например, там строил оценку на базе взвешенных графов, да, использовал как бы там теорию графов и на основании этого строил алгоритм. Какой объем данных, Саша, был, скажи? У нас... Ты интересно рассказывал. Ты сейчас про X5 говоришь? Я сейчас говорю про техносилу. А про техносилу. Вот в X5 Да. ты как-то приводил пример в рамках торговли продуктами питания. Да, там Уже тогда какой объем данных был? Там тогда был, ну, в X5 объем данных был, у нас каждый месяц генерировался миллиард строчек чеков. Миллиард. Это еще когда было несколько тысяч магазинов. Было Сейчас магазинов 3,5 больше. тысячи пятерочек. Да, сейчас больше 20 тысяч магазинов, да? Да, ну то есть там сейчас... X, не знаю сколько, 10, наверное, уже. Просто космическое какое-то количество Да. данных, еще накопленных данных, например. Да, и, ну, то есть тогда, вот там в те годы, нам, чтобы отчет построить, надо было там порядка месяца загружать эти все данные. Месяц загрузились данные для того, чтобы построить отчетность. Отчетность, не математическую модель, которая с ней работает, а просто отчетность. Дальше, соответственно, когда мы выбрали математические методы, мы выбираем как бы бизнес-модель, которая важна, то есть от бизнеса получаем. И если у нас есть этап как бы оптимизации, нам надо как бы сделать алгоритм, который будет постоянно это оптимизировать, то есть делается как бы, ну, элемент машинного обучения, который ищет постоянно, например, на этом графе оптимальные пути. Если появляются новые, он пересчитывает эту как бы саму структуру, как будет вестись товар. И следующий этап, это уже когда все оттестировали, это запуск и внедрение. То есть когда бизнес получает как бы новое value, да, то есть дополнительное value, что чайник, например, везли раньше из Китая, один чайник, там, в расчете на один чайник, например, стоила его доставка в каждый магазин, например, там $5, ну или там, не знаю, 5 рублей, да, а стало 4 рубля. Ты думаешь, так, окей, мы сэкономили рубль на одном чайнике. Дальше, а сколько мы этих чайников поставляем в год? Да, например, чайников поставляется 1 000 000 в год. Ну вот, значит, по году будет экономиться 1 000 000 рублей благодаря этой задаче. И как бы все скажут там команде, наверное, то есть это задача, скорее всего, будет решать команда дата-сайентистов, программистов, то есть целый проект это будет. И они скажут, ребята, класс, мы потратили... А как в системе есть 40 миллионов SKU, 40 тысяч SKU, да. То у тебя... Да, то есть вот на одной позиции мы экономим в год 1 000 000, значит, таких там у нас, там, не знаю, 40 тысяч позиций, вот мы экономим, соответственно, там сколько, 40 миллиардов рублей по году, да, например, на логи. Ну, понятно, что это виртуальные цифры, все мы называем так просто. Слушай, я хочу интересную вещь рассказать. У нас в программах айтишных, во всех, у нас есть такая тема, как GeekSpeak-разработчик, и мы через таких экспертов и крутых профессионалов рассказываем про разные, в том числе технологии применения. Вот как раз мы делали, в том числе на иностранном языке. Я вот делал интервью вместе на английском языке с главой Delivery Club,
и они лидеры, у них 70% рынка по доставке готовой еды из ресторанов, из кафе. И он как раз рассказывал о том, что для них основная технология была, вот и про логистику как раз, основная технология, это, и самое важное, что есть, это скорость доставки, как за 25 минут выдерживать доставку продуктов, да, выдерживать этот SLA, и он очень сильно связан, там же еще стоимость, косты есть на это, и вот он рассказывал как раз таки пример, что приходит заказ, и есть, например, рядом с этой территорией находится 10 курьеров, какому курьеру передать? Тот, кто ближе, или тот, кто чуть-чуть дальше? Передашь сильно тот, кто ближе, он приедет, и будет у него простой, он будет ожидать. Передашь тот, кто дальше, он может приехать, и еда остынет, или чуть дольше будет доставка. Либо и курьер, там, еще они же разные есть, они один на самокате, другой пешком. Да. А еще у одного какая-то эмоциональная своя характеристика, да, и он по-своему движется. Один хорошо доставляет, как бы всегда вовремя, например, да, успевает, там, не знаю, не залипает в телефоне или еще он может ускориться там, или уменьшиться для того, чтобы выдержать. А кто-то наоборот. И это все в модель собирается. Да, это все в модель. А еще есть модель, когда дальше везут, а что, например, тебе одно дело ты привозишь и в какой-то дом небольшой, не знаю, в частный или в офис, где один подъезд. Или ты приходишь и сложно найти. И там проходные. Да, проходные, да, и надо пропуска заказывать, обязательно звонить. Это все учитывается, да. И вот, конечно, вот эти данные, когда у них 10 миллионов заказов в месяц, 10 миллионов заказов в месяц, очень много, да. Это, конечно, без этого невозможно справиться. Конечно. Без больших данных, без data science невозможно справиться. Я почему тоже привел этот пример? Это наша реальная жизнь. Очень интересно. Это очень интересный большой проект. Вот это проект из фудтеха, там платформы, там от программирования, аналитики, тестирования и продукта. И вы должны тоже в этом разбираться. Даже если вы придумываете идею этого продукта, даже с точки зрения сервиса пользователя, да, с этим надо разбираться, эти данные надо смотреть. Вот. И у нас, кстати, пример, да, вот наша система в рамках нашей платформы, у нас стоит система, это точно работа с большими данными, она собирает всю информацию с точки зрения того, как вы смотрите в рамках платформы мероприятия. Когда вы выходите, заходите, отвлекаетесь, у вас активное, неактивное меню, как вы пишете там комментарии, не пишете, сколько вы раз возвращались, что вы за человек, как вы до этого были на платформе. Это все делается там, не для того, чтобы следить, а для того, чтобы улучшать процесс, помочь. И нам тоже для этого, и нам это очень важно. Нам важно, почему люди в какой момент времени отключились. Там есть такое понятие в когортах, да, в какой момент времени все взяли и выпали, да, или наоборот, в этот момент времени люди еще больше эмоционально включились. И мы, например, бывает у вас спрашиваем вопросы, говорим, а вот как вам понравилось или что происходит? Потому что мы видим активность в чатах, мы видим, как формируются, вот экраны открыты, как формируется активность с точки зрения сейчас смотрит, она падает или уходит. Мы включаем в какой-то момент времени активность, вы активно становится, и мы смотрим, а это уменьшило или увеличило количество людей внутри, а какой текст люди написали, им понравилось, не понравилось, сложно, несложно воспринимать. Это все влияет. Хотя, конечно, это все очень сложно разбирать и сложно делать из этого выводы, особенно когда люди разные приходят. Да? Сегодня пришли люди одни, завтра возьмут, вот я, например, сегодня вижу, что мужчин, женщин одинаково, да? А бывает, когда, например, мужчин больше, они по-другому немножко воспринимают информацию, девушек больше, они по-другому воспринимают информацию. Им другие вещи надо носить, другие примеры рассказывать. Так, надеюсь, понятно на примере проекта. По мне так супер интересно эти все вещи решать. То есть это настолько прикладные и настолько как бы вот каждый день. Саша, да? Кратко чуть-чуть про специальности, очень быстро и пойдем вперед. Да, конечно, да, потому что много времени. Значит, смотрите, как бы в Data Science есть абсолютно разные вещи, да, то есть есть ML-инженеры, да, и здесь как бы человек работает, ML-инженер, то есть это machine learning, да, то есть человек, который больше работает с математикой, например, и разработкой. Вот этот, где находится, на каком ребре треугольника находится вот этот желто-красный там полукруг, это, собственно говоря, вот это относится к той области знаний, которая ему необходима. Да, там, аналитик данных, то есть это человек, который работает с математикой и с прикладной областью, да, то есть вот там demand сверху написано, да, это, собственно говоря, как бы предметная область, в которой он работает. Там. Инженер по данным, то есть он работает как бы с прикладной областью и с разработкой. ML, Machine Learning, я буду ML сокращенно говорить, ML Researcher, то есть это исследователь, по сути, он работает больше с математикой, то есть анализирует все эти модели, ищет какие-то закономерности, то есть он больше вот ориентирован именно на математический аппарат. Сам аналитик, то есть он как бы работает уже как бы чисто с данными, которые есть в предметной области. Ну и DevOps — это человек, который работает больше с разработкой, да, то есть который строит всю архитектуру. Да. Здесь вот то же самое повторяется текстом у вас на слайде.
Теперь как бы коснемся, а что же еще как бы глубже под капотом в Data Science, то есть как бы математический аппарат дата-сайентиста. Я не пойду сейчас ни в какие вот эти, там из этого фильма, да, где он там считал в этом самом в казино этот чувак всякие закономерности, да, как карты считает. Вот. Это, кстати, классно на примерах фильмов, когда ты фильм смотришь не абстрактно, а просто Да, по приколу, понимаешь. да? А когда ты смотришь его и думаешь, а как это работает технологически? И мне кажется, наше мероприятие, оно для, ну, по-другому, чуть профессионально в этом разбираться, чуть профессионально смотреть в своей среде, да? Да, но я думаю, что я, наверное, не открою большого секрета, но есть очень простой математический метод, как обыграть казино, например, за 15 ставок. С вероятностью 90% вы сделаете плюс 10 к своей, ну, к тем деньгам, которые вы будете ставить за этих 15 ставок. То есть с 90% вероятностью вы выиграете. Это тоже такой элемент как бы вот математического аппарата. Да? Я не буду сейчас погружаться, как это делается, чтобы потом на меня не злились владельцы казино. Вот, соответственно, если говорить про математику, лучше на слайд вернусь нажать, пока на да, чтобы я предыдущий, да? ребятам проговорил просто. То есть, что используется? Используются зачастую достаточно простые вещи, то есть функции, графики всякие там. Переменные, используется, конечно, статистика, это раздел математики, да, то есть статистические всякие методы оценки. Линейная алгебра, тоже простейшая, которую вы изучали, мат-анализ и дискретная математика. Это вот такая как бы база, собственно говоря, функционала, который в математике используется. Чуть-чуть, значит, про детали, да, то есть вот можно дальше, наверное, мотануть. Вот. Про функции, графики, переменные, да, то есть первое, есть понятие, там, ну, как бы бинарный поиск, да, то есть когда надо найти какой-то ответ быстро, то есть используется метод бинарного поиска. То есть, ну, кто, наверное, там алгоритмизацию проходил, знает, что такое бинарный поиск. Отдельно применяются, значит, логарифмы и рекуррентные уравнения, то есть уравнения, которые как бы используют ответы сами в себе, да, чтобы понять как бы динамику развития того, ну, того или иного события, например, там, с какой скоростью движется, там, я не знаю, например, дождевой фронт, да, то есть вот оценить его скорость, да, то есть для этого используются эти методы. Ну и всякие периодические функции, чтобы анализировать временные ряды, то есть огромное количество значений во времени, как оно меняется, да. Теперь то, что касается статистики. Я пробегусь буквально, чтобы просто вас не взорвать к чертям. Вот, то есть статистика, то есть... Здесь я просто на предыдущем слайде, я как подумал, значит, если сейчас вглубь уйдем, все, будет хана. И здесь скорее просто, ну, пройтись, ребят. Включайтесь сейчас. Сейчас перейдем дальше, поменяем фокус, перейдем в чуть-чуть моднявая история, да, наверное, попроще восприятие. Оно не такое углубленное, но мне кажется, в Data Science тоже важно. Там еще в квантовых вычислениях надо будет потерпеть чуть-чуть. Да. Физики, там будет немножко наброс физики, вот, и дальше будет уже намного проще. Вот, то есть статистика, то есть понятно, Тервьер, наверное, как бы все его, ну, кто учился в технических вузах, точно его проходили. Вот. Распределение вероятностей абсолютно они разные, есть всякие сэмплирования, случайные числа, АБ-тестирование, проверки гипотез, линейные регрессии. Конечно, что может быть не проще слова сэмплирование? Ну, Саш, конечно, ну, сэмплирование, но... Это самое, то есть линейные регрессии, про которые я рассказывал в машинном обучении, ну, все, я думаю, этого достаточно. То есть это то, что касается статистики, то есть статистический аппарат. Линейная алгебра – это все, что касается матриц, векторов, вот, графов, то, что я вам рассказывал, да, то есть, например, там на графах можно строить и решать задачи. Значит, всякие производные, пространственные матрицы, ну, то есть многомеры, когда многомерные уравнения решаем, векторные пространства, ну, я думаю, все, не надо больше ничего говорить. Матан. Да, здесь этого не надо бояться, мы скорее просто проходимся такими слоями, и на самом деле часто вот мы на наших этих программах говорим, ребята, нужна хорошая инженерная база, и мы рассказываем, простыми словами рассказываем, там, что такое математический анализ, там, дискретная математика. Стараемся простые вещи рассказать, но вам очень важно чуть-чуть ну, эту информацию получить. Это не значит, что вы должны ее прямо сейчас услышать. знать. Да, услышать, что есть с этим связь, да, не просто... Да. Потому что многие воспринимают, мне кажется, это Science, это какая-то табличка, я там к библиотеке подключился на Python, значит, раз, два, три, и все, и у меня все работает. Ну, часть задач так решается, а более сложные задачи так не решаются. Ну, то есть математический анализ, то есть экстремумы, приращение, бета-гамма-функции, распределение там, и так далее. То есть работа с переменными, с одной, с двумя и так далее.
Поехали дальше. Что мне нравится, у меня в голове вентиляторы заработали. Сэмплирование же, ну, все ясно. Уже непонятно стало, взорвался, спасибо. Поумничали, хватит, пишут. Значит, ну, всегда есть люди, которые хотят, а давайте, значит, чуть-чуть сложнее. 1,5 часа сижу, жду, ничего, значит, ничего жесткого нет. Да, ну вот дискретная математика, то есть здесь я даже не буду говорить как бы эти все теоремы. Поэтому пропустим. Теорему Байеса я уже упоминал, рассказывал, что это взаимосвязь событий и оценка вероятности того или иного события в зависимости от других параметров. Да? То есть она считается, там даже вот формула эта приведена, не буду ее пояснять. В общем, с какими проблемами сталкиваются в дата-сайенсе? То есть если бизнес не знает, что он конкретно хочет, очень сложно решить эту задачу. То есть должны конкретно сказать, вот как я говорю, например, привезите мне, посчитай мне, как эти чайники мне вести дешевле. Вот очень понятная задача. Говорят, завод такой, чайник такой, в такие магазины. Вот тебе, как бы у нас есть все как бы возможные маршруты, найди оптимально, чтобы было дешево. Это вот как бы классно. Вторая большая проблема – это грязные данные, когда данные не сходятся у тебя в системах. Там, например, у тебя чайник, ты не можешь понять, вот чайник, который ты продаешь, что это за чайник, который производитель отгружает. Ты думаешь, это какой из этих 10? Это он, не он? И если у тебя будет ошибка, у тебя модель никогда не сойдется, потому что ты будешь считать, например, для 10 чайников, да, и только один из них продается у Или тебя. ты будешь делать ошибку, или вообще делать не настоящие выводы. Вот, Конечно, мне кажется, не да. настоящие выводы очень важны. Или это вообще как бы будет, там, не знаю, маршрута такого нету, например, да, ошибка, либо маршруты задваиваются, или еще что-то, да. Ну и недоступность данных, то есть если недостаточно параметров для уточнения модели, то она будет неточной, ну и как бы ценность ее сразу падает, и как бы смысла в этом нету. Вот, это, ну как бы, я даже не беру проблемы, там, например, по срокам, да, то есть зачастую как бы дата-сайентисты просят как бы, очень большие сроки на решение этих задач. Я не трогаю эти вещи, вот, пока простые, вот это то, с чем придется сталкиваться, то есть данные должны быть чистые, понятные, нужны конкретные задачи, тогда все будет классно. Вот, там, скорость заказов, еще что-то, там, скорость подъезда такси, например, доставки товара, очень понятные задачи, и они решаются сейчас, да, очень классно. Быстро, Да. по Data Science. Как вам технология Data Science? Ребята, включитесь, давайте включимся. И еще как вам технологию напишем, включим себя, взбодримся, прямо взбодримся сейчас, да? Сложно, но интересно, хотел заниматься этим всю жизнь, вот нам тоже важно всегда видеть, а вам профессионально интересно. Ну и когда метавселенные, да, или когда, когда там токены, значит, крипта. До этого дойдем, обязательно расскажем. И расскажем, вот пройдем по таким профессиональным технологическим вещам, чтобы вам было легче принимать решения, чтобы вы могли этим делиться. Вы даже сегодня уже можете вечером пойти, значит, с кем-нибудь встретиться и накидать им информацию. Значит, супер, пока не попробуешь, не пойдешь до конца, интересно, сложновато. Мне кажется, народ просто умер, Саша, от последних 10 слайдов. Круто, доступным языком, все понятно, интересно, но математика, жесть. Слушайте, спокойно к этому относитесь, мы не стесняемся многие вещи показывать, здесь надо к этому относиться спокойно, не бояться. Наше частое ощущение, что нам в школе было тяжело, или где-то в университете было тяжело, или в колледже тяжело, не уходите в это, спокойно к этому относитесь, да. И мы сегодня от действительно простых красивых картинок до каких-то сложных вещей. И не всегда надо уходить в сложные вещи, часто просто библиотека уже есть. Вы просто будете знать, что это можно делать. А когда метавселенные, сложно, но интересно, захотелось вспомнить Матан, сложно, но интересно, круто, сложно, интересно, офигенно, да? Очень круто. Новый Data Science, еще раз, вот новый искусственный интеллект, новый Data Science. У нас в программах обучения новый Data Science. Искусственный интеллект в программах, кстати, 2-3 года, Data Science сейчас будет 1-2-3 года. Более широкое понятие, более широкий вход, другие примеры, эксперты. Очень крутая сфера. Ты ржешь на следующем слайде. Мне кажется, значит, мы много, значит, дней вовлечены, много работаем. И наша, конечно, еще раз, фундаментальная задача максимально вовлечь людей вообще, простых людей, миллионы людей, чтобы они узнавали про IT и понимали про IT. И, конечно, сейчас надо всем приготовиться. Вот есть такой фильм «Первому игроку приготовиться», это скорее про метавселенную, про Web 3.0. А значит, сейчас надо всем приготовиться. Мы просто пройдем простым языком, потому что в любом случае мы чуть-чуть ускоримся. Мы 2 часа, 50% прошли, а я смотрю, что слайдов, почти 50%. Простым языком, чуть-чуть, мне кажется, это очень интересная тема. Я думаю, что огромное количество людей даже ни разу про это не слышало. Вот напишите, пожалуйста, кстати, так быстро проведем викторину, пока начнем. Быстро очень викторину проведем. Кто вообще
чуть-чуть понимает, что такое квантовые вычисления. Хотя бы слышал. Хотя бы слышал, да, чуть-чуть. Ну только, пожалуйста, я значит, шел и в интернете видел, статья такая есть, это не понимает, да? Чуть-чуть понимает. Погнали. Понимаем, не понимаем, не понимаем, понимаем. Вообще, что это такое, нахрена нам надо? Мы ради метавселенных пришли. Мне нравится, там комментариев, пару комментариев было. Мне кажется, здесь все пришли ради NFT. Очень смешно. Хотя мы, мне кажется, другой мир покажем, что такое NFT. Пока все понятно, нормально рассказывают. Значит, если учишься на платформе, то все понимаешь. Класс. Понимаю, слышал, не понимаю, слышал, не понимаю, не понимаю. Мне нравится «понимаю». Вот я не понимаю. 4 плюса. Приходилось это... Если приходилось, это вот вы рядом там стояли, сзади, за вот этой картинкой, вот квантовый компьютер от Google, стоит, значит, 2 человека, и когда приходилось, Саша, это ты там сзади стоял, да? Ну или еще дальше стоял, вот примерно так. Саш. Так, в общем, значит, квантовый компьютер. То есть мы все с вами, наверное, понимаем, как устроен классический компьютер. Да? Вот этот, вот этот, это все классика. То есть там есть процессор, центральный процессор, графический процессор, который устроен на транзисторах. Эти транзисторы делаются на базе кремниевых пластин. Да? То есть транзистор оперирует бинарной логикой 0 и единица. То есть все эти штуки работают 0 и единица. На чем базируется квантовый компьютер? Квантовый компьютер не использует транзисторы. Там вместо транзистора, ну, забегая чуть вперед, есть, ну, то есть в обычных компьютерах используются так называемые биты, это минимальная единица хранения информации, то есть у него есть 2 состояния, 0 и единица. В квантовом компьютере эта единица называется кубитом. Со звуком, называется кубитами, и она находится в состоянии так называемой суперпозиции. Об этом сейчас чуть дальше расскажу. Она в каждый момент времени может быть хоть нулем, хоть единицей, в зависимости от других параметров. Пока, надеюсь, понятно. Значит, как физически устроено. Вот сейчас на картинке, ну и вот дальше как бы есть примеры, это нормально, да? Примеры, да, как бы квантовых компьютеров. То есть это пока достаточно здоровые штуки, ну, как бы физически, да, это не вот эти микропроцессоры, которые мы с вами видели там от Intel, AMD и все остальное, вот с чем Саша работал там в своей жизни. То есть квантовый компьютер, его вычислительная система построена на квантовых элементах, как правило. Это фотоны света, это спины электронов, то есть используются физические явления квантовой физики. Да, то есть вот когда появилась квантовая физика, то есть я сейчас не буду объяснять, что это такое, то есть как бы это что-то среднее между частицами и волнами, да, вот вы можете потом отдельно почитать про это, если будет интересно. И каждая эта частица, ее состояние в каждый момент времени не определено, пока мы не сделали измерение. Когда мы сделали измерение, она может его изменить и показать, например, там, нам единицу. А когда мы переставим снимать измерение, она станет 0. Вот. На этот счет есть огромное количество там, материалов, можно насчет этого почитать. Значит, как они развивались, эти квантовые компьютеры? То есть это такие устройства, в которых пытаются удержать в определенном состоянии либо набор фотонов, либо набор каких-то заряженных ионов, либо электронов. Да? И там как бы вычисления производятся на уровне вот свойств как бы этих квантовых частиц, да? То есть спина электрона, он может быть как бы положительный, может быть отрицательный, в одну сторону или в другую, условно направленный, да? То есть это абстракция, но тем не менее. Как они развивались? Вот в 2017 году там появился, значит, компьютер, который оценивается там в 2000 кубитов, да? Мне кажется, что ну, D-Wave, как бы, они пошли таким путем, как бы они взяли кучку квантовых компьютеров, в каждом из которых было небольшое количество кубитов, да, и из них собрали один большой компьютер. То есть вот 2000 кубитов это пока самый большой квантовый компьютер, который есть. То есть вот, если вы понимаете, что такое бит, например, бит это 0 или единица, это можно закодировать 2 числа, 0, 1. В кубите как бы ты кодируешь количество чисел, равное 2 в степени количества кубитов. То есть вот с помощью 2000 кубитов можно закодировать 2 в степени 2000. Это бесконечное к чертям вообще число, которое ты можешь там закодировать, то есть сохранить. Это огромный объем информации, который там присутствует. Поэтому все дальше вот как бы компьютеры, которые есть, там от Google, Intel и всех остальных, у них сильно меньше, собственно говоря, объем этих кубитов. Там есть физическая проблема удержания этого компьютера в стабильном состоянии, потому что это все основано на физических явлениях. И есть внешние все помехи, которые влияют на состояние этого компьютера, они наводят так называемый шум, и вычисления становятся неточными.
Значит, какие задачи решают с помощью как бы, ну, там, квантовых компьютеров, да? То есть решают вопросы безопасности. Я вам просто приведу один пример. Простейший квантовый компьютер, у которого на борту есть несколько десятков вот этих кубитов вычислительных, есть такой протокол шифрования RSA с открытым ключом. На обычном компьютере, чтобы его взломать путем подбора, ну, нужны там миллионы лет, да, и ты не подберешь, потому что они бывают там 256-битные, ну и все, хана, ты не подберешь этот ключ. Квантовый компьютер делает подбор такого ключа, внимание, за секунды. Там миллионы лет на обычном компьютере, а квантовый компьютер это делает за секунды. Соответственно, что становится? Шифрование становится дырой. Что оно есть, что его нет, его вскрывают вот так, ну, как бы щелчком пальцев. Поэтому, например, алгоритмы шифрования для квантовых компьютеров надо менять. Да? И вот все алгоритмы шифрования и кибербезопасности, которые есть, с появлением в открытый доступ квантовых компьютеров, хана, надо все менять. Это вот как бы первое. Да? Следующее, это, конечно, все, что касается вот искусственного интеллекта, скорости обучения. Как я говорил, там, обучить на персональном компьютере отличать кота от собаки надо 500 лет, ну понятно, что, а для того, чтобы изучить наш мир, как бы сколько надо вычислительных мощностей. Это еще одна. Ну и моделирование всяких сложных физических процессов. Вот, например, там погода, да, как она проистекает, или как проистекает, там, например, какое-то заболевание, да, или как взаимодействуют вещества между собой. То есть, вот, чтобы эти все штуки моделировать, для этого и нужны как раз-таки квантовые компьютеры. Надеюсь, пока примеры понятны, то есть, что с помощью этого делают. Теперь, соответственно, вот про эти биты и кубиты. То есть слева бит, у него есть состояние 0 или единица всегда. У кубита в квантовом компьютере есть так называемая суперпозиция. Да? То есть он может быть хоть нулем, хоть единицей, в зависимости от состояния других параметров. Вот классический регистр, например, в компьютере, да, то есть когда у него есть 3 бита, вот слева это 3 бита, это 3 числа, 1, 0, 1, да, то есть по сути в нем можно закодировать число от 0 до 8. Ну, кто, не знаю, двоичное исчисление проходил в университете, да, то есть понятно, что 3 разряда, 2... Это хорошо бы это понимать. Да, 2 в степени n, это 8, да, вот у нас есть 3 позиции, то есть 2 возводим в третью степень, получается 8, значит, вот в этих 3 битах можно закодировать 8 чисел, там 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, то есть единичками в бинарном исчислении. Значит, квантовый компьютер, он одновременно в себе содержит не какое-то конкретное число, вот это 1, 0, 1, например, а все возможные, все 8 чисел. Бит, то есть на основании в классическом компьютере это одно число возможное, в кубите это сразу все 8. И это принципиальная разница. То есть есть два как бы основных фактора, на которых базируются квантовые вычисления. Это суперпозиция, вот это, когда мы не знаем. То есть кубит может находиться в любом из этих состояний одновременно. И второе, это квантовая запутанность. Квантовая запутанность – это взаимосвязь двух электронов, двух ионов. Если два электрона или ионов зашли как бы в так называемую слабую связь между собой, они навсегда связываются между собой, и дальше на них не влияют никакие пространственные изменения. Если вы этот электрон один от другого изолируете, и вам удастся, например, их растянуть на миллион километров друг от друга, и потом спин одного электрона поменяется с плюса на минус, у того второго электрона, связанного с ним, на расстоянии миллионов километров тоже изменится спин. Это называется квантовой запутанностью. То есть кванты взаимодействуют между собой. Вот этих два основных принципа как бы и лежат в квантовых компьютерах. То, что есть вот этот кубит, и в нем все элементы взаимосвязаны, как в нашей жизни. Например, мое настроение зависит от того, что я поел, как я спал, с кем я общаюсь, что я сейчас делаю. Да? Тысячи параметров. Да? И точно так же квантовый компьютер, он повторяет модель нашего мира. И за счет этого получается некоторые задачи решать пока очень быстро. Понятно? Я не знаю, понятно. На части про квантовый компьютер из носа кровь потекла. Мой мозг начинает перегреваться. Я думаю, что на самом деле очень, очень классно, Саш, очень понятно. Надеюсь, что было понятно, да. Мне кажется, вот есть пару важных тоже вещей, которые надо в квантовых. Да, то есть вот код Шрёдингера, так называемый, да, то есть здесь, соответственно, это какой эксперимент? То есть мы, например, стоит коробка черная, ну какая-то непрозрачная, мы знаем, что там сидит код, вот. И пока мы не откроем эту коробку, мы не узнаем, код живой или мертвый. Ну, неизвестно же, правильно? Это и есть как бы состояние суперпозиции. То есть там код как бы и жив, и мертв одновременно, пока мы туда не заглянули. Как только мы заглянули, суперпозиция исчезла, код либо живой, либо мертвый. Вот это называется суперпозицией. То есть пока мы не начали взаимодействие, код любой, точно так же и кубит.
он любой в этот момент. Это вот то, что касается этого. Квантовую запутанность я объяснил, да, то есть это как бы, ну, они взаимодействуют между собой, связываются навсегда, ну, условно, если, как говорят, знаете, иногда близнецы, вот там, типа, значит, там, братья или сестры-близнецы, с одним что-то случилось, другой чувствует на расстоянии, ну, то есть такие, как бы, эзотерические, может быть, штуки, но в квантовом мире это подтвержденный факт, много экспериментов есть на этот счет, и все, как бы, подтверждается, то есть они запутываются. Значит, используется это все сейчас в крупных гигантах, используются эти квантовые вычисления, пока точно так же, как искусственный интеллект, для очень специализированных задач, подбирают, там, значит, прогнозируют погоду, значит, считают какие-то оптимальные алгоритмы, там, моделируют материалы всякие и так далее. То есть решают отдельные задачи. То есть их пока массово не применяют. А еще используют для того, для чего мы не знаем. Ну, наверное, да. Скорее всего, просто не рассказывают. Да, вот, например, в сфере криптоиндустрии, да, то есть именно шифрование, ну, не криптовалюта, а именно вот криптошифрование, да, конечно же, там это может быть революция сумасшедшая. Но я, мне кажется, вам объяснил, да, то есть за счет чего. Значит, с какими проблемами вся эта история сталкивается? Значит, непонятно, что с этим делать, то есть пока никто не научился с ними работать толком, и как их в повседневной жизни использовать, неизвестно. Да, очень сложная, как бы, история снятия измерений, то есть, а что же он насчитал на самом деле, то есть вот что-то вы запустили алгоритм, да, какой результат он посчитал, как его правильно оценить эти результаты, это прям отдельная, ну, такая задача между физикой и вычислительными системами. Дальше это внешнее воздействие, то есть это все шумы, потому что квантовый мир, он как бы чувствует все, как, не знаю, колебания, волны, которые существуют излучения. Дальше, соответственно, чем больше вот этих кубитов, вычислительных единиц находится как бы в связи между собой, тем менее стабильна эта система становится, очень сложно ее удерживать в стабильном состоянии, и вообще как бы это супер дорого. То есть, ну, вы видите даже по тому, как они организованы, да, то есть вот эта физическая структура, это не чип. Да, это выглядит нереально прям. Это выглядит Хочется как на бы фабрику сесть посмотреть. серьезным как бы девайсом, который даже обслуживать и создавать очень дорого, и он большой, ну, то есть как вот раньше первые компьютеры были, которые целые там были, мы с Сашей еще в университете застали, помнишь, там эти были комнаты, и вот одна комната это, блин, один компьютер, который там на перфокартах что-то делал. Вот пока уровень квантовых компьютеров, вот тех старых компов, наверное, там 50-х, 60-х лет, но пройдет, я думаю, еще, наверное, там может быть лет 100, и мир будет, наверное, все-таки другой, и мы будем на других скоростях решать задачи. Это то будущее, которое нас ждет. Вот. Я постарался максимально быстро просто вам это объяснить. Надеюсь, чтобы какое-то понимание у вас сложилось. То есть это компьютер, построенный на физических особенностях нашего мира. У него нет вот этой бинарности, и за счет этого он может решать очень нестандартные задачи. Если им научиться пользоваться, удерживать его в правильном состоянии и так далее. То есть там мейджика никакого нету. Пока это очень сложная хрень, которой занимаются единицы. Поэтому мы, например, конечно же, у себя не будем пытаться учить специалистов по квантовым вычислениям, пока это не имеет, как бы, ну, в реальной жизни, наверное, какого-то там применения. Вот. Да и в России как бы, получить доступ к квантовым вычислениям, ну, не самая простая задача. Но если вам будет интересно, вы найдете кучу информации на этот счет. И, насколько я знаю, даже есть компании, они дают открытый доступ к этим системам вычислительным. Можно там упражняться в каких-то алгоритмических вычислениях. Вот. Но я думаю, вам понадобится для этого, ну, подготовка специальная. Да, но мы не зря выбрали эту тему, потому что... Это будущее, блин. Это будущее, и даже если что-то другое появится, даже если появятся, я все время говорю, другие названия, но очень важно видеть вот этот широкий диапазон. Вспомните, с чего мы начинали, и к чему мы сейчас пришли, и что еще будет впереди. Очень важно видеть широкий диапазон, как к вам технология квантовых вычислений. Прикольно, когда сейчас вот ребята будут отвечать, как им технология квантовых вычислений, хочу разобраться в этом больше, там ничего не понял, не для меня, хотелось бы с этим работать. Я хочу сказать, что очень интересно меняются комментарии во время... То есть можно посмотреть на каждую тему, какое эмоциональное настроение, да, что пишут, где шутят, как шутят, да. В искусственном интеллекте там очень много людей шутили, там, писали какие-то фразы или не шутили, высказывались как-то, да. А здесь? А здесь, ну, по-другому, Тишина. по-другому, да, по-другому. Тишина в эфире. Не, просто смотрите, ребята, вот вы представьте, вот эти девайсы, смартфоны, ну, объективно появились в 2005-2007 год. До этого были кнопочные телефоны, мы все пользовались. Ну, там была операционка, например, Symbian в Nokia, да, то есть мы пользовались как бы. А в 2000-х годах были просто кнопочные первые, там Nokia 3310 появилась, да. 2000 год Nokia 3310, 2007 год первый iPhone, да, появился, 2021 год вот этот, например, там новый iPhone. Разница между Nokia 3310, что она умела делать, и этот девайс с разницей всего в 20 лет,
Ну, наверное, как у современного компьютера, обычного, ну, работающего на транзисторах, и квантового компьютера, ну, в моем личном понимании. И я думаю, что ближайшие 20 лет, если в это будут инвестировать столько же, сколько проинвестировали в эти технологии, а в них проинвестировали, ну, я не знаю, наверное, сотни миллиардов долларов, ну, если не триллионы, да, потому что, ну, Наверное, триллионы. Наверное, триллионы даже. Если столько проинвестируют туда, то с высокой вероятностью произойдет этот прорыв. И надо, ну, хотя бы понимать, что он будет происходить. И будет меняться, самое важное, что мы почему все время говорим в обучении, что вы можете прийти сейчас учить программировать или аналитику делать, или тестировать для Nokia 3310, а потом хоп, и поменялось. Nokia нет. И Nokia не существует, и кажется теперь крутым вот эта штука, а на самом деле... Через 10 ну, лет в реальности... это как Nokia 3310 будет. Да, и мы все время говорим, что важно иметь хорошую, классную базу, хорошую основную базу, такие инженерную базу, а дальше выбирать уже свою траекторию в рамках применения своих профессиональных знаний. Да? И важно, что то, что мы учим в IT, это востребовано, это высокоплачиваемо, и это перспективно. И перспективно вот это все время перспективно вперед. И перспективно это не значит, что эта технология сейчас модная, а это значит, что вы сможете адаптироваться в жизни, в своих знаниях, в своей работе по ту среду, которая будет, в тот момент, который будет, в той компании, где вы будете находиться. Ну, на самом деле, офигенные комментарии от людей, очень много, что хотелось бы разобраться. И действительно, тема невероятно интересная, классная, крутая. И я очень рад, что мы ее стартанули, не побоялись, да, не побоялись стартануть. Мы долго думали, надо вообще это или нет, потому что это такой как бы космос. Надо ли про да, это это космос. Для нас это космос, очевидно. Мы тоже мы не понимаем, не разбираемся. Он не стоит, значит, в соседнем кабинете. Квантовый компьютер я его никогда в жизни не видел. И классно было бы про это снять, интересно разобраться. Но всему тоже свое время. И есть вещи, про которые надо слышать, наблюдать или вообще понимать вот, ну, диапазон возможностей, диапазон прогресса. И когда кто-то говорит, что все уже создано, как ты привел примеры на шифрование, то есть в какой-то момент что-то происходит, и в этот момент на самом деле практически ничего не существует, все исчезает. Надо заново создавать. Это пример того, что действительно хороших IT-специалистов, профессионалов, IT-профессионалов, людей, которые разбираются в этой теме, их очень мало, крайне мало. Ну что, кибернетика умных устройств? А потом 3 самые ожидаемые, самые модные темы. Да, мне кажется, конечно, блокчейн, Web 3.0 и метавселенная — это самые модные темы. И после кибернетики умных устройств будет блокчейн. Но я хочу сказать вам, в моей жизни так получилось, что где-то я начал работать программистом в 2004 году во французской компании, я автоматизировал европейскую транспортную компанию. Она занималась перевозками пассажиров. И вначале это было создание системы финансового учета, и я туда пришел, такой абсолютно начинающий специалист, мне сказали, что надо разработать систему финансового учета для бухгалтерии, систему печати билетов, их заказов, оформления, и я начал получать технические задания, сам выбирал систему управления базами данных, на чем будет разрабатываться, на каком языке программирования, как это будет выглядеть, как это будет устанавливаться. И потом, параллельно, я когда работал программистом, я в какой-то момент начал управлять проектами, становился программистом, проект-менеджером. И однажды я пришел на работу, это буквально несколько месяцев прошло, и привезли в офис, поставили робота. И робот этот был, сказали, это робот, который используется в процессе изготовления процессоров. И это была такая конструкция, на ней был экран, и там стояла такая кассета. И в этой кассете находились silicon wafers. Это кремниевые пластины, которые используются в процессе изготовления процессоров. Это на самом деле пластина, на которой создается сам процессор. И этот робот умел внутри этой корзины перемещать между собой эти пластины, плюс на них находились определенные идентификаторы, и там считывался код. И мне сказали: Саша, вот у нас есть заказ от компании Intel, а для меня, человека, который находился в Беларуси, это вообще был какой-то космос. Принесли техническое задание, не техническое задание, а техническое руководство, наверное, использования, и сказали: вот есть краткое задание, ты его опиши полностью и внедри туда программное обеспечение и исправь эти ошибки. Там какие-то были ошибки или что-то. Я помню, тогда мое имя появилось на этих технических заданиях для Intel. А самое был вопрос, как туда вообще залить программное обеспечение. Это вот была моя первая история, когда я столкнулся с оборудованием. Дальше прошло буквально небольшой срок, полгода. Я работал во французской компании, тогда, помню, приехал американец к нам, партнер,
И они говорят, мы тут искали программистов, которые могут разрабатывать для микроконтроллеров, нам надо делать новые системы. И это была тогда система, надо было разработать систему для камеры для слежения для французской полиции. И эти камеры устанавливались на вертолеты, там разное им было применение, они вращались, мы разрабатывали также, одна из наших структур в компании разрабатывала моделирование. Компания была очень маленькая. И сказали, что мы не можем найти этих программистов, поэтому придется тебе руководить этим проектом и в процессе находить людей, которые будут это программировать все. И принесли, я как помню сейчас, это был микроконтроллер Renesas, я вообще не знал, что это такое. И я когда это увидел, я был в шоке, потому что я в университете не сильно посещал системотехнику и далеко вообще не понимал разницу между резистором и транзистором. А тут, значит, микроконтроллеры, какие-то лампочки, там тестовый стенд. А тестовый стенд — это такая печатная плата. В центре находится, ну или на ней находится микроконтроллер, есть какие-то кнопочки, лампочки, и ты когда заливаешь туда программный код, и то была среда там такая, на ассемблере написанная, ты программируешь сверху на C++, интерпретатор там на ассемблере сделан, там часть на ассемблере код открываешь. Надо было начать писать этот код. И дальше погнало огромное количество проектов в оборудовании. Мы делали софт для принтеров, промышленных принтеров, которые наносят вот надписи на, не знаю, на бутылку или на клавиатуру. Вот здесь на клавиатуре есть надписи, наносят. Пошло огромное количество разного оборудования, в том числе в полупроводниковой промышленности. И я посещал очень много фабрик, которые в Штатах разрабатывали LED-панели, ну или там кристаллические панели, разные телевизоры. На Тайване фабрики, где мы создавали оборудование роботов, которые манипулировали там ретикал. Ретикал — это такие специальные матрицы, через которые происходило воздействие с вот этими кремниевыми пластинами. Мы начали делать систему GPS, GSM навигационного слежения для транспортных средств. Я помню, меня в Минске, я ехал в машине, и у меня в машине очень много стояло разного оборудования, а мы проектировали не просто печатные платы, заказывали их там в Сингапуре. Мы еще разрабатывали, моделировали саму коробку, как она будет выглядеть, ее дизайн, она должна была быть красивой. Там была панелька такая. Я помню, как я ездил на рейсе Минск-Москва, компания Intercars, тестировал, как приходит навигация, как это передается на компьютер, показывается перемещение этого автобуса. И меня, значит, останавливает в Минске в машине гаишник и говорит, ходит вокруг машины, открылся и говорит, что это у вас оборудование такое странное, там куча всего. Я уже молчу, он говорит, я говорю, а в чем проблема? Он говорит, вы похожи на шпиона, мне говорит. Какого шпиона? Я вообще к чему это все рассказываю? К тому, что для меня тогда перевернулось сознание и подход вообще в мышлении и в том, что такое мир IT. Да? Я начинал вроде как с автоматизации и разработки ERP, XRM-системы. Мы с Сашей долго в жизни на этом тоже вместе проходили и соединялись. А тут я переключился резко на оборудование, с которым не сталкивался. Обратите внимание, очень широкий спектр оборудования. Это далеко не все, что я назвал. Мы делали системы для слежения в сельском хозяйстве, там овцы. У директора, у него было очень много сельское хозяйство, и мы разрабатывали специальные метки, которые идентифицировали животных, и потом их отличали. NFC, не NFT, а NFC. Да, там даже Radio Frequency Tag были, да, RFID. Очень много делали электронную очередь, сделали первую электронную очередь во французском посольстве. Она была сделана, кстати, для французского посольства в мире. Первая электронная очередь была сделана на территории Республики Беларусь. А ты делаешь экраны же эти, все с экранами с этими связано. Это было невероятно интересно. Я вспоминаю эти клинрумы, в которые ты заходишь там на Тайване там, или в Штатах, ты заходишь, и тебя там опыляют, и ты, значит, аккуратно с камеры пишешь, ты же хочешь потом это показать, как перемещаются вот это все оборудование и роботы. Этого очень много. К чему я все это рассказываю? К тому, что устройств, их огромное, невероятное количество, они очень интересные. И вот у нас следующий слайд, мы когда готовили презентацию, есть команда, которая умеет упаковывать, которая готова делать презентации, и невероятные команды, они вот нарисовали на первом слайде пылесос, колонку и часы. И часы, да. Мы с Сашей на это на все посмотрели и говорим, никаких пылесосов не должно быть. Они, значит, апдейтят презентацию, приходят
И вот этот слайд есть, перечеркнутый пылесос, и мы говорим, ну вы все же пылесос оставили. И там написано, нет, только робот-пылесос. И вот я хочу сказать, что в Geekbrains есть такой факультет инженерии умных устройств. Это всего лишь маленькая пылинка в мыле устройств, и мы сейчас очень сильно это будем развивать. И это является одним из самых больших факультетов вообще на территории Российской Федерации с точки зрения количества людей, которых мы учим умным устройствам. Вот это не умным устройством, а вообще программирование устройств. Это очень важно вообще знать и понимать, потому что ты тогда по-другому вообще относишься к тому, что создается. И мне кажется, что мир будущего – это мир и мир профессионалов IT в будущем. Это люди, которые разбираются в оборудовании. Да? И вот в фильме, про который я рассказывал, где человек начал думать, что он робот сам, там показывается пример, когда он задает вопрос создателю. Он говорит, а программное обеспечение куда загружено? И он показывает такую желеобразную форму, он говорит, оно загружено в эту желеобразную форму. Я даже не знаю, как назвать это, да, то есть тут был пример, когда мы с ребятами сидели, была такая печатная плата микроконтроллеров, мы сказали удалить, да, потому что не все будет выглядеть в режиме этих микроконтроллеров. Я думаю, то, что мы видим на примере вот этого квантового компьютера, он по-сумасшедшему выглядит. То есть будет появляться что-то новое, и когда это будет возможно, даже в какой-то газообразной форме, да, передаваться. Ну вот такая у меня речь от того, что это очень большой мир, и вот эти различия, мобильные устройства, там, смарт-ТВ, это все просто какая-то на сегодняшний день абстракция. Потому что если взять столько, сколько всего есть и сделано за последние 20 лет, от там, медицинской техники, кораблестроения до какого-то промышленного оборудования или полупроводниковой промышленности, очень много всего интересного. И там очень много и дизайна есть. Вот если взять этот монитор, вот у меня стоит, это один из самых, наверное, дорогих в мире мониторов, которые выпущены для обычных людей. Этот монитор стоил 450 тысяч, сейчас, мне кажется, он стоит у нас 1 000 000 рублей. Это искусство не просто качество технологии, да, технологии внутри, или программное обеспечение внутри, а это искусство еще внутренней оснастки, внутри, как все упаковано, а еще как он внешне сделан, да, это дизайнерский подход, это изменяет вообще мировосприятие, все, которое есть. То, что как он сделан, да, как он сделан, вот эти вот вещи, это и качество, да, тут 6К, по-моему, 6К или 8К, я уже часто не воспринимаю, 6К, по-моему. XDR написано, а что это? Да, это уже даже не понимаем, да, Саша, мы даже уже не воспринимаем. Это монитор подключен у меня к iMac. Я давно, на протяжении последних 11 лет пользуюсь iMac. Это iMac, это моноблок от компании Apple. И у меня к iMac к этому подсоединен вот этот вот дисплей. Даже как-то я все время шутил, давайте как-нибудь разыграем в Geekbrains такой монитор. Да, Саш, кратко давай пробежимся, посмотрим и перейдем к следующим темам. Хотелось чуть шире дать людям, показать вот эту многогрань. И я хочу еще раз сказать, ребят, что есть же очень много людей, которые приходят куда-то учиться. И слушают, например, какого-то преподавателя, какой-то преподаватель что-то рассказывает. И у людей, у многих, которые на сегодняшний день учат IT, у них очень узконаправленные знания. И мне кажется, что я ни в коем случае не хвастаюсь, я хочу сказать, что чем невероятна и наша компания, тем, что ей управляют люди, которые прошли невероятный опыт и имеют невероятный опыт от технологического мира и глубоких знаний в технологиях и до очень сильного представления, восприятия, что такое бизнес и что вообще надо людям, да? Умение слышать людей. Вот мы с Сашей точно в этой сфере, и даже часто бывает сидишь и говорит, а что это там, вот, а он точно знает, значит, а он точно делает, как они этому могут учить? Мы можем, наверное, месяц без перерыва 24/7 рассказывать о проектах, да, не вдаваясь в детали, которые мы делали. И вот мы в жизни имели столько невероятного количества пересечений, интересных пересечений абсолютно в разных проектах. Мир IT, он очень интересен. И вот мы 2,5 часа ведем это мероприятие, и я понимаю, что это для нас даже это будущая возможность. Невероятно будет мероприятие, оно точно будет 4 часа, может быть, даже больше вперед пойдет. Это то, что запускает новую эволюцию на русскоязычном пространстве с точки зрения обучения. Да? Да. Ну, пройдемся. Очень простые примеры, да, умный дом, да, то есть я думаю, все знают, что это такое, с телефона управляешь светом, шторами, там, я не знаю, холодильником, чайником, еще чем-то, да. Как это устроено, то есть там делают через голосовое управление, например, ставят там колонку какую-то, подключают ее, там, есть лампочки, которыми она может управлять, там, их яркостью, да, там,
В розетке ставятся такие адаптеры, которые тоже включаются, выключаются без выключателя дистанционно, всякие чайники, стиралки, холодильники. Я думаю, это все вам понятно, да. То есть дальше Smart TV, то, что появилось, это, ну, собственно говоря, когда в телевизор встроили, по сути, операционную систему, и телевизор стал сам без компьютера подключаться там, к интернету, к Wi-Fi, ну, через Wi-Fi, посредством Wi-Fi, то есть у него появились какие-то программы, исполняемые непосредственно на самом телевизоре, да, то есть отдельные приложения, когда ты можешь с ним взаимодействовать, компьютер тебе не нужен. Давай дальше, да, после этих самых пройдем их быстро. Smart TV, соответственно, дальше есть история большая с всякими бионическими протезами. То есть это устройства, которые делают, ну, как бы помогают людям, у которых случились какие-то, ну, проблемы со здоровьем, да, с их конечностями, они заменяют их, и достаточно, ну, как бы они все лучше и лучше. Понятно, что это все, ну, искусственное, но тем не менее это большая отрасль, которая позволяет уже делать такие протезы. То есть здесь вот он такой очень неорганичный, а сейчас есть уже такие протезы, которые, ну, действительно, ну, очень похожие на естественные руки, да, то есть гигафабрики, ну, то есть здесь вот это, скорее всего, гигафабрика Теслы, вот здесь подписана она, то есть... Я как раз мы вот для таких роботов, которые в разных плоскостях ездят, очень много разрабатывали. Ну, Ребята это разрабатывали еще 17 лет назад, да, я помню, 17 лет назад первый раз приехал на фабрику во Франции, и я ночью сижу, ну, мы такие любители, Саша, мне кажется, много поработать было, я все годы вообще или, значит, с друзьями, или сидишь где-то на заводе, я помню, сижу, и в 2 часа ночи разбил этой рукой, неправильно пустил команду, и разбил в таком большом оборудовании, а там куча всего, всяких кассет открывается, дверей, там, разбил стекло. И сижу ночью, значит, звоню своему руководителю во Францию, и я сам во Франции, французу, и говорю ему: Тревор, я только что разбил стекло. А он говорит: а скажи, что это неправильно, программный код робота сработал на следующее утро. Я прихожу на следующее утро, это был отель во Франции, в какой-то там зоне, я прихожу и говорю: а это, наверное, робот неправильно сработал. Они говорят: ну ничего страшного, заменим стекло. Да, то есть на таких фабриках, я думаю, мы все понимаем, что рабочих нету, но обслуживает его армия айтишников. То есть происходит вот этот как бы переход, да, тоже квантовый определенный, то есть Да. рабочие не нужны, есть роботы, которые это выполняют, но по большому счету нужны айтишники, которые все это будут обслуживать, следить и так далее. Вот, автономные корабли всякие, да, то есть их начинают выпускать там и в Америке, и в Китае, то есть нету ни одного человека на борту, вот там с помощью дистанционного оборудования все это управляется. Дальше есть компания очень такая передовая, Boston Dynamics называется, по роботостроению, то есть у них в основном вот такие какие-то собака... У нас не работают, кстати, гифки сегодня. У нас, например, такая преза классная с точки зрения гифок. Мы ее презу выложим обязательно. Да, такие гифки классные. Да, посмотрите. Вот, соответственно, Boston Dynamics, они делают такие вот каких-то собакоподобных роботов, которые двигаются очень интересно. Если было бы здесь на видео видно, то есть они очень устойчивые, двигаются по всяким, то есть они там балет умеют танцевать, ну, то есть очень круто это выглядит, то есть понятно, что это механическое как бы устройство, но настолько плавно они уже двигаются, настолько они устойчивы, естественные движения, что если им придать какую-то оболочку естественную, ты подумаешь, собака это или это робот. Вот. Дальше Илон Маск анонсировал, что к концу этого лета будет, соответственно, робот-помощник человекоподобный, вот, который будет, ну, как сказать, помогать вам по хозяйству, да, то есть решать какие-то бытовые задачи, по сути. То есть с какими проблемами мы сталкиваемся при взаимодействии как бы, ну, с этими кибернетическими устройствами. Да? То есть понятно, что чем их больше становится, тем больше необходимо электроэнергии на это все. Есть огромная сумасшедшая задача, это синхронизация, потому что сейчас абсолютно разные компании все это разрабатывают, у всех свои протоколы, и как их между собой дружить, вот это большой вызов, который стоит сейчас на текущий момент, то есть устройства не очень совместимы. Это все подвержено хакерским атакам, да, то есть сейчас можно, по сути, совершить диверсию и на эту фабрику напасть, ее взломать и получить управление над фабрикой, например, Теслы. То есть ты не влезешь в голову там 10 тысячам рабочих, но влезть в голову там 1000 роботов и поменять их алгоритмы, которые будут портить машины, это делается тоже уже сейчас, ну, как бы на раз-два. То есть чем выше сложность системы, то есть система очень сложная, и с ростом сложности системы экспоненциально растет вероятность ошибок и отказов этих систем, и это тоже как бы инженерные задачи, которые решаются всякими там такими, как сказать, планом Б устройства, что делать в случае отказа. Ну и вообще как бы пока нету каких-то швейцарского ножа,
устройство, которое дома может и пылесосить, и стирать, не знаю, и хлеб резать, и все остальное. То есть это все, опять же, вот как все. Конечно. Если вы вот следите как бы за тем, как мы рассказываем, да, то есть в каждой из этих областей все пока очень обособленно, очень атомарно, решаются конкретные задачи. То есть мы находимся, все говорит о том, что мы находимся на зачаточном уровне. Это как в робот-пылесосе, я еще раз, он даже тяжело карту строит, Да, очень ну, тяжело, сложно. даже просто элементарные вещи сложно делать. Вот. А чтобы сделать вот универсального помощника, который действительно у вас будет жить дома, и он за вас будет стирать, ребенка в школу водить, не знаю. Не будет повреждать ничего, Да, при да, уборке, да. даже уборку Да. У сделает. меня тоже пылесос поцарапал почти всю мебель, зараза. Вот. А есть пылесос, которые шторы жрут. Ну, то есть там капец. То есть есть куча нюансов. То есть мы стоим с вами на начале этой эры, ребят. Все впереди. Нас только это ждет. Ребят, как вам кибернетика умных устройств? Очень интересно, хочу попробовать, интересно туда пойти. Вообще не хочу соприкасаться, не дружу с техником, давайте уже блокчейн. Мне нравится, конечно. Мы же попросили добавить интересные комментарии. Да. Кстати, ребята написали, что гифки заработали, я вижу, да, я вижу в презентации тоже, что гифки пошли. Очень классно, потому что преза прямо живая и ну, очень точная. Супер. Да? Очень точно. Вы так вкусно рассказываете, что пойти учиться хочется сразу на все направления. Татьяна пишет, что мы, на самом деле, у нас запустится программа, мы ее сегодня анонсируем, мы дадим на нее спецусловия. Это IT-инженер передовые технологии. IT-инженер передовые технологии, вы идете учиться на все эти направления, а дальше в процессе вы выбираете уже то основное или те основные, или дополнительные направления, которые вам интересны, и дальше вы внутри потом уже выбираете, например, вы хотите с программированием, там, с аналитикой, или сразу выбираете, потому что каждый для себя идет. Важно, что вы выбираете вот в эту стихию внутри, и это, ну, это невероятно передовой рывок в образовании современным вещам, и мы будем делать все возможное, чтобы следовать рынку, когда появляется что-то новое, добавлять вам это в программу day to day, да, вот прямо здесь и сейчас. И на примере того, как мы добавляем, мы расскажем на примере сейчас блокчейна, да, как мы добавляем в обучение самое передовое, да, вот. Мне кажется, сейчас самое передовое мы добавили, что только можно нельзя. Очень интересная тема. Очень интересно, но давайте блокчейн, интересно попробовать, хотелось бы поучиться, интересно. Одна из самых интересных тем, хочу попробовать, актуально, интересно. Хочу развиваться, люди, конечно, смешно написали, очень интересно, хочу попробовать, очень интересно. Расскажите про конкурс подробнее. Но конкурс будет в конце, мы в конце разыграем, ну, во-первых, мы дадим специальные условия на программу обучения новую, а во-вторых, мы разыграем там, ну, там больше 500 тысяч суммарно на разных вещах, это несколько программ обучения наших классных, как раз таки таких же, а также подарим чуть-чуть токенов, да? Чуть-чуть токенов. Там Solana, BNB, обязательно вам ее перечислим. Я на самом деле, как бы, ну я не знаю, вот я перед собой ставил задачу на сегодняшнем мероприятии, искренне говорю, вас влюбить в эти технологии. Точно так, ну то есть чувствуется, что мы как бы, ну, фанатики, да, в хорошем смысле этого слова, всех этих штук, и обсуждаем, как бы, и погружаемся в эти все вещи, и живем. Вот, и очень хочется, чтобы вы тоже стали, как бы, ну, заинтересованными людьми. Ну что, блокчейн... Да, кстати, обратите внимание, что тот, кто смотрел наш путь в IT, часто говорил, блин, все интересно, я хочу быть и программистом, и аналитиком, там, и продуктом, и проектом. И вот мы сейчас взяли и еще принесли. Это еще раз показывает мир IT, IT в широком диапазоне смысла этого слова. Не то, как часто говорят, там IT такое ощущение, что, я не знаю, тебя на компе что-то научили печатать или Word'ом пользоваться. В широком, это невероятно интересный мир, невероятно интересно. Это только одни из кусочков, вообще. Но... По верхам мы бежим. Мы все время бежим, да, хотим, вот представьте, мы бежим, и 2,5 часа. Мы тоже в субботу, там была фраза, говорит, невозможно учиться в субботу, муж отвлекают, дети отвлекают, да. Мы договорились. Да, мы договорились, да, у меня тоже 4 детей, жена, у Саши сын и жена, но мы договорились и ведем, потому что знаем, что вам важно посмотреть это тоже в спокойное время, тоже не торопиться в этот момент на работу, тоже на разные часовые пояса сделать. Мы очень хотим, чтобы люди по всему миру смогли вовлекаться в хороший, классный, крутой контент, если они, ну, им нравится его от нас воспринимать, да. Ну что, блокчейн. Вот мы уже подошли, начинаем. Да, начинаем. Все, ради чего вы все пришли, похоже, да. То есть, ну, блокчейн, начнем с того, что это такое вообще, да, то есть, ну, в переводе понятно, это цепочка из блоков связанная, вот, блоки, каждый блок содержит в себе определенную информацию. Технология, сразу скажу, конца 20 века появилась, и в принципе, когда мы с Сашей даже учились в университете, ну, не было такого понятия блокчейн, но мы работали со структурами данных, которые строились, ну, там всякие связанные списки и так далее, они строились по той же самой технологии. Просто в блокчейн добавили еще элементы крипто,
индустрии, да, то есть вот сейчас, если говоришь крипто, все думают валюта. Ну, сразу автоматом крипто и сразу валюта говорят, да. Но на самом деле крипто – это шифрование, криптография. Да? То есть мы изучали тоже, например, там еще в 2000-е годы криптографию. Есть огромное количество всяких алгоритмов, устойчивых, неустойчивых к взлому, с открытым ключом, закрытым ключом. Вот взяли, короче, технологию связанных блоков, добавили туда криптотехнологию, и получился блокчейн, о котором мы все с вами прекрасно знаем. И у большинства из вас как бы вот, ну, знак равенства, типа блокчейн равно крипта. Ну, типа, потому что ну, очень-очень, как говорится, хайпово, то есть кругом, везде там все, криптовалюты изменят, не изменят, выросли, упали, что-то все как бы следят, кто-то уже даже пользуется. То есть сейчас оценивают аудиторию людей, которые находятся в сфере как бы криптоиндустрии, порядка 100 миллионов человек, всего вовлечено. Живет 7 миллиардов, вовлечено, соответственно, только 100 миллионов. То есть, ну, зачаток, пока только зачаток. Если мировой фондовый рынок оценивается, например, в 100 триллионов долларов, то крипторынок сейчас оценивается меньше, чем 1 триллион долларов. Ну, то есть 1/100 от всего мира. Опять же, я просто пытаюсь как-то вам подсветить, что все только начинается. И эти все технологии, про которые мы рассказываем, это там первая ступенька, ну не первая, наверное, там какая-то 5-я из миллиона, которые нас ждут. Итак, блокчейн. Значит, давайте теперь как бы вот, как мы говорим, а что же под капотом? Да, то есть мы, как всегда, идем под капот, открываем и смотрим, что это такое. Значит, мы в пути в IT рассказываем про базы данных, и я думаю, наверное, кто-то из вас знает, что такое база данных. То есть это хранилище информации структурированной, бывают реляционные базы, бывают нереляционные базы. Но это отдельная база, которой управляет какая-то одна система. Соответственно, у нее есть уязвимость, потому что если ты получаешь доступ к одной этой базе данных, ты можешь с ней сделать все, что хочешь. Стереть, удалить, там, не знаю, поменять записи и так далее. Блокчейн, соответственно, базируется на распределенных базах данных, связанных между собой. То есть вот эта цепочка блоков, которую я сказал, то есть один блок информации связывается с другим блоком информации, и они копируются во все базы, которые находятся в этом блокчейне. То есть вот одна такая база называется нодой, ну на языке вот как бы таком уже внутреннем, да, то есть нодой, либо управляющей нодой. То есть управляющая нода – это тот сервер, на котором хранится его база данных той или иной сети блокчейн, которая может, например, выполнять функцию майнинга, про это проговорим потом попозже, да, то есть могут быть майнинговые, а могут быть принимающие решения. Потому что в децентрализованной системе для того, чтобы было принято какое-то решение или было как бы совершено какое-то изменение, все вот эти сервера должны синхронно совершить одно и то же действие. И на всех них должна перезаписаться информация. Значит, как происходит, как бы вот, ну, за счет чего обеспечивается безопасность, да, собственно говоря, в блокчейне. Вот представьте, например, ну, это вообще как бы связано на самом деле с историей появления, чуть-чуть забегу вперед, там, того же биткоина, да, и вот такой популяризации блокчейна. То есть в 2008-2009 году, когда был мировой экономический кризис, на острове Кипр, в государстве Кипр, значит, власть решила, ну, я не буду там ни имена никакие называть, ничего, было принято решение, что сверх определенной суммы на счетах физлиц в банках необходимо национализировать. И граждане оказались как бы заложниками, они ничего не могли сделать, у них просто отрезали вот все, что было выше, все это было отрезано. В ответ на это, конечно же, что произошло? Что есть какой-то человек или группа людей, которые договариваются и может сделать все, что угодно с вашими данными. И это, конечно же, ну, большая проблема. В ответ на это и появилась как бы вот эта децентрализация, когда если ты даже имеешь доступ к одной базе данных в этом блокчейне, да, в этой сети, и в ней поменяешь, то алгоритм устроен таким образом, что другие ноды, когда произойдет процесс опроса их и синхронизации, определят, что блоки данных, которые поменяли, они незаконно изменены, потому что на других нодах информация другая, и запись автоматически восстановится. Таким образом, получают доступ к одному серверу, невозможно нарушить целостность информации во всей системе, она самовосстанавливается. Теперь, как происходит защита того, что, например, в одном блоке информации внутри нельзя поменять, например, там, биты местами, и число изменится, например, или какое-то значение, или текст изменится, или еще что-то, да? Вот в этом блоке его содержимое по определенному алгоритму считается хэш-ключ, то есть контрольная сумма тех битов, которые есть в этом блоке. И этот хэш-ключ, он сохраняется в следующем блоке, который с ним связан. Таким образом, если мы в этом блоке поменяем любой бит, то следующий блок знает, что предыдущий блок был нарушен.
и будет как бы поднят условно флаг о нарушении целостности, и опять система сама восстановится. Таким образом, система становится очень устойчивой и децентрализованной. Нету единого центра принятия решений. Не может один человек повлиять на ее целостность. Надеюсь, вот как бы это легло, да, то есть это такая как бы база, да. Вот если бы там предыдущий слайд там про Сатоши Накамото было, да, то есть вот эта история как раз таки с биткоином, биткоин и явился как бы ответом, то есть это было первое как бы вот, ну, монетарное средство, которое базировалось на сети биткоин, да, то есть на ней все это поднялось. И вот эта история как бы начинается там с 2008 года, потому что технология там начала 90-х, когда это все использовалось, вот прошло там 20 лет практически, да, там 17 лет, и это приобрело как бы практическое применение, ну хоть какое-то. Но в 2008 году я, например, про биткоин слыхом не слыхивал. Я думаю, наверное, ты тоже как бы особо про это не слышал. И я где-то про это стал слышать, наверное, в начале десятых годов. То есть, наверное, я в 13-м, вот наверное, 13-14 год что-то спустя 6 лет стало проникать. Да. То есть настолько это была очень как бы такая кулуарная штука. Вот, но, тем не менее, как бы это первая там криптовалюта, и все, наверное, знают и слышали про нее и так далее. Значит, и это долгий период времени была она, потом появились еще там другие криптовалюты, альткоины так называемые от нее. Следующим этапом, который вообще в развитии блокчейна, то есть на этой технологии что появилось? То есть появились так называемые, ну, то есть электронные акции, да, то есть токены. То есть токенами называют единицы, которые представляют определенную ценность для потребителя. Да, то есть там криптовалюта – это единица этой криптовалюты, да, то есть как она называется. В электронных акциях все, наверное, знают там вот IPO, да, то есть что есть фондовый рынок, на нем торгуются акции каких-то компаний, да, которые определяют стоимость той или иной компании. Точно так же для проектов сделали такие как бы на базе блокчейна электронные акции, которые не регулируются там всеми правилами фондового рынка, то есть свободный рынок, и выходили проекты, которые говорили, вот у нас такая идея, мы, значит, будем делать, я не знаю, там биржу какую-то торговую, или мы будем делать мобильное приложение, социальную сеть, и мы как бы выпускаем определенное количество акций электронных, токенов, и выводим их на биржу, вот вы их покупаете, становитесь совладельцем нашего проекта. Да? И это вот была история как раз-таки с ICO бумом 2016-2017 года, когда все это происходило, потом эта волна спала. В 2018-2019 году начал зарождаться новый этап развития блокчейна, когда это все приблизилось к такому кредитно-финансовому рынку, банковскому сектору, появились зачатки так называемых децентрализованных финансов, DeFi. Возможно, вы слышали. Да, сейчас расскажем еще про них да, дальше. Про них чуть-чуть. Потом дальше. Я сейчас пока здесь показать то, что с 2019 года, наверное, блокчейн начал потихоньку показываться как очень сильная технология, основа в не только в финансовой сфере, да, и вообще в других сферах, и мы сейчас вот расскажем, покажем примеры. Правильно? Да, и по сути получилось как? То, что появилась технология DeFi, да, когда появилась возможность децентрализованно, не обращаясь в какой-то конкретный банк, например, имея определенную криптовалюту, ее размещать на депозиты и получать проценты. Появилась возможность совершать займы в криптовалюте, да, то есть обмениваться информацией. Это было изначально все построено на базе сети эфира. То есть в чем уникальность, например, давай я пару слов скажу про сеть эфира. В чем уникальность сети эфира от, например, того же биткоина. То есть когда появилась сеть эфира, и, собственно говоря, создатель этой сети Виталик Бутерин, молодой человек с русскими корнями, вот, который родился в Подмосковье, по-моему, в Жуковском, вот, потом эмигрировал с родителями, если не ошибаюсь, в Канаду, достаточно молодой, там, долларовый миллиардер на текущий момент, он, собственно говоря, придумал эту сеть. Там есть такое понятие, как смарт-контракт. То есть, например, в биткоинах не было смарт-контрактов, там были просто набор транзакций. То есть в сети фиксировались транзакции по перемещению, ну, по сути, ценности, да, криптовалюты. В эфир добавили понятие смарт-контракта, туда добавился язык Solidity, на котором пишутся смарт-контракты. То есть смарт-контракт, если кто-то в программировании уже разбирается, это по сути класс, то есть в объектно-ориентированном программировании это класс, обладающий всеми его свойствами, написан на определенном языке, который загружается в блокчейн, код его, он неизменен и он умеет исполняться, то есть он может реализовывать логику. Например, мы заключаем смарт-контракт с Сашей о том, что, например, 5 июня я должен ему перечислить, там, не знаю, 1 эфир. Вот мы договорились, не знаю, вот он мне дал сегодня эфир, и мы создаем смарт-контракт, в котором автоматически с моего кошелька и вставляем с какого кошелька этот эфир должен ему вернуться 25 июня.
зашиваем это в смарт-контракт, загружаем это в сеть, и я ничего больше не могу сделать. То есть я больше не влияю, никто больше в мире не влияет. Что бы ни произошло, с моего кошелька 25 июня Саша на его кошелек, который мы установили, перейдет этот эфир. Это называется смарт-контракт. И там нету никаких законов. То есть, как говорят в криптомире, закон – это код. Вот то, что мы закодировали, загрузили в блокчейн, никто из нас не может изменить. Если мы вместе своими ключами зайдем и подпишем изменения этого класса, договоримся, что мы подвинем на 26 июня дату, то мы зайдем и переподпишем, перезагрузим в сеть этот смарт-контракт, и он тогда исполнится. То есть появилась возможность добавлять логику в то, что мы делаем. И на базе этого как раз-таки DeFi появилась в сети эфир. Вот. И за счет этих смарт-контрактов были реализованы вот эти все там депозиты, займы и так далее. Расскажем. Да, про это расскажем. Потом дальше появились так называемые сети второго уровня, появились кросс-чейны и так далее. То есть это вот все, что сейчас происходит. Потом на базе этого сейчас появилась NFT, и вот мы находимся там, где находимся. Сейчас чуть-чуть поговорим про сами элементы вот этой эволюции. То есть что такое криптовалюта. То есть понятно, что самая популярная там криптовалюта биткоин, вторая эфир, и есть еще там несколько тысяч всяких альткоинов абсолютно разных, которые представляют из себя как бы некий эквивалент денежной ценности. В чем же заключается как бы, крипта, говорят, типа, деньги из воздуха, то есть что это такое? То есть на самом деле изначально в алгоритме биткоина стоит очень сложный алгоритм его как бы генерации, то есть то, что называется эмиссии. То есть выпуска новой единицы биткоина. То есть если изначально историю денег, если вот в финансовую как бы основу упасть, то как бы изначально деньги подтверждались неким неоспоримой ценностью, золотом, например, да, там исторически так было. Сейчас это не так, конечно. Раньше это было так. А криптовалюты в своей как бы парадигме, они как бы их ценность подтверждалась объемом электроэнергии, которую надо сжечь на вычислительный процесс для эмиссии этой единицы токена, да, то есть генерация одного биткоина. И даже в принципе известно, сколько стоит сгенерировать один биткоин. Вы можете найти эту информацию. И вот эти алгоритмы, они были достаточно сложные, специально для того, чтобы эта эмиссия была, как бы у биткоина была ценность определенная. Надо сжечь энергию, чтобы его получить. Вот, надеюсь, понятно, да, то есть откуда берется. Этот подход назывался Proof of Work, и вы, наверное, слышали POV, есть такое сокращение, это Proof of Work, то есть подтверждение работой, то есть вычислениями. И тут, как бы, конечно, появлялись майнеры. Я думаю, вы все слышали про эти майнинговые фермы, которые там где-то кого-то словили, он незаконно там использовал электроэнергию в троллейбусном депо, а этот, значит, где-то там на какой-то гидростанции подключился и майнил битки. Вот, то есть там нужен большой объем электроэнергии, и электроэнергия должна быть очень дешевая, чтобы затраты на электроэнергию были меньше, чем тот объем криптовалюты в его стоимости, который ты получаешь. Поэтому, когда криптовалюта падает в цене, майнеры начинают отключать свои фермы, потому что им становится невыгодно это все майнить, если у них дорогая электроэнергия. Вот, это старая. Новая история, как подтверждение ценности как бы, криптовалюты, называется Proof of Stake. Да? И вот, например, сеть эфира готовится к своей реинкарнации в перехода эфир 2.0 и на переходы на так называемый POS принцип, когда все вот эти ноды управляющие, которые есть, они у себя держат определенный пул этой криптовалюты, который обеспечивает ее ликвидность, да, и подтверждает как бы ее стоимость. То есть уже не стоит задача там майнингом добывать новые монеты, да, то есть новые токены, а надо просто у себя держать определенный объем этой криптовалюты для того, чтобы она подтверждала твое право владения на эту сеть. Надеюсь, тоже понятно. Значит, смарт-контракты. Я чуть-чуть про них рассказал, то есть, это по сути аналог договора. Если вы представляете, вы приходите в банк или с кем-то заключаете договор, вот то же самое в электронном виде, только написанное кодом с определенной логикой, которая исполняется вне зависимости от внешних факторов. Если вы заложили какой-то принцип, она может оперировать в сети блокчейна того или иного. То есть, смарт-контракты есть не во всех, то есть у биткоинов нет, например, смарт-контрактов. Да? В сети эфира есть, в этом самом, в Binance Smart Chain есть, там в Solana есть. То есть в современных второго уровня блокчейн-сетях в них уже есть во всех смарт-контракты, но основоположник всего этого эфир и Виталик Бутерин. Значит, следующее, токены. Значит, токены – это, как я говорил, цифровые акции, которые вы являетесь неким совладельцем того или иного проекта, покупая их. Их можно тоже, есть криптобиржи, вы можете их покупать, продавать, у них есть котировки там и так далее. Но это не валюта. То есть этот токен, он имеет определенную долю владения каким-то проектом, но он не равен, это не то же самое, что там биткоин, эфир, там, я не знаю, и другие альткоины, которые существуют. Например, там есть Aavi, да, то есть это там это самый
самый токен вот в сети эфира. Это, по сути, есть одноименный проект Aave, и вы, по сути, покупая его, будете являться совладельцем этого проекта. Более того, вы при определенном объеме этих токенов можете стать голосующей нодой, да, то есть у себя поднять сервер этого проекта, разместить там этот блокчейн, загрузить туда этот проект, и вы сможете голосовать и принимать решение, как этот проект будет развиваться. Надо его, собственно говоря, как-то менять или нет. То есть вы сможете стать голосующим. Вот это как раз-таки и есть токены. Да? ICO – это как есть IPO, да, то есть это первичное размещение публичных акций. То есть Initial Public это самый offering, да, это размещение акций на бирже. ICO это то же самое, Initial Coin Offering, то есть это первоначальное размещение как бы, токенов для привлечения инвестиций. То есть это был инструмент такой привлечения инвестиций в свои проекты. Вот. Вне как бы, законодательства стран, но сейчас уже пытаются это все Да, регулировать. мы рассказываем просто про различные термины, с которыми вы, возможно, сталкивались уже или столкнетесь со стороны именно профессионального знания. Да? И сегодня очень много разной информации, да, от искусственного интеллекта, дата-сайенса, умных устройств, квантовых компьютеров, уже очень много всего. Здесь это просто ширина, такая очень широта, огромная информации. Саш, про DeFi чуть-чуть. DeFi, децентрализованные финансы, то есть, по сути, это такой виртуальный банк, в который вы можете разместить деньги, можете получить деньги, плюс там есть возможность менять одни токены на другие по обменному курсу, например, там есть стейблкоины, которые привязаны, например, к курсу доллара, вы можете поменять за них, купить, например, там эфиры, или купить Solana, да, или купить, я не знаю, там BNB токены, какие-то криптовалюты. Вот, то есть вы можете их менять один в другой. То есть, и здесь, по сути, в этом рынке участвуют то есть люди, которые взаимодействуют с блокчейном. Там как такового нету государства, там нету банков, свои биржи абсолютно как бы децентрализованные. Да? То есть это такой как бы вот мир децентрализованных финансов, который не управляется одним человеком, а управляется целым сообществом. Да? Ну вот про эфир я уже говорил, что как бы на базе эфира это все родилось. Пример, там вот есть, например, Compound, да, децентрализованное приложение, которое позволяет как раз-таки размещать депозиты, получать заимствования в абсолютно разных токенах, но в протоколе ERC-20. То есть ERC-20 это протокол эфира, базовый, их сейчас много, просто кинул, не берите в голову, потом почитайте, что это такое. Вот, соответственно, на базе этого протокола работает Compound. Помимо Compound есть еще куча других приложений. То есть есть там, например, 1inch Exchange, есть проект Curve. То есть вот Curve и 1x Exchange это компании в криптомире с капитализацией больше $1 миллиарда. Открою вам секрет, это русские ребята, часть из них находится в Москве, которые, собственно говоря, разработали и управляют этим проектом. Очень интересные люди и очень интересные проекты. То есть я за ними наблюдаю, наверное, там, с конца 2019 года, вот, как это все развивается. То есть, ну, в общем, это все достаточно сильно впечатляет. Наверняка вы сталкивались со словом DAO и не знали, что это Мне кажется, за DAO. сейчас мало еще сталкивалось, еще не начались, наверное, Думаешь? такие. Да, я думаю, что еще, ну, я думаю, что аудитория немного сталкивалась. Вот ради интереса сейчас у нас очень много там людей, комментариев. Напишите, кто сталкивался, да, с DAO. Да, то есть DAO, простыми словами, понятно, что это децентрализованная организация, да, но по сути это некое комьюнити, собирается людей, которые... Сообщество. Сообщество людей, да, которое, значит, управляет тем или иным проектом, да, и они автономные, и для того, чтобы принять какое-то решение, определенное количество этих людей должно проголосовать своими токенами в этой системе. Вот, как бы это, если кратко сказать, про DAO. Возникла проблема, где-то в 2020 году возникла проблема, какая, я сам с ней сталкивался, когда у тебя есть, например, там, криптовалюта или токены в одном блокчейне, и появляется другой блокчейн, тебе, чтобы в него попасть, зайти, надо в нем тоже покупать в другом протоколе, по сути, опять тратить деньги, покупать токены. Не было возможности из одного блокчейна перенести там, крипту в другой блокчейн. Для этого как раз-таки вот приблизительно в 2020-2021 году начали появляться первые кросс-чейны. То есть кросс-чейны – это мосты, которые позволяют из одного блокчейна перенести ценность в другой. Да? То есть чтобы, например, из сети эфира перенести средства в смарт-чейн, например, Binance. Да? То есть Binance – это самая крупная биржа. Она не децентрализованная, сразу говорю, она централизованная, это китайский проект, и есть конкретный там человек, основатель. Понятно, что они там имитируют
то, что у них есть определенный элемент децентрализации, но в целом биржа централизованная. Вот, у них есть своя, значит, смарт-блокчейн, на котором тоже есть смарт-контракты, они полностью скопировали с эфира, но убрали децентрализацию. Вот, и появились возможности переносить криптовалюты из одного блокчейна в другой. И это был прям прорыв на самом деле, и проекты, которые это все реализовывали, они сейчас, они очень сильно на тот момент выиграли. Понятно, что сейчас там рынок, например, криптовалюты находится в просадке, да, идет падение корректировки, там буквально сегодня утром там опять очередная корректировка произошла, но мы не про это сейчас, не про торговлю на рынке, да. И таким образом, как бы все теперь блокчейны, есть возможность их взаимодействия друг с другом, да, то есть одна криптовалюта перемещается в другую. NFT. Я знаю, что хочу сказать, что есть, вот мы сделали специально для этого этот слайд. Вообще весь мир, очень много новых технологий, они описываются очень сложно. И я вот утром ехал, мне надо было прочитать там про несколько проектов white paper, и вот я еду, вот сколько я ехал сюда, я так и не разобрался, не понял, что это, они так пишутся, что ты не поймешь. То есть все очень сложно описано. Еще раз, почему мы делаем мероприятие, чтобы, по крайней мере, какой-то объем рассказать простыми словами. И вот по NFT, мне кажется, когда спрашивают людей, что такое NFT, они говорят невзаимозаменяемый токен, и в этот момент у людей реально должна взорваться голова, но по-другому у них ничего не должно произойти. Я просто не знаю, там на гифке она взрывается. Да, она на гифке точно взрывается, да. И опять же, вот даже если посмотреть, что люди пишут и как они пишут, видно, что огромное количество людей вообще не разбираются, не понимают терминологию, и, например, NFT сегодня очень много употребляется, и люди явно не понимают, что такое NFT, Саш. Давайте так, вот как бы там написано невзаимозаменяемый токен, в чем прикол? То есть я могу поменять один биткоин на один биткоин, и все нормально, как бы у них одинаковая ценность, все остальное. NFT – это токен, который привязан к какому-то нематериальному активу, интеллектуальному активу, это какому-то контенту, картинке, видео, звуку, не знаю, физическому элементу, машине, рубашке, бутылке вина дорогого и так далее. И он всегда один уникальный, у него нету второго экземпляра в мире, он всегда уникальный, поэтому он не взаимозаменяемый. И его можно продать за какой-то эквивалент там, криптовалюты или фиатных денег обычных, да, но второго такого нету, в нем уникальность, то есть это некий такой цифровой сертификат, предъявляющий ваше право на какую-то собственность. Вот что такое, собственно говоря, NFT. Чтобы вы понимали. То есть это аббревиатура с английского, да, то есть невзаимозаменяемого токена. Вот. А суть за ним стоит то, что это элемент подтверждения вашего права на какую-то собственность, который находится в сети блокчейн, который защищен даже не законом, ни чем остальным, а защищен системой, то, что у вас его нельзя отнять. То есть, например, картину из музея можно украсть. А NFT украсть у человека, если он не даст доступ к своему кошельку, и он не будет тоже взломан. можно через доступ, да? Ну да, если он даст доступ, конечно, его заберут. Но если вы не дадите доступ к своему кошельку, то из блокчейна поменять собственника невозможно. Как я говорил, сеть распределенная, в одном месте поменяли, даже если сговор, сеть восстановит ваши права. То есть таким образом у вас есть неотчуждаемое это право. И сейчас мы видим, как огромное количество проектов, да, вот эти всякие обезьянки, какие-то жирафики. То есть понятно, что это хайповая очень штука. Мне кажется, что очень много ощущений, что это как будто игра. На самом деле это описание, я не знаю, как оно будет называться, будет ли оно NFT или нет. Потому что такое, например, написанное программное обеспечение, уникальное, Саш? Это, то же самое, конечно. Это NFT. Конечно, да. Что такое наше мероприятие, которое мы с тобой ведем? Это однозначно. То есть мы можем выпустить свой токен NFT, который скажем, что вот, например, путь в IT, передовые технологии, да, то есть... У нас со света моргает, ничего страшного, да. Продолжаем. То есть, если мы скажем, что это наш уникальный контент, мы выпустим токен и скажем, как бы вот есть права на это мероприятие, на его запись, да, и человек, владеющий этим NFT токеном, имеет все права на его распространение, продажу там и так далее, все, мы как бы можем это мероприятие продать, по сути, человек будет его владельцем. Это, кстати, очень интересная вещь, потому что, еще раз, ощущение на сегодняшний день от NFT, как будто это просто какая-то картинка. Да. На самом деле это не суть вообще картинка, это технология, это товарный знак, это какая-то, не знаю, придуманный алгоритм. Это все, что угодно может быть, и который имеет... Я думаю, что будут появляться технологии еще описания этого, потому что мы часто видим там визуализацию, например, какую-то связку с какой-то платформой. Сейчас все же NFT-объекты связаны с определенной платформой. Я думаю, что когда появится
более описательные платформы, на которых мы сможем описывать очень много всего разного, то это будет совсем другое, колоссально другое движение, особенно с точки зрения, это вопрос не просто подделок, это, наверное, вопрос вообще представления себя, кто я такой есть на самом деле. Ну, Web 3.0 это пояснил. Да, и истории такой, да. То есть Web 3.0 это приобретает новый смысл, потому что сейчас действительно вот эта хайповая вся история с этими картиночками, которые распространяются в интернете, но надо сказать, что сейчас достаточно крупные проекты, такие как BMW, например, Gucci, они начинают использовать NFT для чего? Для того, я сбегаю, наверное, вперед. Ну, короче, они начинают использовать, мы вам расскажем про это в метавселенных. Вот когда Да, здесь как... туда, да, потому что есть смешанные темы, все же вот мы очень четко на самом деле поделили, потому что это вопрос входа. Когда мы говорим блокчейн, это вопрос входа через блокчейн, да, вот ты входишь, понимаешь. Понятно, что очень много всего связанного. Когда мы говорим про Web 3.0, это, сейчас расскажем, что это, метавселенная, да. это другое все же. Разная точка входа, хотя, конечно, очень много между собой взаимосвязано, и примеры, которые, конечно, сейчас происходят на этом мире, и я думаю, что они даже стоят много денег, потому что это вообще для мира что-то новое, да, что-то необычное, неоднозначное, непонятное, и, так всегда, да, всегда. И это, конечно, очень сильно развивает в том числе блокчейн. То есть люди, мне недавно один мой коллега сказал хорошую такую мысль, что через различные проекты, в том числе NFT-проекты, люди начали легче и проще входить в блокчейн, воспринимать его, и начали появляться инструменты более простого входа в блокчейн, да, потому что раньше это, конечно, это было очень сложно и нереально, хотя, конечно, некоторые вещи поражают с точки зрения стоимости, да, как твит за $2,9 миллиона, то есть некоторые вещи поражают. Что, наверное, важно сейчас, и то, что очень сильно начинает развиваться на этой технологии, это наличие различных концепций, да, таких концепций, как lend to earn, move to earn, play to earn, и они lend to earn, да, они привносят, наверное, невероятно новые вещи. Мы, конечно, часто с этим сталкиваемся с точки зрения, опять-таки, заработка, но здесь вопрос не только про заработок, да, хотя to earn – это технология заработать деньги. Ну, то есть основное, здесь про вознаграждение за бронирование в биткоинах есть еще аналогичный термин, лендинг криптовалюты, так называемый, да, это размещение как раз на депозитах, да, то есть ты размещаешь криптовалюту в пул, которым пользуется та или иная биржа, либо обменная платформа, и тем самым тебе платят определенный процент. Это тоже синонимично этому. То есть, learn to earn, понятно, обучаемся и зарабатываем, да. Следующее – это играем и зарабатываем. То есть, в чем ценность? То есть, таким образом проекты привлекают, создают некую геймификацию внутри себя, внутри своих платформ, учебных, игровых, для того, чтобы привязать свое комьюнити, свою аудиторию к своей платформе, чтобы они понимали, что они играют, зарабатывают, для них это ценно, возвращались, тем самым, то есть у них очень простая модель монетизации. Чем больше игроков у них играет, тем больше игроков туда приходит, платят, больше они зарабатывают, они часть этой прибыли просто переносят в вознаграждение своих игроков. Такой кэшбэк. То есть, по сути, это как кэшбэк проекта за то, чтобы привлечь большое количество людей. Да? И там самое, наверное, сейчас хайповое – это Move to Earn, да? То есть все эти кроссовки, рюкзаки, очки, не знаю, собачки, что там тогда они придумывают. Мы хотели, да, мы сегодня разыграем чуть-чуть токенов, и мы хотели как раз-таки в Move to Earn проектах разыграть, но потом понимаем, что многие люди могут быть в разных проектах или в них не вовлечены, поэтому просто решили в эту тему сверх не погружаться. Хотя, конечно, там очень много нового интересного, которое позволяет в том числе для серьезных настоящих проектов дальше применять и геймификацию, и вовлечение, и видеть абсолютно различные зависимости, крайне полезные для компании, для жизни человека. Очень много всего есть, да? Да, то есть, опять же, воспринимайте это как кэшбэк платформы за ваши какие-то действия, да, то есть вы делаете ценные для них действия, они вам платят эти деньги. Собственно говоря, эти все to earn проекты так и работают, да. Но важно, что блокчейн это не только и NFT, и все остальное, это не только финансовая сфера. Мы все время это повторяем, да, потому что удостоверение личности, в кибербезопасности, то есть цифровые паспорта, в медицине очень много. То есть цифровой паспорт, конечно же, он должен храниться в блокчейне, чтобы его не поломали, не украли и так далее. Да? То есть есть, например, то, что касается медицинских данных, их тоже надо хранить безопасно и распределенно. Да? Ну и, конечно же, кибербезопасность. То есть все должно очень хорошо шифроваться,
должно быть устойчиво к взломам, ко всему остальному. То есть это те вызовы, которые стоят, и блокчейн без этого как бы не работает. То есть сейчас как бы есть там стандартные алгоритмы шифрования, но их пытаются как бы тоже там взламывать. То есть если рассмотреть еще раз вот как бы децентрализацию, то есть блокчейн, что он дает? Основную концепцию, да, то есть он дает децентрализацию. Децентрализация себя порождает доверие пользователей к тому, что ну как бы его не обманут, и какой-то злой дядька или тетка или сговор двух дядек корыстный лишит их какой-то ценности. То есть в блокчейне это невозможно. Дальше второе, это защитить как бы свои активы, да, вот таким образом. Дальше это как бы, ну, целостность и неизменность, вот то, что я приводил пример, что если в одном месте меняем, система самовосстанавливает это все. Распределенное хранение, да, то есть это как бы, ну, разные задачи решает с точки зрения энергопотребления и безопасности, и доступа, скорости доступа к информации и так далее. Значит, взаимодействие без посредников. Вам не надо, например, для того, чтобы вступать в какие-то коммерческие отношения или занимать деньги, вступать в отношения там, в посредник, потом в банк, который выступает посредником. Просто есть сервер, который работает по определенному алгоритму. Вы с ним взаимодействуете напрямую и размещаете там свои средства, получаете проценты, либо совершаете займ. Вам не надо в банк обращаться, как в посредник между программно-аппаратным решением и вами. Да, то есть это и абсолютная прозрачность. То есть если, например, сказать о том, что вот есть, например, торги на какой-нибудь фондовой бирже, да, на Нью-Йоркской, например, да, кто вам покажет все транзакции и операции, которые были на этой бирже за сегодняшний день? Как вы считаете, вы можете получить к ней доступ? Я вам скажу, что нет. Но если вы возьмете, например, какую-нибудь децентрализованную биржу, и вы будете знать и адрес, как бы, ну, ее адрес, которого она оперирует с участниками, да, и будете знать, по какому протоколу она работает, это все описано в открытом коде, то вы зайдете в протокол блокчейна и найдете все транзакции, которые были. Точно так же, если вы знаете управляющий смарт-контракт, например, там, я не знаю, компаунда, вы заходите и видите, а сколько там находится средств реально заблокированных, а сколько там выдано депозитов в каждом коине, а кому это выделено, а сколько транзакций было. То есть абсолютно прозрачная история, к которой могут получить доступ любой человек, который в этом понимает. Поэтому, например, аналитик блокчейн — это супер как бы запрос, который сейчас есть. То есть, да, я там сам, есть, как бы, например, там у эфира есть EtherScan.io, да, то есть интерфейс, через который ты можешь как бы анализировать транзакции в сети эфира, да. И точно так же там у Binance Smart Chain тоже есть свой как бы инструмент, с которого ты видишь все транзакции. Это очень прозрачно. Но, например, для того, чтобы найти вот эти все цепочки, найти так называемых крупных держателей, как они перемещают эти средства, куда и так далее, этим должны заниматься специалисты, как раз-таки аналитики, которые будут строить вот эти отчетность, модели, анализировать, что же происходит на самом деле с тем или иным проектом. То есть на это есть как бы супер запрос. И вообще на технологии, да. Специалистов zero пока нормальных. Очень мало, и но мы однозначно, вот мы запускаем в рамках IT-инженера новых передовых технологий, у нас будет направление блокчейн, и мы полностью уверены и знаем, что знание блокчейн должно ложиться в том числе сейчас в основу IT, и этот мир будет невероятно развиваться и вперед идти, и наша задача вместе с этим миром обучать людей параллельно, то есть вы сейчас поступаете на программу, через полгода что-то появляется, оно внедряется, оно добавляется. Как пример, появляется каждый день. Оно появляется каждый день, как пример приведу, сейчас в рамках страны Сальвадор внедряется на уровне всей страны блокчейн, и они переходят на основную валюту биткоин. У них это первая страна в мире, которая полностью переходит на валюту. Это не значит, что она позволяет платить внутри, это регуляторика есть. Это значит, что их основная валюта в стране становится биткоин. И на прошлой неделе я снял вместе с людьми, которые создают программное обеспечение само, снял вместе интервью. И это интервью, какие-то кусочки мы там выложим, покажем. А это интервью доступно как раз-таки для наших студентов IT-программ обучения, новой линейки, в том числе новых технологий. И такие вот люди, их команды, там, преподаватели оттуда, мы их все время будем вовлекать к нам, потому что это позволяет вам в рамках наших программ обучения очень сильно развиваться. Конечно, у биткоина существует много проблем, это восприятие, сложность восприятия информации, в целом новая сложная технология. Блокчейн, извиняюсь. Но что мне кажется очень важно и показало за последние 5 лет, то, что когда-то это рассматривалось вот как финансовый какой-то инструмент, просто как какая-то сторонняя жизнь, сейчас мы все больше видим реальное, настоящее, классное, крутое применение. Это, конечно, будет развиваться, это даже может появиться новые названия,
Многие термины не были доступны еще полгода назад. И это будет переходить в абсолютно новую эру, в новые возможности и в новые связи. Невероятно важная тема. Вот. Как вам технология блокчейна? Очень интересно, тоже хочу зарабатывать на картинках. Сложно, но интересно. А когда про метавселенную расскажете? Ну, конечно, очень важно знать, насколько вам интересно в это профессионально погружаться, в этом профессионально развиваться. Ну, пишут, конечно, интересно, сложно, но интересно, супер. Спрашивают, многие люди, кстати, пишут, что многие вещи не знали. И наша, конечно, задача, еще раз, мы начинали вспомнить 3 часа назад про искусственный интеллект. Наша задача широким диапазоном пройтись про передовые технологии, которые есть сейчас. И важно, что это всего лишь за эти 4 часа. В рамках программы обучения у нас, когда вы приходите к нам учиться, наша задача из вас сделать профессионалов. И не размываться, что вы будете 5 лет учиться и выйдете, и как бы, это уже устарело, да? То, что было в блокчейне 5 лет тому назад? Да, то, что было в блокчейне 5 лет назад. Были ICO, которые назад, теперь уже не существуют. Да, вообще не существует. Чтобы вы получали базу, инженерную составляющую, и вместе накладывали новые специализации, важно, могли мигрировать между ними. Вот кто-то из ребят спрашивал, а я учусь на программе разработчик, могу ли я учиться передовым технологиям? Можете в рамках вашей технологической специализации. Это очень важно. Там зависит от вашей группы, потока, когда вы начинали, когда вы шли, но вы обращаетесь к вашим кураторам, вы всегда сможете, вы гарантированно сможете во все развиваться. Но очень много, очень интересно, супер отклик. Саш. Самое главное, ребят, мы заложим вам сейчас понятийный аппарат какой-то, дальше у вас руки развязаны, вы можете изучать, то есть что происходит. То есть мы с Сашей сами постоянно как бы следим за этим, читаем, изучаем, смотрим какие-то проекты, обсуждаем, общаемся с людьми с большим количеством, которые являются вот такими фронтендерами, да, создающими технологии, вот как там внедряющие блокчейны на уровне стран, люди, которые создают новые технологии вообще, да, то есть опережают это все, общаются с топовыми людьми в мире. Я вам скажу, что русскоязычных ребят в криптоиндустрии это считается элита, да, то есть вот самые крутые проекты, которые существуют, ну я уже там говорил вам, Виталий Бутерин, например, да, то есть сеть эфира. Да, но у нас есть много внутри разработчиков, мы снимаем с топовыми ребятами, командой топ-20, топ-50 мира. Да, которые создают этот рынок, да, и мне кажется, мы должны просто продолжать там двигаться и захватывать. И важно, вы знаете, вот я сам вовлекся в там некоторые проекты, которые касаются там move to earn, заходишь, что-то делаешь, learn to earn, именно со стороны профессиональной, потому что когда ты сам проживаешь, сам проходишь вот этот цикл, этот процесс, ты дальше смотришь, а как ты сам это применяешь в рамках своей реальной жизни. Еще раз, в своей реальной жизни или в профессиональной деятельности. И не обязательно привязано, ни в коем случае не привязано к финансам. И очень классно, что мы в компании одни из людей, которые очень много людей учат и дают IT-образование, сами же рассказываем про современные технологии. Это не со стороны, это не блогер рассказал, это не просто где-то кто-то со стороны услышал. Не трейдер какой-то. Да, не трейдер рассказал, а мы рассказываем это все же со стороны инженерной. И нам очень важно, чтобы у вас появилось такое инженерное восприятие этих вещей. Сейчас на рынке очень много обучения, как, например, торговать криптовалютой, да, или там делать какие-то там, не знаю, как заработать, еще что-то. Но никто не учит людей, которые создают эти проекты. И сейчас вот мы общались с ребятами, кто именно владеет, этими проектами, развивает их и двигает. И, конечно, они говорят, да ладно, вы будете этому учить, людей нету. То есть мы сами вынуждены как-то там выскребать, переучивать этих программистов, потому что опытный программист, который хотя бы в одном проекте, на базе блокчейна поучаствовал, его доход исчисляется, наверное, от 500 тысяч рублей, меньше этого вообще никто даже не разговаривает. И поэтому мы сказали, что $1000 в день – это вполне разумная рабочая компонента. Это начальный уровень. Я вам могу сказать, то есть, у меня есть партнер, мы с ним начинали в конце 2019 года делать проект, нанимали парня, студента. Он умел программировать на тот момент, он участвовал в одном проекте. Мы его тогда взяли, студент, ему было 22 года, Дима. Может быть, не знаю, навряд ли он смотрит, конечно. 22 года мы его взяли на зарплату 150 тысяч рублей тогда, студента. Вот. Он знал Solidity, на Solidity что-то мог писать. На текущий момент Дима долларовый миллионер и совладелец проекта стоимостью $500 миллионов. Да? Буквально прошло сколько, 2,5-3 года. Да? Это вот такой взрыв. Это реальный пример, то, что я наблюдал. Просто как человек двигался. То есть я, например, в этой криптоиндустрии не погружался туда так глубоко, а он пошел именно этой стезей. То есть человеку 24-25 лет, он ездит на Феррари, живет в Москва-Сити.
То есть, ну, как бы вот так получилось. И таких примеров я знаю достаточно много в этой тусовке, но это люди, которые создают, не торгуют. Мы про то, как создавать новые технологии и участвовать в них. Web 3.0 – это мостик в метавселенной, сразу говорю, очень плотно связан с блокчейном, очень сильно базируется на этой технологии. И это наш мостик, по которому мы сейчас с вами окажемся в метавселенных. Терпите, держитесь, осталось чуть-чуть, самое, наверное, интересное для вас. Итак, Web 3.0 – это, по сути, децентрализованный интернет, в котором вы можете стать, в котором вы, точнее, не можете стать, а вы являетесь владельцем того контента, тех ценностей, которые вы там создаете. Значит, для того, чтобы было чуть понятнее, сейчас пройдемся по истории вообще как бы интернета. То есть Web 1.0, то есть условно 80-е годы появился интернет, где был набор серверов, с которых люди могли, ну то есть там веб-мастер условно загружал туда контент, пользователи его видели, да, то есть это такие, если вы помните, страшные страницы какого-то серого цвета с такими печатными буквами, вот, без особой анимации, которые долго грузились и так далее, да, то есть это был вот интернет веб-страниц, да, таких достаточно плоских. Где-то к началу 2000-х стали появляться, то есть появился так называемый Web 2.0. В сети интернет стали появляться приложения, ну здесь они вот все есть, как бы на этом самом, на картинке 3 по очереди, я сейчас про них расскажу, а потом там будет детальное пояснение в следующих слайдах. То есть Web 2.0, то есть появились крупные компании, то есть это как раз таки вот этот, если знаете, в Штатах был бум доткомов, так называемых, который повлек за собой кризис там в районе 2000 года. Это появились компании типа Google, Amazon и прочие, eBay, которые создали огромные площадки, туда стали привлекать людей на эти площадки. И эти площадки, они начали торговать, давать какую-то ценность, крутить рекламу и так далее. То есть это не просто информационные странички, которые можно было читать как статьи, а это появились уже корпорации, которые начали с помощью сети интернет зарабатывать деньги и привлекать пользователей на свою платформу. То есть в этой конфигурации зарабатывает владелец платформы. То есть, например, там социальная сеть какая-нибудь, ВКонтакте, монетизируется за счет того, что вы пишете там контент. Чем больше вы там времени проводите, тем больше аудитория, тем больше ценность этой сети. Вы не можете из сети ВКонтакте забрать свой пост, например, сказать, это мой пост. Нет, если вы его написали и загрузили в сеть ВКонтакте, он принадлежит сети ВКонтакте, не ваш. И вот здесь возникает, и сеть ВКонтакте может удалить ваш пост, сказать, он мне не нравится, вот, или поставить на модерацию, или еще что-то. Web 3.0 – это децентрализованный интернет, в котором есть наборы приложений, в которых вы создаете контент, например, пишете посты, и этот пост принадлежит вам. И не может кто-то взять один и сказать, я хочу удалить этот пост. Если все остальные против и считают, что этот пост необходим, он там останется. То есть нету одного принимающего лица, которое возьмет и удалит ваш контент. Плюс вы им владеете. Надеюсь, вот это понятно. Да? То есть сначала плоские странички, потом корпорации, которые создали свои суперплатформы и начали их монетизировать за счет пользователей. 3.0 – это децентрализация владения контентом, управление контентом и ваше право на этот контент. Вот что такое Web 3.0. То есть, по сути, мы заходим в эру, когда все посты, видео, там, например, вот, какие-то там площадки, например, там, блокируют монетизацию, да, там, например, там, на территории Российской Федерации. Эта технология позволит вам другими способами монетизировать этот контент. То есть, если вы создали видео, вы можете сами его монетизировать за счет как бы, владения им через NFT. Спамеры уберутся, комментарии плохие, да. Пишите матные. Можно будет посмотреть, кто это делает. Например. Да, и это как бы никто не сотрешь это потом. То есть, если ты это занес туда, в блокчейн. То есть, ответственность такая на самом деле. То есть Web 3.0, он базируется на технологии блокчейн. Поэтому мы и рассказываем его после блокчейна. Если вы что-то написали, оно там и останется. Но появляется право владения. Вот что такое на самом деле Web 3.0. То есть, опять же, по чертам, вот по ключевым, которые здесь описаны, да, это децентрализация, то есть нету одного человека или группы лиц, которые могут управлять этим. Открытость кода, то есть вы можете зайти увидеть все прозрачно в сети блокчейна, что где полная свобода перемещения ваших ценностей. Написал контент, его оценили, забрали, переместили. Элементы искусственного интеллекта добавляются, вот беспрепятственное перемещение ценностей, да, то есть уже то, что я говорил, и это все строится на базе NFT. То есть здесь входит как бы на первый план NFT, которая как раз-таки позволяет тот контент, который вы создаете, привязать к этому невзаимозаменяемому токену,
и дальше его продавать. То есть, продав этот токен, вы тем самым продадите, например, свой пост. Вот я написал какой-то крутейший пост, или вот выложил вот это видео наше, да, привязал к нему NFT. Говорю, ребята, кто хочет быть владельцем нашего сегодняшнего мероприятия, например, вот это NFT стоит, не знаю, там, 1000 рублей. Было бы классно выложить за $1 миллион, да, Саша? Да, например, да, вот мы провели мероприятие, говорим, продадим. И нам потом, лично. Да, и потом делаем. Надеюсь, не смотрят наши акционеры нас. Вот, то есть мы сделали какой-то контент, выложили и продали его. И вы взяли и забрали, и сказали, все, это мое видео, я использую его как хочу. И мы ничего сделать не сможем с этим видео, хотя мы там, потому что мы его продали. Вот, и, собственно говоря, здесь приходит NFT, и все переобувается, да, то есть там в социальных сетях контент можно продавать каких-то своих героев в играх, да, то есть можно какие-то картины там невероятные привязывать, можно объекты физического мира к этому привязывать, вот то, что в этих самых, в сетях есть, в метавселенных есть. То есть прям появляется новая возможность, когда человек может совершать какие-то прикольные действия, ценностные, не опираясь, например, на владельца платформы, на таких гигантов, которых мы все с вами знаем. Понятно, что есть куча сейчас вопросов, которые должны быть решены в этой технологии, да? То есть это, как всегда, новая эпоха, есть куча там законодательных аспектов, потому что NFT там в законодательстве непонятно, как описать, его за рубли, например, NFT пока не купишь. Я вот знаю, там один проект, они сейчас пытаются с российскими банками договориться, чтобы им разрешили за рубли продавать NFT. Им все банки отказали, сказали, вы вообще не понимаете, что вы продаете, какую-то хрень, воздух какой-то продаете. То есть пока вот нету этого восприятия, то есть законодательная база не готова, пользовательский опыт, опять же, люди не понимают, что я могу, например, куда-то загрузить свой видос, у меня его реально купят. Или за просмотр, чтобы его посмотреть, мне за это будут платить деньги. Но важно, я им еще буду платить, а не будет такого, получается, если я сейчас залил видос на YouTube, и вдруг YouTube решил его, например, удалить, или что-то произошло, то, получается, нету... Свободы нету. Свобода. Или непонятно, кто им владеет. Кто-то взломал аккаунт или забрал аккаунт и говорит, что он им, например, этим владеет этой историей. А так есть четкая привязанность. Ну, как трансферировалось, куда трансферировалось, что трансферировалось. Ну, конечно же, есть большое сопротивление от IT-гигантов, которые понимают, что из их рук уплывают миллиарды. И если раньше они беспрепятственно могли делать все, что хотели, конечно, они будут всячески законодательно и лоббистски пытаться эту штуку тормознуть, но увидим, к чему это приведет, время идет. Вот. Надеюсь, понимание, что такое Web 3.0, это очень, как-то сложилось. Очень широкая сфера. Еще раз, я думаю, что вот 1.0, 2.0, 3.0 слишком широко. Помните, с самого начала я говорил, что это очень широкие, ну, слишком уже такой очень разные вещи. Саша хорошо рассказал, вот в самом начале у нас там были картинки, вы тоже сможете их еще раз пересмотреть. Мне кажется, очень это становится ясно и понятно. Кто-то пишет, а будет ли Web 4.0? Про это не надо думать. Да? Здесь скорее вам концептуально понимать, а что внутри находится. Да? Очень интересно, хочу узнать больше, хотел бы профессионально в этом научиться. Давайте уже метавселенная. Да? Давайте уже метавселенная и к метавселенным. Сейчас перейдем к метавселенным. Еще раз напомню, 6 направлений мы прошли. Прошли искусственный интеллект, машинное обучение, научные нейронные сети. Мы прошли Data Science, большие данные. Вот, мне кажется, очень глубоко и сложно. Если вдруг кто-то позже присоединялся, посмотрите да, Data Science. Дальше мы прошли квантовые вычисления. Дальше, мне кажется, что видно в квантовых вычислениях было, что это, нам казалось, что это будет, ну, зачем про это рассказывать, а было видно, что людям очень интересно было это узнать. Мы прошли про кибернетику устройств, умных устройств, различного вида оборудования, все, что касается разных вообще таких хардвер, да. Хардвер лучше передает, чем оборудование, значение. Мы прошлись блокчейн, мы прошли Web 3.0, ну и сейчас перешли, наверное, в такое модное, прикольное слово, направление, отрасль, понятие, но которому тоже стоит уделить внимание. И самое важное, наверное, что хочется сказать, что по поводу метавселенных, что мы находимся очень в самом начале. И вот в чем в метавселенных, если в искусственном интеллекте есть там некоторая, ну какая-то вот конечная штука, где мы видим там робота-человека, ну все про него это говорят, то есть есть что-то. В блокчейне как бы есть вот основа.
то в метавселенных мы находимся еще только в самом начале, мы даже не понимаем, что это будет. Один, наверное, из таких фундаментальных фильмов, которые показывают, во что это может превратиться, это «Первому игроку приготовиться». Мне кажется, там хорошо показана вовлеченность населения в эту историю. Но это не значит, что это так будет, да, потому что там всего лишь это приводится пример на одном мире. Ведь «Первому игроку приготовиться» там есть один мир, да, в котором все как бы живут и все находятся. Особенно, например, в очках. Будут ли очки, или это будут линзы, или будет что-то другое, или какие-то пространства. Вот Apple, одна из революций, и про это, кстати, рассказывал человек, который в Сальвадоре блокчейн внедряет. Он сказал, что, Леша, я вижу очень сильную революцию в том, когда Apple выпустит свои VR-очки. Вот они должны вроде их выпустить в ближайшее время, там, не знаю, год-два. И это революционно может все поменять, потому что сейчас многие думают, что метавселенной надо самому создавать пространство. А, наверное, что-то появится, где мы будем внутри этих метавселенных создавать алгоритмы, аналитику, может быть, рисовать, есть. Ну, то есть, когда немножко по-другому происходит, это не значит, что мы там будем жить. Ни в коем случае. Мы точно не пропагандисты, Саша, этого. Здесь скорее мы хотим показать более серьезное восприятие, понимание, что это такое. Да? Ну, вот фильм «Аватар», например, да? Очень ярко. То есть там, по сути, как бы офигенно. С помощью, по сути, как сказать, человека внедряли в другой мир, то есть посредством, ну, как бы, который можно сравнить с метавселенной. То есть человек переносился физически в другой мир, но он там все равно жить не мог, потому что его физическое тело находилось как бы, ну, в реальности. И чтобы мы не были, ну, вот, провести вот эту границу, чтобы мы не были в ощущении того, что реальный мир куда-то исчезнет, и мы будем жить в каком-то виртуальном мире. Нет, конечно же, реальный мир останется, на нем появляется вот эта метавселенная. То есть что значит мета? Мета – это как бы псевдовселенная, да, то есть есть вот метаданные называют, есть как бы данные, а есть метаданные, то есть это псевдоданные, которые являются неким дополнением. И метавселенная – это дополнение нашего реального мира. Я пару слов скажу вообще, как бы, зачем это все было, скорее всего, придумано, да, и, ну, как бы, корни возникновения. То есть сейчас мировая экономика находится на таком, как бы, в перегретом состоянии, и есть большой дефицит ресурсов. Я думаю, мы с вами это там уже понимаем и чувствуем, а экономике надо куда-то дальше двигаться. Поэтому пришла идея, что можно все дополнительные ценности, которые, ну, то есть, чтобы человек продолжал потреблять, все дополнительные ценности, которые он будет потреблять, перенести в виртуальную реальность, то есть в метавселенную, где не надо тратить такое количество ресурсов на то, чтобы произвести, например, автомобиль или одежду или еду, да, где просто ты рисуешь, как бы, ну, эти образы, и человек с ними взаимодействует. И таким образом, как бы, получилось увеличить объем мировой экономики вот этой надстройкой дополнительной. Поэтому у нее границ нету, и это дополнение. Относитесь, пожалуйста, к этому как к дополнению. Значит, сразу, как бы, чтобы опять же было понятно, есть разные девайсы. Вот сейчас там на картинках вы видите какие-то там датчики, очки, шлемы, перчатки, джойстики, вот всякая вот эта приблуда. Лично мое ощущение, пока мы не сможем взаимодействовать с этими виртуальными вселенными на уровне наших органов чувств, очень близко, без дополнительного одевания каких-то там приспособлений, это все будет в таком очень зачаточном виде. Когда технологии дойдут до того, что мы будем, например, через тот же нейролинк, да, который там проектирует Маск, взаимодействовать с этой метавселенной без одевания очков, джойстиков, перчаток, еще раз повторюсь, будем взаимодействовать и видеть эту метавселенную, эту дополненную реальность, этот другой мир какой-то, да, это все будет пока баловством. Пока что есть в метавселенной? То есть в метавселенной очень активно развиваются всякие игровые штуки, да, то есть игровые платформы, такие как, например, тот же Roblox, да. У него нету никакого 3D мира, да, то есть там есть герой, которым ты заходишь в разные, по сути, виртуальные комнаты и как бы участвуешь в разных абсолютно играх, и там миллионы детей, там, наверное, сотни миллионов детей и взрослых как бы участвуют в этом проекте, да. Дальше есть всякие симуляторы, да, то есть там мы хотим, там, не знаю, виртуальную свадьбу, вот как на примере, да, или там симулятор, например, там по фехтованию, который показывал, я помню, Цукерберг, да, то есть вот можно фехтовать там, значит, с другим человеком, который находится вообще в другой стране, да, и вот создается эффект этого присутствия. То есть вот эти все штуки, они как бы создают некие виртуальные миры, в которые мы можем либо через экран компьютера получить доступ, либо действительно одеванием каких-то этих самых объектов, да, ну, на себя, дополнительных приспособлений. Что происходит? Вот я вам сказал про экономику, про расширение экономики, да, ведь сейчас, ну, как бы есть определенный слой населения, который, ну,
живет, ну, в избытке, скажем так, да, и ему как бы уже ничего не надо, ну, все есть, там, не знаю, квартиры, дома, машины, одежда, там, ну, все есть, да, там, как бы ты всем обеспечен. А что дальше? То есть, получается, ему потреблять не надо? Ну, как бы компании считают иначе, он должен потреблять. И что они делают? Компания BMW, компания Gucci говорит, вы можете в нашем виртуальном мире, у нас есть, там, не знаю, 1000 вариантов рубашек Gucci. У тебя дома, например, висит, не знаю, там 10 рубашек Gucci, но 11, но она просто физически, не знаю, ты ее не оденешь никогда в жизни. Но для того, чтобы тебя спровоцировать, чтобы ты купил еще что-то, тебе создают виртуальную рубашку Gucci, и когда ты заходишь, например, там, на площадку какую-то, где, там, не знаю, очень модные люди встречаются, у тебя там есть какая-то эксклюзивная рубашечка Gucci, да, и ты вот, они тебя видят там в этой эксклюзивной рубашке Gucci, твой образ, твой аватар видит, не тебя. Эта рубашечка Gucci привязана к NFT токену и имеет реальную стоимость. Например, рубашка Gucci там в среднем стоит, наверное, где-то там 1000-1500 евро. Да? Они продают тебе виртуальную рубашку Gucci за 1500 евро через токен, через NFT. Она твоя, уникальная, единственная. Но дают возможность тебе, что если ты захочешь получить физически такую рубашку Gucci, ты просто в этом приложении нажмешь кнопку, типа доставку, и тебе привезут там в течение определенного срока реальную рубашку Gucci, которая у тебя в этой игре. То же самое есть с автомобильными проектами. Очень хорошо двигается история с, например, вином. Да? То есть есть всякие там шато, французские винодельни, у них есть огромное количество бутылок. Ну вот ты, например, коллекционер, тебе неохота туда ехать, но ты берешь и покупаешь как бы бутылку вина через NFT. Тоже ты заходишь в их виртуальный магазин, там есть эти бутылки, ты можешь их посмотреть, выбрать, там, как бы, как они лежат, стоят камеры, ты ее видишь физически, то есть некая дополненная реальность, ты как бы с ней взаимодействуешь. Ты можешь купить NFT на эту бутылку. И потом у тебя есть право требования, ты нажимаешь кнопку, и тебе доставляют эту бутылку домой. Либо если ты приедешь в шато, тебе ее отдадут бесплатно. Это к Web 3.0. Это вот как бы стыковка Web 3.0 да, с блокчейном и с метавселенными. То есть как вот этот мост, я говорил, что Web 3.0 это будет наш мост с вами в метавселенные, и мы туда попадем. Я хотел про метавселенные сказать еще, что самые просто простые примеры — это какие-то игровые механики, поэтому мы их видим. Но в реальности, если посмотреть, ведь там есть не очень хорошие вещи, наверное, которые это несет и может убивать, как в рамках ковида люди начали только перестали видеть друг друга, коммуницировать друг друга. А есть и хорошие вещи. Наверное, технология может продвинуться в такую историю, когда мы сможем, например, посещать какие-то места, которые никогда в жизни бы не смогли посетить, ни при каких обстоятельствах, и ощущать их абсолютно по-настоящему, да. Или мы сможем проживать какие-то моменты, которые, или взаимодействовать где-то, где мы не могли бы это делать в текущих обстоятельствах. И даже мы с вами сейчас все вместе, все очень однообразно, да, то есть есть видео, которое вы видите, есть какая-то презентация, которая идет плоская. Мы с вами вместе не находимся. Было бы круто, когда мы бы сейчас сидели, появлялись бы люди, мы бы видели вас как реального человека, кто радуется, кто спамит, или мы бы сидели с этим столом кто у вас классно дома. Есть, или мы с вами вместе сидели или вы за бы столом. каждый сидели бы с нами здесь. Да, и ощущение было бы чуть-чуть другое. Мы сейчас говорим про хорошее, в хорошем смысле этого слова, когда ты даже хотя бы видишь чуть шире восприятие, видишь пространство этого человека, не просто фотография, а пространство этого человека, можешь немножко ощутить его мир и увидеть. Вот мы стараемся какие-то с разных сторон там снять, комнату показать, но это тоже все частично. Мы вас не видим, да, мы вас не видим, а нам бы это привнесло, эмоциональная составляющая. Это была бы эмоциональная составляющая, если бы она бы менялась. Просто даже если бы сделали бы сейчас там 5000 картинок маленьких, это какая-то штучка такая. А если бы мы смогли бы перемещаться в этом пространстве, ходить, быть, это бы реально происходило, причем без каких-либо даже очков, просто какие-то проекции были бы. Это дает новые интересные возможности, в том числе в коммуникации. Вот я понимаю прекрасно, моя бабушка умерла, ей было уже больше 90 лет, но она на протяжении последних 10 лет своей жизни общалась со своим, мы, например, жили в другом городе, и она видела, как растут внуки, каждый день, там звонили, созванивались, и она проживала вместе с ними огромное количество различных моментов. И это плюсы, которые дают и несет технологический мир. И поэтому еще раз рассмотрите, просто очень много тоже люди пишут про игры или про какие-то плохие вещи. Есть спорные, действительно, специфические вещи, которые могут появляться, но есть очень много хороших вещей, а вы вправе всегда выбирать, во что вы сами идете. Вы идете в
какой-то хайп и заработок на чужом, или вы применяете это в реальности, в своей, и это вам помогает вам развиваться как человеку. Поэтому в метавселенных есть много проблем, там приватности, подтверждения личности и то, что реальных каких-то ценностей. Компьютер сейчас уже разрывает поколение, разрывает реальные ценности. Мы это видим с точки зрения, не знаю, зум-совещаний, да, периодически. И очень классно, когда ты все равно прочувствовал хоть раз этого человека по-настоящему, и по-настоящему его вместе, его увидел, кто он такой, что он такой, и что он из себя представляет. Очень много проблем с точки зрения самих технологий, оборудования, сложных вычислительных мощностей. И сегодня даже одну, там, не знаю, H&M или Узары сделать одно пространство, это на самом деле очень дорого, делается очень долго, но вперед движение точно будет. Как вам технологии метавселенной? Интересно ли вам двигаться в этом направлении? Особенно с того, что и Саша рассказал очень широко и детально, того, что я сейчас привнес с точки зрения других каких-то возможностей. Хотите ли вы узнавать больше, дальше быть, или вы считаете, что это только для детей, да? И для детей двигаться? Значит, ребят, еще раз отпишите обязательно сейчас. Давайте включимся. Я думаю, что осталось там 10-15 минут, и впереди обязательно розыгрыш. И розыгрыш чего-то современного. Да? Нам захотелось сегодня привнести чуть-чуть современного, поэтому сегодня там Solana, BNB чуть-чуть разыграем. Вот у нас есть список, кстати, людей, участников. Мы сделаем все честно, по номерам. Да, по номерам. И тут даже есть розыгрыши. Да. Смотрите. На самом деле, Саша, очень крутая штука. Мы еще не раз ходимся с вами. 7 направлений: искусственный интеллект, дата сайенс, кибернетика умных устройств, квантовое вычисление, блокчейн, веб 3.0, метавселенной. 6 из них, не квантовое вычисление мы сейчас обучать этому не начнем, но будем стараться, конечно, встраивать и рассказывать про эту технологию в процессе ее развития в наши IT-программы, 100% будем делать. И люди пишут, конечно, что метавселенная — это очень интересно. И это классно, да, это классно. Видно, что, кстати, с каждой технологией все меньше людей, которым что-то неинтересно, хотят переместиться, все интересно. У нас такой появился слоган, хотя он нам, Саше, не присущ, да, с точки зрения какой-то сверхзаработка, но что точно видно, что эволюция, передовые технологии в IT, пойти сейчас учиться в IT, пойти учиться в передовые технологии, действительно дает возможность выйти на сверхновый вообще заработок и войти в этот мир прямо сейчас, потому что сейчас же это так происходит. Давайте так честно, если будет 200 тысяч блокчейн-программистов, то тогда уже попроще, например, заработать. Но мы понимаем, что нехватка будет сохраняться 100%. Отпишите вообще, кто хочет в передовых технологиях, кто хочет этому учиться, кто хочет в этом профессионально развиваться сам. Потому что есть люди, которые ответственно посмотрели, выделили время. Конечно, кто-то будет пересматривать, досматривать, у каждого там свои личные дела. Отпишите, кто хочет двигаться в эту профессию. Давайте прямо сейчас напишем, кто хочет двигаться в эту профессию. Мне кажется, что я даже сижу, и я скинул во время того, как мы сидели, человек 15 или 20 скинул наше занятие, потому что это стало тем, что можно точно, однозначно вообще всем скидывать и всем показывать. Просто чтобы знали вообще про это. Точно знали. Обязательно делитесь этим с друзьями. Обязательно сейчас перешлите это мероприятие другим вашим друзьям, и вам легче будет вместе находиться. Потом интересно что-то обсудить. И обсудить вместе интересно, да. Нам тоже в этом полезность. Мы будем это развивать, мы будем развивать путь в IT передовые технологии, потому что, конечно же, это новая уникальная технология. Что важно, ребят, смотрите, мы однозначно передовые люди, и в рамках Geekbrains мы запускаем новую программу обучения. Это IT-инженер, передовые технологии. Там внутри 6 направлений. Да? Первое направление — это искусственный интеллект. И то, как у нас был описан искусственный интеллект, я даже не знаю, где это так собирается, где это так описывается. Наша задача — сделать из вас профессионалов в этой сфере. Неважно, программирование, тестирование, аналитика, продуктовое управление, проектное управление, архитектура, в перемешке искусственный интеллект с дата-сайенсом, с фудтехом, с медициной. Это мы внутри будем все вместе с вами создавать. Второе направление — это дата-сайенс. Новый широкий дата-сайенс, широкая плоскость дата-сайенса, то, чего не существует сегодня с точки зрения обучения в рамках профессии, возможности трудоустроиться. На всех наших программах можно трудоустроиться через 9 месяцев и после начала обучения. Это очень важно, кстати, это невероятно важно, да? Возможность трудоустройства, а мы это гарантируем
и в Geekbrains. Мы сегодня не будем там рассказывать про огромное количество наших возможностей, то, что мы учим и в реальном режиме времени вместе с преподавателями, и лекции, и вы имеете возможность пересматривать запись. И многие из вас, кстати, сегодня писали, а можно мне это пересмотреть? Все можно сделать. В то же время вы можете учиться в группах, делать абсолютно разные проекты в разных пространствах. И на маленьких уроках, на более больших уроках, на буткемпах, чего у нас только сейчас нет, ускоряться в обучении или наоборот тормозить. Кибернетика умных устройств – невероятно крутое направление, но много рассказали. Мне кажется, я там за 5 минут рассказал, чем я только начал заниматься 17 лет назад, 17, связанное с устройством, с оборудованием, да, Саш? Это мир будущего, и мне кажется важно, что мы это соединили внутрь, да, одной программы. IT-инженер, передовые технологии. Блокчейн точно важно, точно нужно. Блокчейн это не только заработок или потеря денег. Блокчейн – это технология, которая видоизменяет вообще мир, пространство, вселенную. И самое главное, информационные технологии сами по своей сути, да, по своим качествам, по своим характеристикам. Web 3.0. Web 3.0 новый подход к ощущению, подход к созданию, к восприятию, метавселенные. Да, ребят, что? Ну, оставьте, пожалуйста, попозже, да. Метавселенная, 6-е направление, опять же, с подходом, с позиции того, что это то, что будет, что-то будет появляться. Я думаю, что будут другие названия, да. Метавселенная, это пока так называется, оно будет смешиваться. Знаете, как есть разница между онлайн-обучением и офлайн? А мы, например, как люди, которые передовая мировая компания в современном обучении, в техе, в онлайн-обучении, я могу вам сказать, что через 5 лет не будет этого деления, оно будет объединено, потому что когда кто-то скажет, а есть метавселенное обучение, да, Саша? И когда скажут, что есть метавселенное обучение, так что есть типа офлайн, онлайн, и есть метавселенное, онлайн обучение, это не, ну, вот, оно будет вместе объединяться. Но самое главное, знаешь, что еще, мне кажется, здесь важно сказать про эти программы, ребят, то есть кто-то, возможно, не знает, как у нас устроено обучение, кто-то у нас учится в разработчике, кто-то смотрел наши мероприятия. Программа от 12, 24 и 36 месяцев. Вы сами выберете длительность, зависит от того, какой уровень вы хотите выйти. Первые 3 месяца, чтобы не было испуга, то есть мы рассказали достаточно сложные вещи, но на первый взгляд, да, первые 3 месяца идет погружение вообще в сферу информационных технологий, и вам расскажут все базовые вещи, чтобы вы ориентировались в терминологии и так далее, да. После этого выбираете специализацию, куда вы дальше пойдете, то есть вам интереснее программировать, тестировать, анализировать, управлять проектами, создавать проекты, да, то есть продакт-менеджером быть. И потом, только после этого, когда вы определитесь, вы будете выбирать уже технологическую специализацию. И вот в этих программах, про которые сейчас Саша сказал, да, в них вот эти специализации уже следующего уровня будут иметь в себе искусственный интеллект, блокчейн, Web 3.0 и так далее. То есть это настройка. Это не значит, что вас просто туда кинут. То есть весь процесс выстроен так, чтобы вы туда вошли и все понимали, ориентировались как рыба в воде. Самое главное, то, что Саша сказал, через 9 месяцев занимаемся трудоустройством, мы гарантируем. Под эти программы мы проходим обязательно сертификацию для того, чтобы мы могли вам выдавать дипломы о присвоении специальности в этом направлении, чтобы у вас был на руках документ. То есть все атрибуты, которые имеет Geekbrains, и весь свой профессионализм, вся платформа, все гибкие графики, чтобы вам было удобно учиться в группах с преподавателями, чтобы это все проверялось, чтобы были правильные задания и так далее, дипломные проекты, это все в эти программы обязательно входит. Ребят, включите, пожалуйста, презентацию, не включайте презентацию, чтобы полностью все было видно. Не выключайте сейчас. Чтобы было видно, чтобы ребята увидели, какие есть направления, да? Конечно. И чтобы было полностью все видно. Мне кажется, огромное, Саша, круто то, что ты перечислил, есть очень много разных возможностей. Конечно. И мы много рассказываем про фундаментальное отличие вообще Geekbrains от любых других образовательных компаний. И если вы посмотрите на Geekbrains, то мы в Geekbrains привносим огромное количество разных форматов обучения, абсолютно разных форматов обучения. У нас даже есть домашнее задание, которое надо делать в музее. Мы запустили 3 недели назад, что люди идут просто в музей, который находится у них в городе, и составляют там архитектуру баз данных музея. Зачем это все сделано? Для того, чтобы вы действительно прониклись широтой мира IT. Он не однообразен, он не содержится на 2 или на 3 уроках, которые ведет конкретный преподаватель. Сейчас очень много образования, обучения, где люди говорят, мы точно знаем, как учить, 2-3 человека сделало, и вот они ведут одной простой траектории. Наша задача
чтобы у вас разные образовательные цели, есть разное огромное количество разных технологий, есть разные желания, есть разные ожидания, у вас разный опыт жизни вообще, разный опыт мироустройства. И мало того, мы живем в мире, который постоянно меняется, и мы с вами видим, как за последние 3 года мир... по-разному, в мире разные вещи абсолютно происходят, и очень сильно все видоизменяется, когда нам надо максимально быстро делать следующий шаг. И нам с Александром, нам всей командой Geekbrains очень важно давать образование, которое для вас, вот в первую очередь давать вам невероятно крутое образование, которое дает вам востребованную, высокооплачиваемую и перспективную профессию. Мы глубоко убеждены, что 3 этих критерия являются самыми важными. Кстати, что важно? На сейчас минимальные цены на IT-инженера передовых технологий только 2 дня. Вы даже если сейчас вы будете заходить и видеть у нас на сайте, там читать про эти программы обучения, и мы сейчас расскажем, как оставить на них заявки. Сейчас очень классная цена, и честно вам, в месяц за 4200 рублей или там за 8983 рубля этому научиться нигде невозможно. Первая программа год, IT-инженер, Digital Master это 2 года обучения, Geek это 3 года, то есть вы заканчиваете IT-инженер начальным уровнем, да, то есть вы будете специалистом джуниор уровня, да, и там с доходом ожидаемым от 80 тысяч рублей, да, то есть через 2 года это уже middle уровень, это у вас уже есть определенная практика, вы работаете, это точно 150+. Ну и Geek, человек спустя 3 года, это минимум 200. Если в этих передовых технологиях, про которые мы сегодня рассказывали, эти цифры, мне кажется, можно умножать на x 2, 3 спустя 2 года. То есть через 2 года вашего опыта это будет передовых, кстати, технологиях история. Это указана заработная плата, просто IT важно. В передовых технологиях она гораздо выше. Тоже не хочется какие-то там иллюзии говорить. И с этим нет проблем. У нас на всех этих 3 пакетах гарантия трудоустройства через 9 месяцев. Это тоже важно. На всех 3 пакетах вы получаете диплом, на всех 3, через год, потом через 2, потом через 3. Мы специально сделали так систему. Внутри этих программ обучения вы выберете и направление, потом выберете специализацию, вот как Саша рассказывал, программирование, тестирование, аналитика. Очень важно, что часто мы с вами не знаем, а вообще куда надо двигаться и что из этого будет получаться. Я все время говорю, что невероятно, вот эта программа, когда мы придумали Geek, 3-летняя, она вообще супер крутая, потому что вы начинаете в IT-мире вариться, вы устраиваетесь на работу и продолжаете учиться, вы закоммитились. И это все окупается там с первых месяцев заработных плат. Оффер, смотрите, ГБРУ/100. Заходите или по QR-коду, если вы там смотрите с десктопа, оставляете заявку. Что важно, оставьте заявку, потому что вам начнет информация дополнительно приходить про эти программы описывать. Оставляйте обязательно. И презентации, во-первых, вам придут, да, и цены вы зафиксируете. И вам люди смогут подсказать и рассказать, потому что мы, конечно же, про все рассказать 100% не можем. А это все вопросы ответить. Ну, конечно. Там вопросов тысячи. Вопросов миллионы, они продолжают идти, и кто-то еще периодически, там кто-то спамит, кто-то еще что-то делает. Важно, сфокусируйтесь, это ваша жизнь, и вам важно сейчас правильно выстроить траекторию вперед, да, как она двигается. Почему мы этим горим там, и сильно занимаемся, почему мы про передовые технологии рассказываем? Потому что мы знаем, что это основа и база будущего, да, и в это важно идти. И мы при этом знаем, что Geekbrains дает невероятно крутое инженерное образование. Реально, то есть нам, смотрите, нам же с Сашей как бы очень важно понимать, да, то есть как бы заходит это, не заходит. Мы сейчас видим по комментариям, но очень важно, чтобы люди приходили и смотрели, потому что мне кажется, как бы, ну вот, не знаю, там успешность вообще как бы всего там русскоязычного пространства, да, вот всех людей, она как бы зависит от уровня осведомленности, да, и если мы с вами находимся вот в этом технологическом как бы горизонте и двигаемся вперед, да, вот как бы с опережением даже, это же залог как бы успеха и уровня жизни как бы нас, наших там детей, то есть я как бы от всей души вам рекомендую, то есть я надеюсь, вы почувствовали, что как бы мы с Сашей влюблены в эти все истории, да, в эти технологии, горим этим, и точно так же хочется, соответственно, чтобы вы точно так же чувствовали, проживали это и становились специалистами, потому что, ну, у меня будет большая радость, если мы создадим как бы рынок у нас и будут крутые спецы, которые будут делать крутые решения, потому что я каждый раз, когда вижу какие-то платформы новые, и я знаю, что это сделали русские ребята, ну, как бы лично меня как бы это просто наполняет гордостью от того, что это сделали как бы наши. Оставляйте заявку, регистрируйтесь обязательно, подписывайтесь на нас в социальных сетях,
Подписывайтесь на телеграм-канал. У нас сейчас телеграм-канал есть про айтишные передовые технологии. Мы его начнем очень сильно сейчас развивать, отдельно делать. Приходите к нам обязательно на обучение, сделайте этот шаг, рассказывайте своим друзьям. Вот мы не зря говорим еще раз про рассказ своим друзьям. Это супер важно. Я крайне поддерживаю Сашу. Невероятно крутое мероприятие. 14:54, Саш, 4 часа с легкостью, в классном настроении. Очень насыщенное мероприятие. И в другой векторности, такой, в другой плоскости. Ждем вас на нашем обучении. У нас невероятно разнопрофильное, разное обучение, разное образование, несравнимое. Я могу гарантированно сказать, что оно несравнимое. Приходите, и абсолютно доступное, и самое важное, доступное в любом населенном пункте на планете Земля, если вы говорите на русском языке. Ну или, по крайней мере, его чуть-чуть знаете. До новых встреч, хорошей вам субботы, хорошего вам воскресенья. Хорошего вам времени с семьей, с друзьями. И хороших обсуждений, то, что вы сегодня услышали. Да, и обсуждений, Саш. Да, очень круто. Всем огромное спасибо нашей команде. Счастливо, ребят. Geekbrains — это настоящая, живая, классная, крутая команда. Всех обнимаю. Хорошего дня. Мечта заставляет нас действовать. И неважно, какая она. О революционном открытии, покорении звезд или просто мечта о новой работе. Geekbrains — это инструмент для тех, кто ищет знания, которые воплощают мечты. Мы помогаем не просто освоить профессию. Мы помогаем освоиться в профессии. Даем возможность реализовать свой потенциал и стать ценным специалистом в сфере IT. И не только. Geekbrains объединяет в себе множество знаний для разных возрастов. Для творческого развития или для изучения профессии, востребованной в любой точке и любой компании мира. Образовательная платформа позволяет учиться везде, где есть интернет. Потому что мы понимаем, знания — это возможности для всех. Возможности развивать и развиваться, аккумулируя идеи. Создавать и менять мир. Воплощать свои мечты и приближать мечты других. А воплощая мечты, мы воплощаем будущее.